Добрый день, в эфире Prime на канале АТР, это я оговорился, в эфире программа «Бюгюн». Сегодня это дневной прямой эфир с интересными гостями, с которыми мы обсуждаем текущую международную внутриполитическую обстановку и всякие интересные смыслы. Сегодня мой первый гость на протяжении 55 минут в прямом эфире, известный украинский журналист, единственный, который работает на территории Российской Федерации постоянно, точнее в Москве, Роман Цымбалюк. Айдер, привет. Привет, Рома. Выглядишь ты хорошо, как будто загорелый. На самом деле у тебя за спиной окно, и ты просто такой, как Сейшел. Что, жарко там в пекле, да? Ну, по-разному бывает. Рад тебя видеть. Конечно, хочу начать с того, что я хотел с тобой именно обсудить. Вот это новая доктрина, но она не новая. Конечно, это еще мюнхенская речь там Путина еще давно, еще, по-моему, 8-й год был или какой-то. Но сейчас уже доведенная просто до какого-то совершенства. Это статья его причем переведенная на украинскую мову, статья про историческое братство русского и украинского народов. Вот ты же ее точно читал, ты слышишь, как ее там обсуждают, ты все эти смыслы уже у себя в Ютубе наверняка разобрал. Вот. Но для наших зрителей расскажи, пожалуйста, просто все свои впечатления от того, что понаписал Путин. Ой, да все очень просто. Это манифест войны России против Украины. Это памятка и российскому пропагандисту, и российскому военному. Этот текст, он действительно такой полный свод всех российских желаний. Это большой плевок в сторону Меркель, Макрона и Байдена и всех-всех-всех, которые там время от времени нам, вот я недавно слышал, там старушка всей Европы говорила, что нам, допустим, надо вписать формулу Штайнмайера по поводу выборов на оккупированной части Донбасса. Что мы смотрим тут? Все вот эти вот истории о том, что мы придем, если Украина вернется на Донбасс, то там будет там резня, там будут всех есть. Но самое важное, понимаешь, жизнь же не стоит на месте. И вот кто-то на Западе еще думает, что можно каким-то образом провести выборы, там, прогнуть Украину, чтобы мы признали россиян на украинской земле. И вот сейчас жители оккупированного Донбасса будут голосовать онлайн на выборах в Государственную Думу. То есть текст полезный, и он бескомпромиссный к нам. И, наверное, это хорошо, по той причине, видишь, они же не стесняются своих намерений против нас. Вообще я обратил внимание, как пропагандисты на это отреагировали. Они почему-то, когда говорят о статье, о намерениях Российской Федерации, текст вроде бы как заканчивается фразой «мы один народ». Но они почему-то считают и моделируют введение боевых действий российской армии против Украины. Ну, в рамках проекта «Один народ». Как они будут там глушить системами РЭП украинские узлы управления и связи, как они будут сыпать бомбы на украинские города. И что важно, вот когда только началась война, соответственно, в 2014 году один из деятелей, который на то время работал в АДКБ, фамилии в данном случае не важны, он говорил такую вещь, что нужно перекатать только половину граждан Украины, а все остальные прогнутся. И вот, включая вчера там 60 минут ненависти к Украине, и там опять же эта фраза, понимаешь, о том, что половина тех, кто поддерживает, соответственно, поддерживают Украину. По их мнению, вот они точно должны быть все там переписаны для того, чтобы потом осудить или, я не знаю, расстрелять или организовать голодомор. Ну, в общем, такой текст. Как ты когда-то говорил, почему когда-то, ты там про рейх вывел формулу, но право, ты был прав.
Ну, конечно, все это диковато читать. Я не осилил. У меня, знаешь, я, может быть, переел этого всего еще в России работы. Я не могу читать Путина. Спасибо, что ты прочитал. Ну, вот. Но, насколько я понимаю, прелесть в этом всем одна. Ну, нет иллюзий никаких. То есть он конкретно рассказал, и я бы вот этот смысл, который ты сейчас сообщил, да, что каждый второй должен быть убит здесь, да, или посажен, да, это братский народ. То есть мы теперь уже полубратский народ, как я понимаю. То есть с половиной еще можно что-то иметь дело, обратить в рабов, да, а половину надо просто как бы, ну, порешать. Мгм. Но, понимаешь, тут же вот что важно, они же, вот эта вот фраза «ты что, не русский?» Но это с Да, детства я слышал всегда, всю жизнь. оно же к чему подводится? А, К неприятию украинской политической нации. Вот что является, именно вот эти люди являются врагом, и неважно, на каком языке ты говоришь. Это вот ключевой момент. Но ты знаешь, я не считаю, что такие тексты надо игнорировать. Да, я Знаешь, согласен, но у меня физиологически, ты понимаешь, я просто не смог. Но я понимаю, что для аналитики нужно это читать. Но вот тут я не смог себя перебороть. Я прошу прощения у зрителей. ну, мы Поэтому тебе расскажем. пользуюсь твоими компетенциями. Да. Смотри, ну, кроме ну, скорее для кого этот текст предназначен? Вот его нужно действительно Западу там иметь в виду? Или он все-таки на свою аудиторию больше работает? Как вообще это восприняли? Как такой манифест руководства к действию? Я там слышал уже, значит, каждый солдат, кто умеет читать, должен прочитать, заучить эту... Но по сути это декларация арийской расы. Ну, по сути, ну да, так ведь, да? Как, Сложно с этим не ну, согласиться. как когда-то Гитлер сказал, Австрии не существует, да? И Австрия это наш рейх, да? Потом Судет не существует, Чехии не существует, Чехословакии, да? Судетская область и так далее. Потом Польша не существует. Ну, то есть это путь-то прям вот прямой, как ветка Северного потока. Однако Запад делает вид, что ничего не слышит. А что говорят русские? Они восприняли это как вот такой, ну, действительно, как очередную дозу адреналина вот этого. Ты знаешь, если мы говорим о российском обществе, то оно настолько перекормлено украинской темой, что я не знаю, что должно произойти, чтобы получился эффект вот этой вот мобилизации в российском обществе. То есть они уже готовы, да, в принципе, всегда? Я думаю, что нет. Нет. Я думаю, что многие хотели бы там реализации вот этих вот путинских мечтаний, но бесплатно. Ты имеешь в виду, что к Воевать, жертвам они не готовы, да, с своей стороны? ну, конечно, воевать за это, отправлять своих детей, я думаю, что это никому не надо. А, Тут вопрос в том, что у российского солдата его же спрашивать не будут. Но на самом-то деле, понимаешь, вот если, опять же, сухой остаток этого, как действовать, только готовность украинской армии защищаться без каких-либо, знаешь, предварительных моментов, как было в 2014 году, когда мы там не могли понять, что происходит, что мы же там, кто там, братья, вроде как казалось тогда, когда российский солдат стрелял, а украинский думал, как же это так? Нас же всегда учили, что такого быть не может. Но вот за счет того, что российские захватчики многое объяснили за это время, это дает надежду. То есть я в Москве всегда им говорю, что лучше нас не трогать, потому что ну, ваш этот концепт русского мира, он возможен, возможно его продвижение исключительно на бомбах, которые вы будете сбрасывать с самолетов. Потому что по-другому эта вся конструкция, она не работает. И это важно. А по сути, если разобраться, в современной России я не вижу каких-то опций, которые они могут каких-то цивилизационных предложить. Ведь они о чем говорят? Там, Путин — хранитель победы, но он вроде бы даже не воевал. Патриарх Кирилл рассказывает, как Богу молиться. Ну,
я не знаю, мы советская страна. Русский язык, ну вот мы с тобой говорим на русском языке, и вроде бы можно сказать, что мы русскоязычные, но таких людей они будут вешать на фонарях первыми, и об этом тоже прямо говорят. То есть возьмем, что они сотворили на захваченных территориях, ну да, рейх, гестапо, концлагерь такой большой под открытым небом. И для остальной Украины, соответственно, будет только хуже это, в случае их продвижения. То есть, количество людей, которые будут сопротивляться в нашей стране, колоссально, и это вселяет на самом-то деле оптимизм, что все оно закончится словами. Хотя, понятно, все вот эти вот пропагандистские тезисы, там, экономическое давление, политическое, все, конечно, это же будет в полном объеме. Ну, теперь смотри, теперь про реакцию Запада. Давай поговорим. Вообще, по-моему, реакции на эту статью был ноль совершеннейший, как бы business as usual. Северный поток-2, там уже соглашение Америка готовится с Германией, как типа, чтобы Украину не обидеть и русского газа побольше понакупить, побольше дать денег Путину, чтобы он вооружался и дальше, готовясь к большой войне. То есть тут вообще логика совершенно как бы чувство самосохранения не свойственно современным западным странам, особенно европейским, да. И приезжает в Москву, ты наверняка это тоже освещал, господин Керри. Господин Керри, я напомню, кто этот человек, он сейчас специальный представитель президента Байдена по всемирному климатическому там, сотрудничеству, по сохранению климата, да. Вот. А на самом деле он бывший госсекретарь при Обаме, при Байдене вице-президенте, и человек очень левацких взглядов, такой типичный левак, он каждый, наверное, 3 раза в день предлагает сдаться перед Россией, я думаю, так перед зеркалом репетирует капитуляцию ИСОТа. С унылым лицом он приехал в Москву, его там встречал Лавров, с таким покровительственным видом, там, с Путиным, кажется, он даже встречался. Вот. И, как говорят аналитики по Америке, как раз Джон Керри, это человек, который был против интеграции Украины, причем он открыто об этом говорил, даже на лекции в Гарварде. Вот. Что Украину надо составить России, такой прям прямым текстом говорил. Ну вот. И что еще? И он как раз представитель вот этого левацкого крыла, который пытается давить на Байдена. Сам Байден, он центрист, он не левак. Но вот эти пытаются переформатировать вот эту внешнюю политику, извините, что такой долгий вопрос, в духе вот этой перезагрузки, которая началась после войны с Грузией, нападение на Грузию, а закончилось нападением на Украину. Да, вся эта перезагрузка обамовская, которую брал при вице-президенте Байдене. Нет ли ощущения того, что администрация Байдена, ну, я думаю, по климату, не по климату, он, конечно, приезжал в Москву. Вот как это комментируют русские, что есть ли новая перезагрузка, там, улучшается ли уровень доверия, там, взаимного сотрудничества между как Россией и Соединенными Штатами? Ты понимаешь, ну, во-первых, визит Керри по климату, в России есть спецпредставитель президента по климату, это Сергей Иванов, член Совета безопасности российского, то есть ближнего круга. И странно, почему они тогда встречаются с главой МИДа Российской Федерации. Понятно, что Керри в данном случае является таким связным для передачи каких-то неформальных информационных сообщений. Вот. Но когда мы говорим о перезагрузке, о том, что можно там Украину отдать и на этом настанет мир, ты же сам сказал, что после Австрии были Судеты и было дальше. То есть здесь уровень информационной накачки общества, он таков, что США — это главный враг. На этом отчасти и базируется путинская легитимность. То есть, что он альфа-самец, а все остальные нет. Поэтому думать о том, что вот они, можно найти какую-то схему взаимного сосуществования, я, честно говоря, не вижу таких возможностей, потому что это будет воспринято как очередная уступка. Ага, здесь они уступили, значит, можно давить. Значит, это американский игл, ну, в смысле орел, он старый, он глупый, он боится китайского дракона, значит, на этом можно играть какие-то противоречивые штуки. Ну, иди сюда, сейчас мы тебе лапы повыдираем. Ну, вот только так.
Поэтому я не верю в возможность того, что Россия где-то остановится. Они же пытаются быть глобальным игроком. Ну, то есть, по твоим ощущениям, Путин Байдена не испугался, и выполнять его эти все просьбы, так сказать, утихомириться он вряд ли будет. Ты знаешь, все будет зависеть, во-первых, не от Байдена, а от нас. Во-вторых, ключевой момент, мы же с тобой обсудили, что продвинуть вот эту вот идею один народ можно только на бомбах. Эту черту они не пересекают. То есть ничего не изменилось. Они не нападают, да, идут бои на линии фронта, все как обычно, как последние 7 лет, но глобально никаких изменений нет. Медведчук курит вроде как под домашним арестом, его каналы закрыты. Соответственно, есть вот это вот окно возможностей для нас самим заниматься собой и развиваться. Вот это важно. Поэтому я бы, понимаешь, не ставил бы вопрос в таком ключе, и он очень часто начал звучать сейчас из-за Киева о том, что вот нас Запад бросил, кинул, нас отдадут Путину. Давай все-таки будем справедливы, что история с Северным потоком, со вторым проектом, она родилась очень и очень давно. И сейчас, ну, да, Германия для США оказалась важнее, чем Украина, но жизнь не строится только на газовой трубе. Смотри, Ром, я хочу, чтобы мы послушали цитату из президента Украины Зеленского по поводу евроинтеграции Украины. Она очень достаточно жесткая. Я хочу, чтобы мы вместе ее послушали и прокомментируешь потом. Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму, свята традиційно пов'язаного з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. Нехай ваші рідні та близькі будуть здорові і щасливі. Радник департаменту Дерек Чолле приїде 20-21 липня до Києва і 21-23 липня до Варшави для посилення стратегічної цінності відносин США з Україною та Польщею. Він продовжить дипломатичні розмови з Україною та Польщею з низки питань, включаючи спільні занепокоєння. Извините, пожалуйста, это напортачили наши сотрудники. Прошу прощения. Да, текст я видел. Да, ну я прочитаю, давай прочитаю. Якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, це мається на увазі Молдова, Саакартвело і Україна, так, тоді дехто демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. Ну, ми знаємо, що Зеленський так любить говорити, дехто, хтось там, ну, понятно, это название, да, кодове названня. Значить, і це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту. Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою, і за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово, але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від нас, і від вас, шановні європейці, від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської Ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу, сказав Володимир Зеленський. И тут я, кстати, его поддерживаю, потому что, ну, надо прямо, я не люблю, когда он вещи не своими именами называет. Почему нельзя сказать Россия? Ну, это вообще какая-то уже просто какая-то не смешная шутка, да? А с другой стороны, он прямо говорит европейцам, что, ну, что вы нас не ждете, получается, как, да? И получается, что Европа живет по заветам вот этого самого пока, по крайней мере, по заветам этого самого Джона Керри, который назвал главной ошибкой Запада и Соединенных Штатов то, что они тянули Украину на Запад. Это вообще с ума сойти можно. Это после Майданов, после всего, да? Вот как ты оцениваешь такое поведение Европы? Это что, страх перед русскими, там, желание дешевого газа? Что это такое? Ну, видишь, западная элита, у нее такая есть особенность, что она меняется. И если мы бы возьмем людей, которые были у власти в Европе, допустим, на момент первого Майдана, то фразы о Украине как члена европейской семьи звучали намного чаще.
Да, возможно, они не ожидали таких действий со стороны России, но тем не менее вот эта вот европейская перспектива, она звучала намного четче. Сейчас же что мы имеем? У нас остается вот этот вот формат восточного партнерства, в которое входит 6 стран. Соответственно, кроме вышеперечисленных государств Украины, Грузии, Молдовы, там еще Армения, там Беларусь и, если я не ошибаюсь, Азербайджан. Последние 3 страны. Ну, как минимум, они не стремятся евроинтегрироваться. И хочется задаться одним логичным вопросом. Уважаемые наши европейские партнеры, вы тогда каким-то образом артикулируете, чего вы хотите? То есть, понимаешь, вот эта история, она все-таки сложнее в том плане, что хорошо, что Владимир Александрович вопрос ставит именно в таком ключе, но нужно же добавить, что вот эта вот часть, обязательств, которая взяла на себя Украина, она же не выполнена. Это тоже важно. В части вот этих судов, коррупционных всех органов. Я не знаю, сейчас в Молдове полная перезагрузка власти, и, соответственно, у Майи Санду будет ее большинство, и они смогут продвигать решения во всех сферах, потому что проблемы точно такие же. То есть этот вопрос, он двухсторонний. Ведь они нам всегда что говорят? Вот последний саммит НАТО чем закончился? Вы там не до конца боретесь с коррупцией. И хотя все понимают, что просто испугались России. Это тоже правда. Да. Но, наверное, нам нужно все-таки выйти на вот этот вот уровень, сказать, ребята, ваши вот эти вот оправдания, обоснования, они не стоят выеденного яйца. Вот, по-моему, так. Но то, что для 3 государств, Украина, Молдова и Грузия, должна быть какая-то отдельный подход Европейского Союза, мне кажется, это очевидно. Ну да, здесь страны хотят. И знаешь, я не думаю, что там совершенно нет коррупции в Болгарии, например, да. И понимаешь, о чем я говорю. То есть тут имеется, я просто чувствую, это ты, наверное, тоже, что имеется в виду политический подтекст. И с НАТО такая же самая... Нет, это политическое решение. Да. Но это понятно, политическое решение. Опять же, если вот мы говорим об этом саммите НАТО, сколько было слов о том, что грузины намного больше продвинулись в достижении натовских стандартов. Было же такое? Было, что вот они на пороге ПДЧ. Решение какое? По грузинам и по украинцам. У которых вот у нас там масса недостатков, а у грузин их нет. И решение одинаковое. Ну, что такое? Не рассказывайте тогда нам вот этих вот басен. Скажите, мы боимся Путина. Или еще что-то. Или мы видим вас как буферная держава. Ну, это будет по-честному. Просто хотелось бы сказать, что, уважаемые жители Европы, вам же все время Путин рассказывает о том, что у него ракеты, у которых аналогов нет, и они так быстро летят, что нет, по сути, с современными технологиями расстояния, они немножечко имеют другое значение. Это не 45-й год. Угу. Ну, пока я никакого понимания не вижу, но посмотрим, что будет в Германии еще осенью, потому что там партия зеленых очень антироссийская, и противники Северного потока вот этого второго могут стать серьезной силой политической, и ситуация может измениться вообще по-другому. Может быть, эта пауза сейчас такую держит, посмотреть, что будет на выборах. Теперь про, последнюю новость. Тут были такие как бы утечки неофициальные про когда состоится встреча Байдена с Зеленским в Вашингтоне, да. Вот, и, наконец, внесена ясность. Внес ее Джордж Кент, мой старый добрый товарищ, который еще работал зампосла, ты помнишь, или ты не помнишь, в Киеве не жил. Вот он такой, абсолютно киевский человек, он был зампосла Соединенных Штатов, и у него супруга крымская татарка Велида. Вот, и он
в качестве, ну, насколько я понимаю, этот уровень, вот есть глава Госдепа, есть, значит, помощник главы Госдепа, есть советник главы Госдепа. Вот он советник главы Госдепа, значит, по как раз вопросам Восточной Европы и России, да. Вот, и он Украину знает прекрасно, и про все, и про коррупцию, и не про коррупцию, и про все он знает. Значит, и он приехал сюда именно временным, поскольку он не может быть послом, у него гораздо выше ранг дипломатический. Да? Он приехал сюда именно вот на этот какой-то период, непонятно на какой. Значит, но тем не менее, я считаю, это все позитивно, он человек хороший, вот, и действительно понимающий нашу страну глубоко. И он сказал... Так, коли президент Байден та президент Зеленський спілкувалися вдруге, президент Байден запропонував, щоб зустріч була в липні або пізніше влітку. Тобто зустріч буде трохи пізніше, не в липні, а думаю в серпні. І, ну, как говорится, это где-то конец августа, но непонятно, то ли до, ну, логичным, наверное, было до, то ли после, значит, 30-летия независимости и, соответственно, Крымской платформы. Вот что это что это означает? И приезд Джорджа Кента сюда, то есть такой высокий уровень дипломатический, да? И, кстати, он говорил с Аваковым, это тоже факт просто, я не знаю, о чем он говорил, но Аваков на следующий день написал заявление об отставке, да? И вот эта неопределенность с датой конкретной встречи, да, в Вашингтоне, что это такое, почему это происходит, твоя версия? Ну, давай так. Понятно, что для команды Зеленского переговоры на таком высоком уровне — это уже достижение сам себе. И наш офис, как мне кажется, они просто, как частенько бывает у нас в Украине, бегут впереди паровоза. То есть понятно, что Украина, то есть украинская сторона готова встречаться в любой момент. И если ты ждешь этой аудиенции, просто не надо ничего анонсировать. Есть же прекрасная формула, что визит готовится, Ну да. прорабатываем. Ну, в общем, есть способы, как это сформулировать таким образом, чтобы не попадать в такие ситуации. Вот. Но сами формулировки, вот, и я так понимаю, у нас даже некоторые товарищи решили, уйдем на восток. Чтобы Да, это я тоже потом хотел прокомментировать. Партнерам. Вот. Но уйти на восток, просто когда смотрим на карту, на востоке Украины Россия. Вот это вот важно понимать. И уйти никуда не удастся. Но, слушай, Айдар, по-моему, эта история как раз лишний раз нам говорит, что в Соединенных Штатах никто сдавать Украину Путину не собирается. То есть сейчас у нас, ну да, Северный поток, Соединенные Штаты пока вроде как проиграли. Да, может быть, вот после выборов придет какая-то другая команда, которая примет какие-то меры, чтобы максимально усложнить его функционирование. Это возможно. Но, опять же, даже вот эти вот события, они показывают, что россияне будут делать все, чтобы транзитировать газ в обход. Это национальная идея, национальная стратегия, и реализуется она много-много лет, и это началось не при Зеленском, не при Порошенко, и даже не при Януковиче. Ну да, это же был Южный поток еще, все вот эти... Конечно. То есть это, Россия в данном плане играет абсолютно последовательно. Вот, так базируется исключительно на этой встрече. Да, это будет какой-то такой важный момент. Заметьте, что когда идут разговоры о встрече между Зеленским и Байденом, американская сторона какие вопросы поднимает? В первую очередь вопросы нашего внутреннего устройства. Эти вот реформы, эти коррупционеры, работа НАБУ, независимые органы, суды, корпоративное управление и многое-многое другое. И оно, по сути, не касается вопросов войны и мира. И как я вот со стороны наблюдаю, то
вот это вот окно возможностей для того, чтобы измениться самим, у нас есть. Несмотря на то, что тут и танки рычат, и Владимир Путин играет в этот концепт «один народ». Вообще, вот у Путина несколько раз проскакивал осваивать территорию Украины. Это же чушь. Чушь по той причине, что нет НАТО в Украине. К сожалению, нет. Вот, к Конечно. моему большому сожалению. Но они отдают себе отчет в Кремле, что если будут проведены вот эти вот реформы, в первую очередь судебная, вот это изменит страну. То есть если будет судебная ветвь власти, которая скажет, что если пришел эстонский инвестор в эту страну, и его где-то попытались кинуть или рейдернуть, и есть решение суда, которое говорит, ну вот, люди пришли с $1 миллион, они это построили, это их собственность. И при таком раскладе будет просто взрыв и экономической активности, и инвестиций, и все. И, конечно, в такой ситуации уже не получится так, что там где-то там возле Кремля в обменниках рубли меняют на доллары, потом привозят их и в Украину, и ложат перед какими-нибудь слабыми сердцем товарищами, и они там продавливают решения в пользу России. Потому что это будет не просто уголовно наказуемо, не будет декларироваться как уголовно наказуемо, а за это будут по-настоящему сажать, тогда, конечно, все изменится. Вот я это вижу так, потому что, видишь, вот эта вот реформа Высшей Рады правосудия, то есть Зеленский, он же двигается, да, можно было бы эти все решения принять еще 2 года назад. Турборежим сломался, влияние, да, это политика, влияние там разных лоббистских, олигархических, каких угодно групп, но если эти реформы будут продолжены, мы будем жить в другой стране. Смотри, еще хочу одну тему обсудить, которая сильно выбесила Путина. Возвращаемся как-никак опять к фюреру, поскольку там от него очень много зависит. Все практически в той стране, где ты находишься временно. Это просто была совершенно бешеная реакция, и чувствовалось, что это как бы человеку болит. Реакция на принятие закона Верховной Рады с подачи президента Зеленского о коренных народах Украины. Ну, так если по правде назвать, это закон о коренном крымско-татарском народе. Вот, там есть еще караимы и крымчаки упомянуты, но это, по сути дела, это тоже крымский этнос, и это очень-очень очень малочисленные народы. Да, их всего там в мире по 1000 человек осталось, да, к большому великому сожалению. Но это тоже крымоязычные народы, это все про Крым. Да? И как только он услышал про права коренного народа крымских татар, да, про то, что Украина будет их защищать, институализировать и так далее. Ты же помнишь, да, какая была истерика? И по всем их СМИ, что вот русский не коренной народ, русским придется уезжать из Украины. Почему такая реакция? Вот объясни, как они это подают? У нас тут это... Да. Это чистая пропагандистская уловка, которая, во-первых, они, когда вот эти свои стоны произносят по поводу закона Зеленского, они же слово «Крым» никогда не проговаривают. Они никогда не говорят о том, что крымские татары стали коренным народом Крыма. То есть вот это же важно. То есть, по сути, они абсолютно переворачиваются с головы на ноги. И вместо того, чтобы обсудить дела по Крыму, они этот вопрос вообще из дискуссии убирают и начинают требовать, что хотя, кажется, почему-то не у русских, а у граждан России должны быть, и у Кремля должны быть какие-то особые полномочия на территории Украины. Вот так вот они ставят вопрос, потому что у нас страна многонациональная, и если я неоднократно в Украине слышал такое, как самоидентификация себя. Я украинец, русского происхождения. Вот у меня в Киеве сосед, вот он себя таким называет, что да, он где-то с Урала когда-то переехал, то есть это люди чуть-чуть постарше, говорит, это же наша страна, это наша родина.
И то, что они говорят про Путина, ну, оно не сильно отличается от того, что говорим мы, подражают нам всем. Вот. И это очень важно понимать. И вот эти вот, понимаешь, вообще, конечно, это абсурд. Абсурд и русские бомбы. Он говорит, что мы один народ, но если мы один народ, и ты называешь себя украинцем, значит, ты фашистская морда со всеми вытекающими последствиями. А если мы один народ, ты должен быть обязательно русским. Вот это посыл, что у нас заставляют переписываться русских в украинцев, ну, я не знаю. Я такого ни разу не видел. Хотя будем после того, что делает Россия, называть себя русским просто стыдно. Это стыдно и опасно. И даже с точки зрения самосохранения на фоне вот этих вот безумий российских, ну, это логично. И опять же, видишь, вот этот вопрос, это называется, есть хороший термин, он называется ассимиляция. Люди, количество украинцев, к примеру, на территории Российской Федерации с каждой переписью уменьшается. Хотя люди остаются, да, те же самые фактически. Ну, конечно, ну, понятно. Кто-то умирает, кто-то рождается. Но бывает, что, ну, допустим, если у этнических украинцев родился ребенок в России, он там вырос, частенько люди уже считают себя русскими. И, соответственно, наоборот. Но их это не интересует, этот вопрос. То есть здесь вижу, здесь не вижу, здесь Украина наш. То есть они, еще раз, самое главное, что они вынесли за скобки крымских татар. Хотя в самой России есть же закон о коренных народах. Он там касается как раз вот малочисленных народов, которые под угрозой исчезновения. Слава богу, у нас совсем другая ситуация. Но факт остается фактом, что в российском законе о коренных народах там тоже украинцев нету. Я тебе больше скажу, даже русских нету. Там русских нету, да, не то, что украинцев. Ну вот, поэтому то, что я вот исхожу из того, что закон о коренных народов для крымских татар, следующий шаг — это придание национально-территориальной, не путать с культурной, автономии крымским татарам. И тогда этот вопрос, он как бы, ну, будет комплексно решен на законодательном уровне. Останется только деоккупация. Ну, я вот. Могу себе представить, какая истерика будет у Путина, если даже от первого закона, от самого первого шажка, да, они уже поняли, чем дело пахнет, что Украина говорит миру, что мы защищаем, возвращаем свой коренной народ, защищаем, который живет на своей земле, на которой они хозяева согласно нашим законам украинским. И мы будем защищать их до конца. То есть это уже не получится никакими референдумами придуманными объяснять, никакими там желаниями каких-то ватников, которые там живут и так далее. Это все, это закон обратной силы, как говорится, не имеет. Это наша земля с нашим коренным народом. Точка. Вот это будет, мне кажется, взрыв у них разнесет там пол Кремля. Конечно, и они это понимают, и поэтому начинают петь свою вот эту вот дебильную песню про то, что в Украине русскоязычных ущемляют. Но когда они стреляют в русскоязычных, мы вообще не делим, мы не делимся, на самом-то деле мы украинцы, мы не делимся на русско- и украиноязычных. Мы все граждане Украины. И живем в одинаковых условиях, опасности у нас одинаковые. И наши военные, когда они убивают их, они же не спрашивают, на каком языке ты говоришь. Ну, то есть это пропаганда и ложь. Знаєш, я спіймав себе на думці такої, що я нещодавно почав писати пост на Фейсбуку,
і почав російською писати, перейшов на українську, навіть не помітив цього. А потім мені пишуть, а навіщо ти там перейшов з однієї мови на другу? Я кажу, я не перечитав правду. А я просто, ну, хтось там, може, покликав мене, я відійшов, потім взяв знову телефон в руку і почав писати вже українською мовою. Тобто, навіть в голові у людей этот переход з одного язика на другой, он очень легкий. И, может, даже слишком часто мы переходим на язык страны-оккупанта, но все больше людей, которые сами русскоязычные, но я таких знаю, ну, не знаю, изначально, ну, человек 30 я лично знаю только, которые сами перешли на украинскую мову и хотят, чтобы дети, они перешли ради детей. Сами они все равно ментально русскоязычными, наверное, останутся, вот. Но они стараются в быту говорить по-украински, чтобы дети росли уже без вот этого имперского перезвона в ушах. Хотел вот что тебе... Ну, да. Да-да-да, вот то, что я тебе говорил, их интересует не язык, на котором ты говоришь, а твоя политическая самоидентификация. Вот эти люди враги. Так, смотри, ты сказал, что быть русским, ассоциировать себя с Россией, ну, есть, так сказать, современно, это и стыдно, и неудобно, и даже опасно, но практика показывает немножко другое. Вот я, глядя из Киева, тебе хочу сказать, что мы ощущаем, вот я ощущаю, и в разговоре с людьми это уже проскакивает, что ворота, шлюз открылся для русских артистов. Это абсолютно позорная история с Киркоровым, когда СБУ меняет показания на прямо противоположные за неделю, да, при том, что Киркоров это откровенный враг Украины. Это просто человек, который, ну, все, что можно, куда только можно было плюнуть, чтобы попасть в Украину, он туда плевал. И в Крым ездил, и Путина полностью поддерживает, доверенное лицо, и все. А теперь его можно показывать тут, его можно приглашать в Украину, а может и приедет. Но это как бы перспективы, это раз. А сейчас у нас был Баста, русский рэпер, который откровенный, просто он плевать он хотел на Украину, и в Крыму гастролировал, и за Путина глотку драл. Я уж не говорю про то, что его тут слушают, и достаточно много такого быдла российскомовного пошло туда, значит, прильнуть к сиське русского мира. В Киеве, по-моему, в Одессе еще он был. Вот. Но два футболиста сборной Украины, ты видел эту фотографию, да, как они с этим Бастой сфотографировались? То есть они какие-то... Вызывает это не очень хорошие эмоции. Да, ну то есть смотри, и это еще не все. Собирается сюда, да, приехал Парфенов, который тоже наговорил кучу просто фигни про Украину. Ну, они не считают Украину страной, все. Приехал Парфенов, который считает, его, правда, тут, наверное, не все знают, но тележурналист такой очень с подвижной вот этой вот курдючной частью, я бы сказал так. И, значит, он тут про украинцев отзывается так, ну, село и село, да, вот, а он рисует в своем фильме карту Украины без Крыма, хотя этот фильм касается 2006 года, он настолько трусливый, он в эфире, в прямом, находясь в Киеве, не может сказать, чей Крым. Скажи мне, зачем, кто это все это делает, какая твоя версия, и как это русские воспринимают? Они же, по-моему, Киркоров сказал, ну вот, шажок навстречу братскому народу сделан, там, аплодисменты, но меня лично это унижает, я вот вчера насчет этого спорил тут с Алексеем Арестовичем в этой же студии, да, вот, и, ну, он, в принципе, и не возражал особо, он просто говорит, я этого не слышал, не знаю, да, но это можно найти в интернете за секунду, как они отзываются об Украине, все. И я, честно, извини опять за долгий вопрос, но я не могу болеть за сборную Украины, в которой есть игроки, и это толеруется сборной. Я не могу им кричать героям слава, потому что герои у нас на фронте воюют, да, они просто хорошие игроки с мячом, да, и, может быть, и не самые хорошие. А то, что они обнимаются с человеком, который поддерживает мучение, преследование коренного народа Украины, и они фотографируют с ним, для меня перечеркивает их футбольные достоинства. Не больно они и великие футболисты, чтобы я за них переживал, учитывая то, что у них в голове ничего нету. Ну, давай так. Футболистов оставим в покое. Оставим на их... Наверное, у нас их достижения, они должны быть на поле. Потому что не каждый футболист, не каждый спортсмен может быть моральным авторитетом в обществе. Таких у нас примеров очень и очень много. Что как спортсмены, кажется, ого-го, а когда они открывают рот и занимаются какой-то политической или общественной деятельностью,
В этом плане, кстати, нужно отметить, что вот два великих украинских спортсмена, братья Кли, когда они и выступали, и сейчас, то есть они прошли вот этот вот путь, не замазавшись в это все. То есть есть прецеденты. Поэтому со спортсменами у них есть главные тренера, пусть они с ними занимаются и работают. Возможно, что, понимаешь, я не считаю, что нужно шеймить спортсменов за то, что работано украинской властью. Ведь когда мы говорим о этих гастролях, базируемся на основании чего? В первую очередь, мне так кажется, эмоции эмоциями, то есть я твои эмоции разделяю, но вообще-то у нас есть законодательная норма. Был в Крыму, хер тебе, а не выступление в свободной Украине. Вот просто нужно действовать согласно этой простой норме. А то, видишь, как эта же схема с артистами, она начала сыпаться после прихода к власти Зеленского. Вот если он думает, что если он там своим друзьям будет каким-то образом давать преференции вот на Украине, и это ему поможет, он глубоко ошибается. Потому что, когда говорят о том, что вешать надо украинцев на столбах, первый в списке Владимир Александрович Зеленский, наш дорогой президент. Так вот, не хотелось бы, чтобы вышеперечисленные российские артисты на этой процедуре выступали, и, соответственно, пели оды великому президенту России. Вот. Поэтому еще раз, эмоции отбрасываем и набираем службу безопасности Украины и говорим: ребята, делайте свою работу, потому что приведет это к следующему, что из-за этих людей вы поднимаете градус спокойствия уже не на линии фронта, а в украинских городах, таких как Киев и Одесса и других. Вот, я не знаю, мне непонятно, откуда берется такое, знаешь, такой легкий изгиб в позвоночнике при приезде людей из Москвы. Вот я не знаю, я там стараюсь на личности не переходить, но вот приехал Дмитрий Гудков, например. Вот он звезда, человек с Москвы приехал, до всех эфиров. Его даже тогда так и скажите, что человек, который воздержался, это же не одно и то же. Вы объясните украинцам, что вот этот человек, он не нарисовал вот такой текст о том, что в стратегическом плане это проигрыш для Российской Федерации, это правда, но не голосовал против, потому что он уважает выбор крымчан. Ты уважаешь выбор крымчан? Раз ты уважаешь выбор крымчан, то переезжай в Крым тогда. Там тебя посадят просто, потому что там уже российский флаг. В общем, я считаю, что нужно при виде людей из города Москвы не надо прогибаться. Вот это вот, знаешь, что они какие-то умнее, красивее или еще что-то. Это большая... Если мы говорим о так называемой вот этой либеральной тусовке, то они у себя дома все просрали. Извини за прямоту, просто просрали. Вот это самое лучшее слово. И вот возьмем даже вот этот вот пример по голосованию за Крым. Илья Пономарев должен был уехать сразу, потому что он стал врагом. А Дмитрий Гудков, вот он себя выторговал еще 7 лет в Москве. И результат точно такой же. Это нужно понимать. Не надо, знаешь, слишком эмоционально об этом говорить. Видишь, у нас в украинском обществе вирус русского мира, он будет всегда. Ты от этого никуда не денешься. Россия большая страна, у нее большая сила притяжения. Но мы прививаемся, Ром, прививаемся. Но вот это вот важно. То есть, понимаешь, вирус, вопрос в том,
жить в Украине он будет. Вопрос в том, приведет ли это к тяжелой фазе и к ампутации. Мне кажется, 2014 год все-таки большинством граждан Украины он усвоен. Я надеюсь на это. Я что хочу еще тебя спросить. Уже мало времени остается, но хотя еще есть время. У нас еще 5 целых с лишним минут. Вот сегодня такая черная дата в Украине. И я сегодня тоже обязательно проехал мимо того места, где был убит Павел Шеремет. Я отдал ему дань своей памяти. Я его лично не совсем близко, но знал лично. И он человек, который первым мне встретился в Киеве, и который брал мне первое интервью. Он и Севгиль Мусаева. Вот. И я просто, периодически мы встречались. Для меня это, как и для всей Украины, но еще и личный шок был. Прошло 5 лет ровно с того момента. И ничего. Вот я, честно, я не верю в то, что нельзя найти исполнителей и заказчиков. Но то ли у меня ощущение, что их никто не хочет искать, то ли я не знаю. У тебя на все есть свое мнение, свое видение. Может быть, издалека, из Мордора что-то выглядит иначе. Для меня это очень такая грустная история, ни о чем. Из трагической истории не закончится ничем. Вообще. Ты знаешь, в трагедии Павла Шеремета, наверное, в первую очередь нужно прекратить преследование людей, которых решили назначить его убийцами. Это, наверное, первый шаг, который должен быть сделан, который он, по крайней мере, точно в наших силах. Угу. Потому что, там всех выпустили, там домашний арест, но эта ситуация очень дурно пахнет. И когда в Украине появляются политические заключенные, это не то, к чему мы стремимся. В части того, что можно ли расследовать политически мотивированные преступления, остаются нерасследованными. А человека не вернуть. И у нас же много было случаев не только с журналистами, с военными. Это называется теракт в центре города. Теракт так и называется, да. И просто Павел наиболее публично известный был человек из тех, кого подорвали. Подорвали еще нескольких людей и убивали. И это спецоперации, в конце-то концов, терроризм, да? Да. Но если взорвали машину, что это? Терроризм? Чем это отличается от каких-нибудь товарищей из ИГИЛа, я не знаю, или других? Ничем не отличается. Абсолютно ничем не отличается. В общем, пока в этом, кстати, там митинг, по-моему, сегодня будет у МВД, которые общественные активисты придут спрашивать, где настоящий убийца. Собственно, те же вопросы задавать, какими и мы задаемся. Вечная память Павлу, конечно, это ужасное преступление, которое всю страну тогда потрясло. Но и до сих пор, на самом деле, ничего более ужасного с гражданскими лицами не происходило. Это был демонстративный теракт в адрес украинского общества, а не только в адрес непосредственно Павла Шеремета. Как это все было сделано. Ужасные соболезнования и маме, и дочке Павла от нас. Дочка, по-моему, в Москве находится, Лиза. А мама в Минске, по-моему. Все это ужасно. Что тебе сказать, Рома? Я с трудом мне трудно уже анализировать то, что какие планы у Кремля, потому что сколько я не смотрю их ток-шоу хотя стараюсь не смотреть, но когда посмотрю, я ничего не понимаю. Там вплоть до атомной войны уже договорились, да, там чуть не стереть в порошок, там и так далее, и так далее. Вот последние минуты нашего эфира скажи, в чем, хотя бы до Нового года, чем Россия будет заниматься в отношении Украины? Что-то изменится? Может где-то прорвать? Или все так и будет тянуться, по твоему видению? Первое. Если кто-то угрожает вам убийством
физическим уничтожением, к этому всегда нужно относиться серьезно и принимать соответствующие меры. В нашем случае это самая лучшая мера — измениться самим. То есть если ты меняешь страну, у тебя становится сильнее армия. Нет ни одной страны с сильной армией, у которой нет экономики или какой-то там, не черный и так далее, или теневой. Поэтому все очень просто. Я всегда об этом говорю, что вот эта вот угроза, она всегда будет, и важно просто людям, которые думают, что какая разница, какой у тебя флаг будет, вот смотри на Донецк. И на очереди к курорту, там, к Павловскому, регламентируется оккупационными администрациями по пропускам и всякое такое. Потому что если мы не сохраним себя, ну, понимаешь... Ну, в общем, все зависит от нас. Все зависит от нас. Конечно, на самом деле. понимаешь, Да. это тут не спорт, это не про позор для проигравших, а про смерть для проигравших. И слова страшные, но, мне кажется, уже было достаточно информации, чтобы понимать, что они вопрос ставят именно так. Спасибо. Роман Цымбалюк с нами был из Москвы, известный журналист, который разбирается в российских реалиях сегодня, мне кажется, лучше всех в мире. Спасибо, Ром, большое. Вы не переключайтесь, потому что буквально через несколько минут у нас продолжение моей части прямого эфира. У нас в гостях будет народный депутат Виталий Безгин, человек, который отвечает за, ну, как бы за направление реформ местного самоуправления в Украине, регионов и так далее. Это достаточно все интересно. Он из Крима родом, между прочим. Так що не примикайтеся, як то кажуть, за декілька хвилин ми повернемося. Ah, ey yeşilada, ey ana yurdu, parçalarken seni şımalın kurdu. Nerede? Yok mu bugün bir altın ordu? İmdatqa koşsun, imdadını isterim. Benzetirim seni saçlar ağa, kudurgan dalgalı bahri siyağa. Öksüzsün, esirsin dep şimale inleyursun fakat dinleyin kana. Altın destanlı günlerin vardı. Güneşin bir melek gibi doğardı. Lakin zulümlar ile saçın ağardı. Menkıbını yazıp dinleyin kana. Hey vatan, hey ana, ulusun, ulu. Köşeğin karaman, şehitle dolu. Bilirim, sendedir cennetin yolu. Gidip da uğrunda can veren kana. Хаджи Герай Кырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Кырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Кырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı.
Bekir Çobanzade 27 yaşında professor olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Giraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü. Ahmetxan Sultan birinci kere kahramanlıkni 23 yaşında kazandı. 25 yaşında ise 2 defa kahraman oldu. Musa Mahmud 1978 senesi hakimiyetke karşı isyan etip ozunu yaktı. Milli meşal oldu. Ayşe Setmuratova 27 yaşında adalet kureshine kirişti ve bütün ömrünü Kırım Tatar milli hareketine bağışladı. Genç ve yaşlar, fedakarlık ve kahramanlık için kureş meydanı açıktır. Kırım cennet değil dostlar. Berilse de Allah'dan, mında çoktan ne uriler ne melekler kalmagan. Kırım cennet değil dostlar. Siz cennetke kızmanız. Allandırıp bağlandırıp yalan resim sızmanız. O tek Karadeniz değil, sazlığı var. Golü var, suvundan tuz damı kelgen, kavrap kalgan çölü var. Dülber olup korunse de, karağından dışından, Kasım ayı kirgenden son, can tomulur kışından. Kırım cennet değil dostlar, pek horlangan denişken, mında nice yol ayrılıp, nice yollar kesişken. Nice yıllar mında ayak basmagan kalmagan, selbilerge torbalarını asmaganlar kalmagan. Nice yıllar yeşilada oğan kervan sarayı, yemiş bitken bağlarında, çöllerinde korayı. Zehirlaçsız bereket yok, bahçesinde bağında, suf kalmagan kara sufda, salgır degen ağımda. Kelmeşeknin bir soyu alayım dep tırışkan, kentler koylar boruksızgan, tutunlerinen kırışkan. Kırım, Kırım, bir zamanda belkim cennet edin sen. Endi ise cenimnin kapısına keldin sen. Kaytıp kele sana yanı can verecek tamırın. Şu tamırın ile bağlı bırgıdan, sırım. Kırım seni kurtarırmız, son maksatha yetermiz, ya da senday taptavırda olup sonup ketermiz. Kırım, belkim birevlerge sen bir cennet mekansın, bizge ise cennet değil. Kırım bizge vatansın. Доброго дня. В прямом эфире телеканала АТР программа «Бугюн» сегодня. И я хотел бы начать эту свою вторую часть эфира, собственно, с главного для нашего народа. Поздравить всех Хремлы и всех жителей Украины, исповедующих ислам, с самым большим праздником ислама, Ид аль-Адха. Это день, который, по сути своей, это день
день любви, гуманизма, любви к ближним и так далее, да, если кто понимает до конца смысл этого праздника, он очень такой светлый, правильный, и с правильным подтекстом, таким моральным. И сегодня президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман, давайте послушаем. Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму, свята традиційно пов'язаного з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. Нехай ваші рідні та близькі будуть здорові і щасливі. Дякуємо президентові України і всім нашим друзям, які нас сьогодні активно вітають. Я всегда отвечаю, если украинцы это пишут, я говорю взаимно, то есть я считаю, что это праздник, который нас должен объединять. И сегодня у меня в гостях впервые, я вот при вас знакомлюсь с этим человеком, Виталий Безгин, народный депутат Украины от фракции «Слуга народа» и уроженец Крыма. Салям алейкум. Доброго дня і зі святом принагідно також вітаю. Спасибо. Я не люблю слово «крымчане», вообще не понимаю, что это такое. Но вот я говорю, это крымский человек, вот я так называю людей. Ну, десь так, напевно. Я, насколько понимаю, вы родились в Євпаторії. Народився, виріс, закінчив школу. І, власне, єдине, що Крим я покинув, звісно, раніше сумнозвісних подій. Це було в 2007 році, коли я переїхав, власне, в Київ вчитися. Учиться? Да, тут і залишився безпосередньо. Але, да, так склалося, що, в принципі, зараз туди я взагалі не в'їзний. Тому, але в серці воно десь є, тим більше все одно там є родичі. Знаєте старе названня настояще, да, Євпаторії? Дивлячись яке, тому що ж було попередньо перед Євпаторією було Кізльов, а перед цим безпосередньо, о господи, я вже починаю забувати, але я знаю, я зараз скажу. Чи не скажу? Ну, це соромно, але я знаю. Ну, хорошо. Там античное, наверное, еще поселение, ты имеете в виду, да? Думаю, да. Но, До Кизлёва. вы в курсе вообще, что... Это я просто так спрашиваю, это не провоцирую ни к чему, просто говорю, не все знают, я сам узнавал постепенно, что вот эти псевдогреческие названия, такие как Симферополь, Севастополь, Евпатория, Феодосия, это же Екатерина II придумала, так, которая сама Крым в Тавриду переименовала на греческий типа манер. Да. И это на самом деле тот же Севастополь, Себастополис, это Сухуми, так называлось там греческое поселение в Сухуми. Ну, в Євпаторії там така сама легенда, воно ж пов'язано, що начебто перейменовано, тому що Євпатер і я, тому що там начебто, ну, він дійсно був, коли були кімерійці, там був Мітридат VI Євпатер, і начебто це було прив'язано до нього, але, звісно, що це була вже спроба просто змінити безпосередньо топономіку на півострові. Кірнікіда, мені показує. Кіркінітіда, Гізльов, Євпаторія, я згадав. Навіть десь на стелі в Євпаторії було написано Кіркінітіда, Гізльов, Євпаторія. Так. Значит, там все детство прошло, юность там прошла, і універ уже здесь. Да, універ тут, але я пам'ятаю ще, коли ще універ був, все одно ж там же море, і це плацкарт потягу Київ-Євпаторія, які там годин 18-20 ходив, да. Ще все одно літо проходили там, звісно, ну а потім маємо, що маємо. А когда ви узнали, що вам запрещено в'їзд? Ну, заборона вже прийшла безпосередньо, коли в санкції потрапив, це в 2020 році. Це коли много-много депутатів? Так, це ж було пов'язано, справді, тоді внесли всіх, хто голосував за постанову про місцеві вибори. А оскільки постанова проходила через наш комітет, зокрема, і ми її, власне, редакцію виносили, там вже історія проста. Тому що це був перший юридичний акт Верховної Ради, де конкретно назвали Росію агресором, і що вони підтримують терористів і так далі. Там були слова Російська Федерація. Після цього всі безпосередньо, хто голосував, навіть насправді депутати достатньо одіозні, які в принципі, напевно, просто не знали, за що голосували, бо вони дуже толерантні до нашого сусіда-агресора. Проголосували, вони так само через це потрапили в санкції. Можете вспомнить ваше ощущение, когда пришло понимание, что вы больше не поедете на родину? Ну, важко сказати, але я пам'ятаю, що, в принципі, така безповоротня. Я пам'ятаю скоріше інший момент. Я пам'ятаю, коли ці події починалися безпосередньо в Криму, тобто там лютий, я маю на увазі вже активну фазу анексії. Я говорив з мамою тоді по телефону, бо я насправді був, в неї день народження був в лютому, я ще був в Криму, а потім повернувся, і ми говорили по телефону з нею, і тоді я сказав їй, чимось вони потім пророцькими були слова. Я сказав, що схоже, що з Кримом все зараз буде сумно, але на Донбасі буде війна.
А тоді ще нічого не відбувалося на Донбасі, я просто сказав, що з Донбасом так не вийде. І на превеликий жаль, дійсно воно так сталося. З приводу приїду, не приїду, воно якось... Воно психологічно тягне, але я не можу сказати, що зараз... Я просто до того, що якщо зараз потрапити туди, от в те середовище, що там знаходиться, воно особисто для мене зараз не буде там рідним. Ми ж розуміємо, все це заселення військовими з, так би мовити, материкової частини Росії. Умовні політичні еліти, що там сформувалися, ну так в мене є знайомі з тих так званих еліт, да, які просто перефарбувалися, які там були молодь регіонів і так далі. Чи зможу я зараз там потрапити в те середовище, нормально з ними спілкуватися? Ну навряд. Тому це такі еволюційне. Мені набагато сумніше було десь минулого вересня, здається, ми були в громадах півдня Херсонщини, і якраз біля Сасика, да, і в принципі Крим вже дуже близько. І оце набагато було більш символічніше. От там сумно було об'єктивно. І біля пунктів перетину було сумно. А з точки зору прямо зараз потрапити до це тривалий шлях. Ну, у нас война есть война. тривалий шлях. Да. Война есть война. Я, каюсь, не выучил вашу должность правильно. Можете сказать, как она звучит? О, ну... Я скорочу, бо там така назва комітету. Ну, я специально, я у всех спрашиваю, и все так вот начинают, да, то, что вот такие. Ну, простіше, голова підкомітету адмінтерустрою та місцевого самоврядування без назви комітету. Це комітет, який обіймається місцевим самоврядуванням, децентралізацією. Але там просто назва слів з 20, тому я думаю, не треба зокрема грозити глядачів цим. Ну, конечно, мы поговорим по этой теме, потому что этот Крым тоже касается. Безумовно. Вот. Но вообще, как вы попали в политику? О, ну це не історія, навіть не таємниця вже. Я працював останні 2 роки до парламенту, чи 3 навіть з Олексієм Гончаруком, попереднім нашим прем'єр-міністром. І та наша частина команди, яка заходила, це фактично була, ну, квота, не квота, частина людей, які прийшли з Гончаруком. Для мене це була трошки така двобічна історія, бо з одного боку, звісно, він рекомендував, з іншого боку, я років 5 до парламенту був знайомий з Олександром Корнієнко. Тому що, якщо пам'ятаєте, після Революції Гідності сформувалася тоді серед майданних сил партія Демальянс така. Я був її членом, Олександр був її консультантом, і там ми ще познайомилися, напевно, в 14-15 роках. І Гончарук там вже був? Ні, Гончарук був в силі людей. Це були 2 молоді сили, які мали б поєднатися, але в нашому ліберальному середовищі нам же ворогів не треба, ми самі один одного потопимо. Да? Тому так не сталося. І там якось воно до цього дійшло. Тому, да, фактично ці 2 людини, вони вплинули на те, що я зайшов. Хоча Гончарук, звісно, в цьому питанні більше. А що з ним зараз? Де він? Ну, зараз в Україні, тривалий час був в Вашингтоні, вчився, наскільки я знаю, планую ще поїхати туди повчитися, ну, потім повертатися в Україну, я думаю, продовжувати політичну діяльність. Интересное ощущение. Вот вышла книга госпожи Мендель. Не читав. Я не собираюсь читать. Есть более интересные авторы. Много книг еще не прочитано. Когда-нибудь до этого, может, дойдет. Но когда-нибудь. Но смысл, я читал там кусочки. Лига сделала неплохо. Они выжимку на 2 минуты. Про что, собственно, речь. Да? Значит, там говорится такие, ну, с одной стороны, странный такой. Его называют как-то чуть вот Гончарука. Так, я не читав. Как же его... Скажіть, як Ну, там сейчас он даже на грани пошлости. 2 метра секса его там, почему-то она его называет, не знаю. Он Сподобався пані Он Юлії, я не действительно знаю. 2-метровый, да? Ні, він менше. Ну, напевно, десь 1,90 м може є, але, ну, окей, не суть. Якщо Ну, может, гіперболізувати зрения, трошки, да. да, чи метафори додати. Да, но, собственно, там она его называет ребенком, она, ну, так отзывается о нем снисходительно, что он, в общем, не на свое место попал, что он там не из-за этой записи все слитое произошло, потому что он не, ну, там, короче, нелицеприятные вещи. Я скажу коротко. Не пані Юлії судити, хто був на своєму місці, хто ні. Я думаю, що краще дзеркало перед собою поставити. Ну, от коротко. Вот, да? Ну, так, це ж відверто. Слушайте, Виталий, ну, вы же, получается, чужой среди своих, свой среди чужих, после того, как Гончарук, ну, в общем, хлопнув дверью, это все получилось. Та я так не вважаю, насправді. А как во фракции относятся в партии? Нормально? Стосунки взагалі?
Ну, Та, звісно, нет, к людям, нормально. которые пришли с Гончаруком. Да. Да нормально, а як? Дивіться, це ж питання, воно ж не таврується. Типу, ми ж розуміємо, що спочатку все одно якась притирка відбувається. Якщо ми кажемо про перші 3 місяці, то напевно в усіх там було. Да. Ті там більше навколо однієї людини, ті навколо іншої, потім все одно все стирається. Ми фактично 2 роки пропрацювали разом, тому я думаю, навіть якщо є якісь там водорозподіли, то вони вже десь стосуються якихось там ідеологічних поглядів чи цінностей, але це точно не спирається, хто там орієнтований на Гончарука, хто там на Мішу Федорова і так далі. Цього вже давно немає. Тогда вот верно, это просто чуть в сторону отойду. Вот говорят, что новый глава МВД, там, человек Авакова, да, я его абсурд. не знаю. Вот как такие вещи оцениваете? Ну це ж називається дуже глибоко копали. Ну все ж насправді просто. Чому намагаються хейтити Дениса Монастирського? Тому що Денис Монастирський дійсно був, зокрема, експертом в Інституті майбутнього. Там кого только не було. Ну, це перше. Да. Друге, якби, всі чи переругати. інститут робить якісні продукти в деяких сферах? Безумовно, робить. Чому намагаються притягнути до Авакова? Тому що пряме відношення до УІМу має Антон Геращенко, який є, скажімо так, людиною, що давно в обоймі пана Арсена Борисовича. Але чи Дениса можна називати людиною Авакова? Я так не вважаю. Все ж таки, в будь-якому випадку, навіть якщо там була якась комунікація, людина 2 роки в парламенті, людина 2 роки очолювала складний комітет. Ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це все одно сприяє суб'єктивізації. Тому це все просто спроби, знову ж таки, трошки дискредитувати на старті. Ну, це нормально. Хоча, на моє переконання, це найбільш вдала кандидатура, яку можна було знайти і підібрати на цей момент. А ви знайомі давно? Десь 2,5-3 роки. То есть давно знаете. Но я тоже не люблю вот это слушать, когда говорят, это человек, это какое-то крепостное право. Так не працює. Так не работает в политике совсем. Безумовно. Ну, Никто ничем никому не обязан. У нас же не родовой строй, да? Абсолютно. Вот. И он самостоятельно в любом случае фигура. И уже говорят, что там он свои точки зрения поставил и перед президентом, и перед офисом, что он там не такой человек, который будет там вот на задних лапах стоять и... Ну, Що по-перше, Денис абсолютно з точки зору роботи саме така предметна людина. Більше того, от фактично, коли в нас тижні не пройшло, як була фактично його присяга, зокрема, я навіть сьогодні вже комунікував з його командою, причому з їх боку була ініціатива, запит простий. Ми в суботу робимо там брейншторм, дайте, будь ласка, позиції, що громадам треба безпосередньо від структури, як покращити взаємодію. Тобто людина одразу почала з робочих процесів, це нормально. Почему Аваков ушел в отставку? Ну, це треба до Арсена Борисовича, напевно, Ну, не адресувати. скажеш. Ну, ми ж не можемо за нього сказати. Ну, вочевидь, був якийсь діалог і було ухвалено таке рішення. Я думаю, що плюсом для країни, перш за все, це є те, що це відбулося безконфліктно. Ну, тому що ми ж розуміємо, що Арсен Борисович в будь-якому випадку людина, що і політично, і не політично, є дуже впливовою, однією з найбільш впливових в країні. Тому такий спосіб я вважаю абсолютно нормальним і цивілізованим. Вообще, когда говорят, что... Я тоже тут с Юлией госпожой Мендель не согласен, что вот это была мирная электоральная революция, когда Зеленский пришел к власти. В чем революция? Люди пришли, мирно проголосовали, и просто сменился президент. Один ушел из кабинета, другой пришел. Одни депутаты ушли, другие пришли там через 3 месяца. Да? Теперь Аваков написал заявление, причин даже не разбираем. Взял, ушел. І все, з точки зору електоральної революції про президентські важко сказати, але певною мірою, якщо казати про парламентські, то я певною мірою погоджуюсь. Чому? Тому що де-факто ми отримали 80% нових парламентарів і старих парламентарів, люди, які відверто засівали свої округи, які програвали. Тому що якщо взяти переважну більшість «Слуги народу», всю фракцію «Голос», це все люди, які вперше в парламенті. Вперше. Тому в цьому плані певна зміна, оновлення політичних еліт, воно відбулося. Да, ну, скажем, да. Я, кстати, когда выборы прошли, я так сел, подумал, вот такая именно парламентская, что как бы ни относились к Зеленскому, но в принципе то, что много новых людей зашло, я не знаю этих людей. И там действительно были разные люди, и очень странные люди. И мы постоянно видим всякие там проколы, факапы, по-английски сказать. Вот. Но тем не менее, действительно, вот, смыло часть какой-то прошлой элиты. А за эти 2 года новая элита создалась в парламенте? Гарне питання. Ну, звісно, що еліта треба в якомусь політичному розумінні слова. Я думаю, що частково да. Але чи абсолютно в усіх сферах вдалося... Еліта – це ж в тому числі про компетенції, про управлінські компетенції. Чи в усіх сферах вдалося безпосередньо замістити те, що було? Мені так не здається. Точніше так, замістити там людей – так. З точки зору підходів, зрозуміло, коли раніше були люди, які були зосереджені відповідно там на потоках,
якщо поділити, то в цьому плані да. З точки зору, чи вдалося вибудувати інституції, які будуть функціонувати після того, як ці люди зміняться, ну в багатьох сферах, я думаю, це ще не вдалося зробити. І це ж складний процес, і важко сказати, наскільки воно вдасться. Десь досвіду бракує, десь все одно команди бракує і подібних речей. Когда такая конструкция сложилась в парламенте, такая огромная фракция, да, я сразу тоже подумал, что, наверное, там разные люди, и действительно там есть у вас, извините, такое слово, и ватники, такие полуватники, странные люди, не буду там имен назвать, кто-то уже под санкциями находится, под американскими и так далее. А к какой части идеологически вы относите себя? Ну, якщо ми кажемо в якомусь такому розрізі, то, звісно, це, напевно, таке прозахідне крило. Да? Те, що деякі ЗМІ люблять називати сарасятами, да, це, скоріш, про нас. Але питання в тому, що сарасят теж треба ділити, напевно, на якісь підгрупи. Я завжди жартую, що це можуть бути просто сарасята і сарасята-державники, да, все ж таки з різними підгрупами. Але, скажімо так, прозахідне крило. Якщо простіше для масовки, да, хай це будуть сарасята. Мені абсолютно спокійно на це. А в чому? Я ніколи не був сарасенком і не знав, що це таке. До сих пор не знаю. А чим так страшно Сорос, що їм всіх пугає? Слухайте, я не знаю. Мені здається, якби шановний пан Джордж, дідусь, якому майже 100 років, знав, що він реально впливає на цілі депутатські течії групи в українському парламенті, напевно, перехрестився. А ще в венгерському, і ще в польському. Для пана Орбана це, напевно, взагалі там якась просто жахіття, просто якесь політичне. Але да, суть в тому, що насправді термінологію ж вигадали в Угорщині, не в Україні. Вона ж перекочувала. Потім Росія там безпосередньо. Він же угорець. Так, він угорець, власне, етнічно, да, скажімо так. Мені важко сказати. Це ж спроба просто, знову ж таки, нав'язати історію про зовнішнє управління, про всі подібні тези, що є конкретні представники, які працюють там в інтересах. А тобто ви, Віталій, теж, в принципі, зовнішнє управління? Я думаю, що якщо я там ціннісно підтримую прозахідну інтеграцію, прозахідну політику, то, звісно, що можна повішати тавро, що так. Це всемирний заговор. Давайте прямо назвати речі. Масони, Сорос, вся ця історія 100%. Я люблю откровенности в эфире. Хорошо. А были тут тоже из вашей фракции депутаты и депутатки, очень хорошие, молодые, такие патриотичные люди. И я у них тоже спрашивал, а как это у вас получается? Как все-таки... давай возьмем вот этих полуватников ваших. Вы же все-таки ближе по своему менталитету до европейской солидарности, до «Голоса». А во фракции состоите с людьми, многие из которых там, очень такие стрёмные, почти УПЗЖшники. Вот как вы общаетесь в Раде? Есть там какое-то патриотическое большинство? Внефракційне, такое? Та всюди є різні люди. Я не можу сказати, що я десь близький до європейської солідарності. Слушай, идеология-то одна и та же. Но идеология, а є ідеологія? Слушай, кто записал в Конституцию Европу, НАТО? Це ж політичний крок. Он важный, його відмінити невозможно. Можливо. Просто якийсь сенс і суть, і дуже дорого, навіть якщо буде якась інша парламентська більшість, тому що ми ж розуміємо, що це складна процедура. Питання, воно ж скоріш, з ЄС, чесно, ціннісні різні. Є люди, за якими я в гарних там стосунках людських, але... Я про это и говорю. А в чем разница ценностей? Расскажи, пожалуйста. Я не понимаю, в чем разница ценностей. Меня больше всего бесит, и вы уже сказали, что у нас, как только два патріоти собираются, они тут це правда. Да, це більше ліберального взагалі середовища стосується. Там у нас вже взагалі недоговороспроможні між собою. Я просто пам'ятаю, що в цьому, виходячи назад, ці процеси, коли молоде все покоління після Майдану намагалося об'єднатися, да, коли і сила людей, яку згадували Демальянс, і тут же були єврооптимісти і Мустафа, і Свєта Заліщук, з іншого боку Ігор Луценко. В підсумку всі розбіглися по різних політичних проєктах і нічого не вийшло. Да? Тому з приводу цінності, тут я вважаю, не те, щоб через критику, що є забагато політиканства, коли справа підміняється гаслами. В цьому плані є розбіжність. Тому що будь-який кейс, його ж треба вирішувати конкретно, да? А не просто підміняти реальну роботу. Но ви можете какое-то совместное рішення прийняти з депутатської фракції? В мене немає проблем, щоб з будь-якою фракцією, напевно, крім однієї, зараз, напевно, крім двох, бо Батьківщини щось з них складно сталося, вони правками бавляться, нехай. Хоча, в принципі, знову ж таки, там я не бачу проблеми, щоб з будь-якою фракцією, крім ОПЗЖ, можна було ухвалювати спільне якісь рішення. Більше того, навіть в ОПЗЖ, насправді,
є люди, які не ідеологічні. Їх там кілька. Вы по краю идете. Ну, я правду кажу, об'єктивно. Я вважаю, там є люди, які туди зайшли абсолютно не через ідеологічні вподобання. Тому, По звісно, бизнесу. факт. Вони зайшли для цього. Тому їм там, на них навіть дивишся, коли вони виходять там якусь єрість нести про там спутник і так далі, і вони так в сторонці стоять, їм самим соромно, що вони там стоять, а треба, тому що вказівка фракційна, напевно. Ну, іноді забавно на це спостерігати. Звісно, що є спільні рішення, і знову ж таки, ну ми зараз на АТР, да, ну я думаю, що і закон про корінний народ – це ж спільна історія, Да. яка все ж таки єднала. Причому вона, я пам'ятаю, навіть ми були на іншому ефірі з паном Чийгозом, ми навіть так достатньо емоційно поспілкувалися з якимись взаємними звинуваченнями, тому що зайшли знову в політику. Тому що зайшли в політику, я не готовий сказати, хто правий, хто не правий, але тому що зайшли в політику навколо цього питання. А такі питання вони ж не мають роз'єднувати. Ну, об'єктивно, там Крим, Донбас, війна, Росія агресор, це ж те, що Ну, має есть єднати. вещь, которая, ну, Це ж про цінності. Це знаєте, як в парламент Грузії, там же теж дуже непроста ситуація. І причому, що грузинську мрію Іванішвілі кажуть, ну, я не згоден, що вона прям проросійська. Вона така, вона чисто бізнесова, давайте так це називати. Але коли парламент голосував акти по, знову ж таки, НАТО, всі фракції голосували. Так само тут, ну, за виключенням ОПЗЖ, є речі, які мають ціннісно єднати всіх. абсолютно. В том числе и поддержку крымских татар, как и Безумовно. народа и так далее. Це треба було давно робити, але це вже, ну, Я, знаешь, я, скажу, краще знаете, я не нахожу ответа на вопрос, почему это было сделано только сейчас. Я отдаю должное тому, что президент Зеленский привел эту политическую волю, но на самом деле этот проект был готов еще, я не знаю, году в 16-м, в 17-м. Ну от, власне, ми про це з паном Чийгозом і сварилися, що заважало раніше, ну, об'єктивно. Для мене це питання. Все одно ж більшість була. Я тоже могу поставить Проукраїнська такой більшість вопрос. була. Да. Да. І тут, і тоді ми говорили, що давайте не політизувати. Дійсно, не те питання, що треба політизувати. Здесь еще мне очень не нравится то, что многие или некоторые, ну, по крайней мере, много говорящих людей от вашей партии, они просто засыпают с Порошенко и просыпаются с Порошенко. Вот у Юрия Мендель говорят опять, книга про Порошенко практически вся. Ну, дивіться, Петро Мне это кажется Олексійович, какой-то патологией. Петро Олексійович теж просинається з Зеленським і засинає з Ну, Зеленським. может, пора уже спать отдельно? На жаль, я знаю, чесно, мені здається, Спокойно що спать. ключова історія в чому? В тому, що, ну слухайте, ну вибори пройшли в 19-му році, ну все. Ну, да. Один виграв, інший програв. Все, це сталося, це не змінити. Окей, є політичні амбіції на майбутнє, напевно, в того, в іншого. Окей, в тієї чи іншої команди, це нормально. Десь перетинаються електоральні поля, це все зрозуміло. Але зводити це до персоніфікації, я не думаю, що політика має бути про це. Тому в цьому плані я не підтримую ці історії. Ну, чесно, не підтримую. Але вони, треба чесно казати, вони обопільні. Вони з обох боків. На жаль. Я думаю, що тут краще концентруватися навколо того, що є зовні. Чи того, що всередині, але воно насправді зовні. Абсолютно. Были опасения, когда собрался парламент, что много ноунеймов, что это там могут быть приняты антиукраинские решения и по Минским соглашениям, и по всяким вот этим Мінські особым угоди – порядкам. це є антиукраїнське рішення. От моя позиція – це є зрада. А я вважаю, що це взагалі не рішення, бо воно нічого не вирішує. Ну, це момент, скажімо так, на який зав'язані санкції, тому з ними нічого не відмовить. На жаль. Але це момент, в якому от ми в ступорі і завжди будемо в ступорі. Тому що Росія завжди буде вимагати виконувати послідовність. Ми всегда будемо відказуватися. Так, все, тупік. Окей, не будем опять так далеко отбегать в истории. Я Ви считаю... про ноунеймів почали, я Да, про перепрошую. ноунеймы. Да, я не вас имел в виду. Вот. Хотя, ну, там много людей, которых никто не знал. Ну, так. Це правда? И опасение было, что парламент будет ватный. И такие были рулады, такие крики, стоны. Выяснилось, что в этом парламенте нет антиукраинского, не то что большинства. Вот, а сколько антиукраинских людей, вот, на ваш взгляд, в парламенте? Ну, скажімо так, я б ділив відверто антиукраїнських, це там я маю на увазі якийсь костяк ОПЗЖ, да? Так. Це ж реально антиукраїнські позиції. І є прошарок людей, які от це за нормалізувати стосунки і так далі. Це просто там світоглядна проблема. Я думаю, таких людей загалом не більше 70 в парламенті. Из Сукупно. 450. Ну, з 424. 24, Ну, так. тобто, давайте відверто. Оця епопея з законом про мову, да? Оця правка Макса Бужанського. Ну, 42 голоси за. 42.
Ну, про що ми говоримо? Класс. Ну, якби, про що говорити? Тому, звісно... Вам не стыдно, что у вас есть такой депутат? Ой, ну, є різні депутати, різні погляди. Я скажу так, що з точки зору ідеологічних поглядів, от якраз, чому я сказав, є відверто Росія, а є ті, хто по-іншому дивляться на це питання. От Макс, він же про другу групу. Поясню чому. Тому що, якщо там умовний колишній колега по фракції Женя Шевченка, там все зрозуміло. Там, напевно, навіть не Росія, там Білорусь головного мозга. Да? То попри от, там, подібні речі, які мені ціннісно не подобаються, Макс, зокрема, серед тих людей, хто на добровільних засадах передає регулярно гроші на дрони на армію. І це ж вчинок. Вот тут І він це робить не для піару, вот розумієте? тут я, знаешь, тут, как говорится, в голову не влезешь, но оставим это господину я Бужанскому. про Я не те, знаю, що- как это работает в голове. Вот. Розумієте, я про те, що коли я знаю про подібні речі, воно не виглядає все так однозначно. Ну, понятно. Але з точки зору цінностних, ідеологічних, звісно, що ми абсолютно полярні. А, кстати, недавно видел фотографии, и это точно не коллаж, еще, что господин Бужанский ходит в сопровождении 3 охранников. Я бачив це фото. Зачем? Не знаю. Бачив це фото. Откуда деньги на охрану? Это дорого стоит. Не знаю. Я навіть декларацію його не дивився, мені, якщо чесно, не цікаво. Але фото це, коли вони переходять перехід біля Ради. Это не Битлз, это не Битлз, это... Я бачив, це, здається, Ян Доброносов публікував, чи хтось з фотографів ВРУ. Да, Бачив фото, ну, чесно, мені не зрозуміло. Мені ж здається, що оцей момент, це ж теж про оцю зміну, певно, політичних еліт. Ну, я думаю, що от треба не боятися спуститися в метро, треба не боятися просто ходити через людей. Ну, значит, значит страшновато. І знову ж таки, коли ти ходиш там, тобі ж і простіше. Тому що ти не відриваєшся, в тебе корона не одягається, і ти все ж таки відчуваєш, про що мов. Всі ж ми схильні бронзовіть, да? Ну, воно у всіх буває. Для цього треба постійно в середовищі знаходитися. Ці речі, вони, звісно, відривають. А коли там ще хтось там з охороною, з бусом під вхід під'їхали, вигрузили, далі сів-поїхав, ну, про які інтереси громадян можна говорити, коли ти їх не бачиш? Ну. А почему у нас депутаты не ездят, как голландские, как шведские, в общем, тоже достаточно уважаемые европейские страны? А почему у нас не ездят на самокатах на работу, на велосипедах? Ну, є ті, хто на метро їздять. Я знаю точно кількох, хто на Но метро Киев їздить. не такой большой город, по нему хорошо ходить пешком, хорошо ездить на великах. Вот почему? Что мешает? Все-таки пинжак, статус, вот что мешает? Ой, не знаю. Важко сказати. Я дійсно знаю тих, хто, зокрема, от, Рома Грищук, да, київський мажоритарник, точно на метро їздить. Там Діма Чорний з Дніпра, точно спокійно люди на метро сідають, їздять. Мені б логістично було б зручніше, взагалі цього ніколи не цурався, зайти в метро, поїхати. Чому в більшості випадків так не відбувається? Мені здається, це знову ж таки якийсь трошки в нас ще в головах радянський менталітет. Але він і в громадян, що це привілейована каста, а привілейована каста має бути окремо від людей. Да? І це такий момент не дуже. Але з іншого боку, я от про позитивні моменти можу згадати, такі, що мені кидається в очі, коли футбол був в Бухаресті, Україна-Австрія. Ми літали на матч звичайним рейсом, і от в звичайному рейсі МАУ в економі разом з усіма летів Сергій Тарута. І я думаю, що для України побачити олігарха в економі разом там з усіма громадянами, ну це хоч якась зміна безпосередньо ментальності. Проще надо быть. 100%. І люди потягнуться, да, як кажуть. Что еще у нас из последнего? Вот Владимир Зеленский, скажем простым языком, немножко наехал на европейских наших партнеров. Я тут с ним полностью На согласен. Німеччину, я так Да, я бы и Кручина, ну, понятно, что президента я, в общем-то, никто, но он их обвинил в том, что в своих каких-то двойных стандартах, что дайте четкий ответ, вы нас ждете или нет, да? Вот, Правильна претензія. я тоже считаю, что... Я скажу так, ну давайте відверто. От в нас же постійно виникає якась особлива підстава, чому ні. Да, і тут от хочеться згадати класика з цитатою яких ще реформ. Да? Ну давайте відверто. Стільки було дорожніх карт стосовно євроінтеграції, євроатлантичної інтеграції. Давайте чесно казати. І це я про наші 2 роки кажу, і про 5 попередніх. З точки зору реформування державних інституцій зроблено дуже багато. Реально дуже багато. І з точки зору, чи є країни, які є членами тієї чи іншої організації, в яких все набагато гірше з корупцією, це факт. Точно, да. Набагато гірше з реформами, і попри це вони є членами, так, це є реальність. Тоді давайте чесно казати, ми
не хочемо це робити, тому що ви є буферами між нами Вот. та Росією. Да, потому Це что в ж буде случае чего час. мы можем вас Ну, бросить. Да, тому Да, ж, на якби, розтерзання. і тому насправді саме тому ключовими нашими союзниками зараз хто є в цьому питанні? Прибалти і Польща. Так. Тому що вони розуміють, що наступні. якщо Україна Ну, паде, да. то вони будуть цим буфером і вони не хочуть їм бути. А звісно, таким країнам, як Німеччина, тому і починаються історії про Північний потік, про баланс економічного та політичного інтересів. Хоча знову ж таки, ну давайте відверто, що з Росією там, де економіка, там буде і політика. Якщо хтось думає, що запустять новий трубопровід і через нього не будуть шантажувати західноєвропейські країни, так не буде. Але ж інший момент, коли в нас то колишній канцлер Німеччини в наглядовій раді в російській корпорації, то тепер колишній прем'єр Франції так само заходить в наглядову раду іншої корпорації. Це ж лобізм, це ж елемент лобізму для Не внутрішньої лоббизм, європейської. это коррупция на высочайшего уровня. Ну це ж оцей момент, да, там, де лобізм легалізований, він лобізм. Але загалом рахунок, звісно, Шрёдер там сидить, звісно, які ж інтереси Шрёдера будуть Нет, тут відбувати. это должно стать предметом расследования спецслужб германских и французских. Значит, эти люди на постах были коррумпированы. Але тотальна Пользу корупція в нас тільки в Україні, як Да, від да. її не пускати. Это нам предъявляет... Корупція є, але ну Да, давайте... смотрите, нет, это действительно так, да, стоит об это так вот обрисовать четко. Нам предъявляют коррупцию, что мы не боремся с коррупцией. Люди с две конкретные страны, вот этих, Франции и Германии, где коррупция на таком космическом уровне, где русские покупают глав государств Ну, практически. принаймні, Да. кандидатів, да, там, от, у Франції, ну, вибачте, да, головна опонентка, власне, діючого президента Макрона на виборах, ну, всі ж розуміють, що це була партія, яка підтримувалася Російською Федерацією. І нічого, партія є безпосередньо в Сенаті, і все нормально. Ну, да, є така. Да, тому претензії з приводу певної, не знаю, як її назвати культурно, біполярності політичної, ну вони ж А обґрунтовані. европейцы, они уже даже не знают, как от нас. Вроде как их стыдно не брать. Да? Украина воюет, вот реально воюет за Европу. 8-й год. И отказывать ей в членстве в ассоциации с НАТО в каких-то шагах. Причем понятно, чтобы сказали, вот там пан Зеленский, вот это, это, и мы подписываем. Никто не дает ни сроков, ни конкретных, ничего, потом они проговариваются. Ну вы же понимаете, это политический вопрос. Так, дайте конкретний дедлайн. Не подобається та сфера, окей, та сфера ок. От дорожня карта, ось строки, погодили, парламент проголосував, не проголосував, всі розуміють, що це прозора гра. А зараз все ж це виглядає там, ну там щось не доробили і завжди, а корупція у вас. Ну, я скажу погану річ, може громадянам, корупція всюди. В усіх найбільш цивілізованих країнах вона так само є. І Україна тут не виняток, на жаль, але сказати, що це може бути причиною по невступу в той чи інший альянс, це фарс. Это политические игры. И я, в принципе, за то, чтобы говорить эти вещи прямо. И ничего тут скрывать не Абсолютно. надо. Мы ничего, в конце концов, не теряем. Мы честно воюем за западный мир. Абсолютно. Ну, вот, и мы действительно проводим реформы. Да, не все, да, не так все, как мы там хотим все, да. Вот. А, кстати, я же так не сижу внимательно за парламентом. А когда будет судебная реформа? А ви маєте на увазі безпосередньо взагалі запрацює процес? Ну дивіться, законопроект. Это же одно из главных, о чем американцы говорят. Законопроекти ж проголосовані, і, зокрема, та критична норма по ВККС, Да. вона ж знову проголосована з урахуванням позицій міжнародних партнерів, те, що безпосередньо в них буде можливість впливати. Ну, Там скажімо, право вето впливати. даже, да, таке все Там, власне? якщо голоси діляться навпіл, там 6 членів. Так. Якщо голоси діляться навпіл, тобто 3 міжнародники, 3 внутрішні, то перевага віддається тій позиції, що захищають міжнародники. То есть фактически право вето. Ну, фактично, Да, так. фактично. Право вето, або право все одно домінування своєї позиції. Воно проголосовано. Далі ж починається процедура вже практичної реалізації. Тобто добору. В нас же, коли кажуть, в нас є дві компоненти, я б сказав, проблем з судами. Перша – корупція, зрозуміла, там суддя Вовк і подібні речі, так символ, да, ОАСК певний, коли якась справа зараз заходить в ОАСК, ну, якби все навіть питаннями. Друга – це не наповнення судів, а це ж доступ людини до правосуддя. Тому що там є кілька проблем. Там то, що в нас судова мережа взагалі не відповідає там адмінтерустрою, подібні речі. Ну, це вже спадщина, не будемо про минуле. І це все треба підтягати. Тобто зараз треба проводити вже прозорий відбір. І якщо зараз же після того, як безпосередньо по конкурсній комісії враховані позиції міжнародників нам знову скажуть, що він не прозорий, ну знову ж таки повернемось до питання, що це реально причина, чи це все ж таки підстава, отмазка, якою можна маніпулювати. Какое еще внешнее управление вам нужно? Ну, скажімо так, да. Хоча зараз десь напряглися ті, хто кажуть, ага, старосята, знову міжнародники, знову зовнішнє управління. По делам комитета, точнее Так. подкомитета, каким образом это касается Крыма, будущего Крыма, настоящего Крыма и крымско-татарского народа? Как-то касается деятельности ваших? Дотично все одно так. Дивіться, зараз, не зараз, рік назад, 17 липня 2020 року в Україні з'явилася нова мапа.
реально нова, це коли новий адмінустрій України був ухвалений. Фактично ми скоротили кількість районів, всю країну покрили громадами. Ну, укрупнение такое произошло. З точки зору, скажімо так, укрупнення, але це з одного боку наближення послуг до громадян, тому що ми спустили їх з рівня району на рівня громади. З іншого боку, це скорочення бюрократичного апарату. Ну, відверто, да. Ми, коли ухвалювали відповідний акт, ми поширювали його на Крим. Більше того, в Криму і в Донецькій, Луганській областях ми свідомо збільшували кількість районів, власне, відхиляючись від методики. Поясню чому. Тому що район – це якраз по представництву державної влади. Ми ж розуміємо, що коли прийде час до окупації, там точно потрібне щільніше представництво державної влади через всі проблеми, пов'язані з тимчасовою окупацією, ніж в інших частинах України. Другий момент, що коли ми робили це по Криму, до речі, в Криму 10 районів – це найбільше в Україні, запроєктовано, то ми, зокрема, працювали із представниками Меджлісу. Тобто там і Курманський район так з'явився. Да, якого не було. Да. Бахчисарайський район, до речі, в який увійшли всі сателіти міста Севастополя. Тому що там же він же є така річ, як матрьошка, так би мовити. Це коли є місто, а є те, що немає свого представницького органу, вони обрались там, але окремі населені пункти. А оскільки в Конституції настільки в Севастополі окремий статус, що, на моє переконання, помилкось треба виправляти. Конечно, смисл какой там? Статус Севастополя обґрунтований був наявністю там Чорноморського флоту з державою агресора. Все. Більше нічого нема. То ми, користуючись тим, що у нас тільки Севастополя, все інше завели в Бахчисарайський район. І, да, дійсно, ми тоді з паном Ріфатом Чубаровим відпрацьовували це питання. Там, де можна було, і Яникапуш, з'явився Яникапу так само, як районний центр. А там, де можна було на цьому рівні поправити, ми це все повраховували. Тому впливає. Зараз, більше того, ми зареєстрували МФО по гірських територіях, і ми свідомо внесли те, що воно буде обійматися проблематиками 5 регіонів. Не тільки Прикарпаття, Закарпаття, Львівщина та Чернівецька область, а й Крим, тому що все одно. Ми розуміємо, що зараз ми не можемо практично на це вплинути ніяк. Але те, що в усіх стратегічних моментах має фігурувати Крим, а це ж в тому числі програми міжнародної підтримки і так далі, це важливо, тому що це все одно елемент дипломатії. Знаете, любое упоминание Крыма в любых законодательных актах Украины вызывает бешенство у Путина, что уже само по себе приятно. Корінний народ, Да. ця істерика була просто шестерика. А я вот ожидал, знаете, у нас же многие этим как бы не переймаются внутри страны. А я всегда говорил, даже упоминание крымских татар как коренного народа, это просто их всю легенду рушит. Абсолютно. Про русский Крым, всю эту бредятину. Весь этот Крым, ничего там русского нет, он весь переименованный. И я хочу вернуться до, значит, вопроса топонимики. Может, это и не ваш вопрос, но чтобы просто... Не наш, але треба робити, да. Вы знали, как это было в прошлом созыве. В прошлом созыве депутаты, я имен уже и не помню, проявили, ну, я бы сказал, государственную трусость, если не зраду. Они подготовили законопроект в рамках закона о декоммунизации. Они взяли что-то 150-200 названий, которые советские, коммунистические, там, комсомольские всякие, да. Всего-то переименовано более 1000, по-моему, 1100-1200. Ну, десь так. В рамках вот сталинских. Да, деякі зараз міняємо ті назви, що дали. Да. Там є своя проблема. Вот. И смотрите, что получилось. Вот эти 150 или 200 там населенных пунктов, которых просто прямым текстом закон предусматривает их переименование. Все. И они проголосовали за то, чтобы переименовать. И Google, вот это, естественно, все эти названия, там 99% крымско-татарские. Google переименовал на один день. А на следующий день кто-то умный в Раде нашелся, чтобы не злить Путина, наверное. Вот это сейчас это такие патриоты. А тогда я помню, не злить Путина тоже это фоном шло. И они взяли, дописали, подправили, что только после деоккупации. И Google вернул обратно название. Я пам'ятаю, ми якраз з паном Рифатом Чубаровим про це говорили. Я навіть, здається, пам'ятаю, хто це з народних депутатів, з якої партії робив. Ми говорили про це якраз в контексті районування. Я насправді не бачу перешкоди, чому це зараз не можна змінити. Змініть. Це ж в одну строчку. Слухайте, ви нова політична еліта. Вот я просто вам говорю конкретно, Виталий, предложите это. Ничего сложного. Истерика будет стоять до ООН, да? Но на картах мира. И никакой Google уже не сможет нам рассказать, что это... И вернуть все старые названия. Вот, ну, хотя бы те, что Сталин переименовал. Хотя бы те. В принципе, я считаю, что следующий закон должен быть о деколонизации. И тогда вот эти выдуманные Севастополи, которым 300 лет. Я лично видел плакат, даже 300 лет Бахчисараю не повесили, да? А Симферополю 200 там с чем-то. Хотя там стоит в старом городе мечеть 1501 года, да? Это
резиденции Калги-Султана там, и так далее. Вот. Ну, то есть... Хоч і в Поторії 2500 і не брешуть. Якщо теоретично, якщо від грецьких поселень. Я думаю, что в Крыму всем прибрежным городам даже неделя с половиной. Да, може Да. бути і від перших поселень, я думаю, Конечно. там. И, поселение человека, просто мне Илья Умеров рассказывал, что в том же Бахчисарайском районе, я когда приехал, еще говорю, Илья, я хочу увидеть как можно больше. Я же в Крыму не родился, не жил. Вот, что он смеется, говорит, у нас 600, на территории района 600 памятников истории. Я говорю, это физически невозможно просто. Я так даже пригрустил. А там здесь наскальные рисунки. То есть в Крыму люди коренные жили всегда. Туда разные народы приходили в разный период времени. Но оттуда там не было никаких геноцидов. И до русских никто никого оттуда не выселял. Да, власне, да, до травневих подій. Я люблю такие исторические вещи и люблю задавать вопросы и видение людей. Вот почему Россия так в нас сцепилась? Что им не живется? Я думаю, що це винятково імперська історія. Это комплекс какой-то вообще национальный? Думаю, да. Ну, якщо... дуже цікаву книжку читав десь навесні. Я не знаю, читав чи ні, Тімоті Снайдера «Шлях до несвободи». Я чув про неї. Дуже гарна книжка. Там фактично автор. Перша половина цікава, бо друга вона про інформаційну війну і хакерські атаки на Сполучені Штати не так цікава. Перша вона про... Він аналізує колишніх російських імперських філософів, які іммігрували до революції 17-го року в Західну Європу, і він наводить те, що ними фактично захоплюється російська поточна політична еліта від Путіна. І він наводив, а там, по суті, така ідеологія імперського соціал-фашизму. І фактично, коли ти читаєш, а він там наводить прямо сторінки цієї філософії, так би мовити, і в принципі це лягає в унісон того, що робить вся російська влада. І якщо дійсно вони на це спираються, а там про те, що так якби ми Богом підтримані, є зовнішній ворог, зовнішнього ворога переможе імперія, імперію треба будувати. Імперія, напевно, з Росії плюс Білорусі замало. А для плюс є ж, я думаю, що фактор зіграв і по-путінськи його минуле безпекове. Тому що ми ж розуміємо, що де-факто ментально Грузію втратили, де-факто Україну втратили, але ж з Радянського Союзу всюди залишилися ці зони для спалахів. Що Придністров'я, що Абхазія, Південна Осетія, що на теренах України, воно ж всюди це є. Що Вірменія з Азербайджаном. Всюди були закладені ці етнічні конфлікти в тому числі. Хоча, на моє переконання, важко назвати те, що було в Криму етнічним, бо Крим ми програли скоріше інформаційно. На моє переконання, і програли ми його набагато раніше, ніж безпосередньо сталася окупація. Я пам'ятаю, я малий був, це, напевно, 2004 рік, 2003. Тоді в кожній скриньці, кожен тиждень були листівки, на той момент ноунейма, «Руський блок» пана Аксьонова, який потім з'явився в політичному просторі тільки через 10 років. Але це ж було прокачки. Ну і плюс телебачення, все ж було російське. Відверто все було російське, я пам'ятаю. Ну і плюс СБУ 99% предателей оказалось. Самый высокий процент, да, безумовно. Це ж тому, я работали думаю, против крымских татар всю жизнь там. Ну так було з чим. Так я більше скажу, що і та політика, що культивувалася там, вона ж теж була на розподіл оцей. Я це, здається, коли закон про корінний народ голосувався, я з трибуни сказав, чому кримських татар для умовних кримських там українців, інших, завжди намагалися зробити ворогами. Завжди. Отак пропаганда, коли почалося масове повернення, да, це там нульові, і пропаганда завжди налаштовувала, що це ворожий народ, це експансія, бла-бла-бла. І це ж було просто пересварити своїх, розподіляй володарю. Знаете, Классика. они, конечно, говорили, что мы всех перережем, там, что мы такие кровожадные, вот, хотя мы народ, я не знаю, диссидент, с нас начался сам издат в Советском Союзе, опять мало кто знает об этом, но про Мустафу Джемилева я говорить не буду, да, мы совсем другие, но я думаю, что главное, что их в нас не устраивало, ну, во-первых, что мы хозяева этой земли, они же понимают, в чьих домах они живут, да, это первое. А второе, это то, что мы настолько антироссийские всегда были. Вот если бы, это простой пример, если бы в независимой Украине, вот 30 лет мы отмечаем, все выборы считались, учитывали голоса только крымских татар, вернувшихся,
то Черновол бы набрал 99%, а народных Украин 97, наверное, или 95, да? То есть для нас вопрос, для многих украинцев до 2014 года была иллюзия такая, что русские братья. Мы же знали прекрасно, как они к нам относятся. И поэтому рассорить украинцев с крымскими татарами, это стратегически было. Абсолютно. Для поглощения Украины важно. Потому что мы неперевариваемый, ну, как, не знаю, там... Ну, класично, я ж кажу, розподіляє володарю. Все просто. І сказати, що це не вдалося, я думаю, це вдалося. В багатьох от в мізках воно там відкладалося. Да. Ну а як? Тобі телебачення постійно каже це регулярно. Так само, як і досі воно каже. Ну, благо, що там українські канали, до речі, наче А кто працюють по досі. профессии? З точки зору освіти чи з точки зору професії? И так, и так. Освіта в мене в міжнародні відносини. Жодного дня не працював. Тобто я за освітою дипломат. Жодного дня не працював за професією і не планував. Я люблю про це казати. Насправді, вибір напрямку освіти – це був не мій вибір. А батьки фактично переконали. Ну, історія була проста. І насправді, я думаю, в чомусь вони були праві. Що міжнародні відносини – це трошки інше коло спілкування, воно знадобиться десь в майбутньому. Ну, можливо, десь були праві. Я завжди хотів займатися маркетингом, я і хотів вступати на маркетинг. Тут переконали, і фактично я в цій сфері піару, комунікації я і працював до періоду, напевно, Революції Гідності. Ну, після вже потім, десь в році 2016-му, це я перейшов в BRDO і вже звідти безпосередньо потрапляв в парламент. Вчера тут был Алексей Арестович в гостях у меня, и на вопрос о том, кто лучший президент Украины, он сказал Зеленский. Вот и вам и такой вопрос. Гарне питання. Я не тому, що я представник партії, я скажу Зеленський. Почему? Ну, я сказал, обоснуй. Кілька речей. Перша, ми з вами про це вже говорили, це реальне оновлення політичних еліт. Реально. Я вважаю навіть, я це кажу, що партія «Голос» отримала свої мандати завдяки ньому. Дотично. Несчастная партия. Це їх внутрішні Ну, об справи. этом мы Там, поговорим завтра. голос, справедливість, це їх там, треба визначитись, кого представляють. Другий момент, що я вважаю, що з точки зору рішень і результатів, які відбуваються, а ми ж прекрасно розуміємо, що зараз все одно одна вертикаль. Вона парламентська більш орієнтована на президента, уряд на президента. Но такої власті не було ні у кого в історії України. Але це ж влада, це ж відповідальність. Але якщо ми підемо по рішеннях, які ухвалюються, я маю на увазі земельна реформа. Ну, сорі, на 20 років треба було робити. Децентралізація. Тут продовжували, але не згорнули, як казали. Це все те, що війде в історію вже. От якщо зараз це перекреслити, воно війде в історію. Що стосується інших якихось моментів по міжнародній політиці і так далі, тим, чим годували суспільство, воно ж нічого не виправдалось. Тому я думаю, що ключове – це результат. А він, якби, на моє переконання, є. Чи він подобається, зокрема, електорально всім? Я думаю, ні. А це ж теж важкий крок, фактично, скажімо так, залишитися суб'єктним і не зайти в заручники образа політика. Ну, давайте відверто. Зеленський кандидат в президенти – це було здебільшого голосування проти Порошенка. Ну, звісно. Це було голосування протесту. Ну, це факт. І тому була певна проблема, чому і потім голосування проти. Тому що кожен бачив щось своє. Да. Кожен бачив щось своє. І коли ти починаєш рухатись в напрямку реформ, які не є популярними, той самий ринок землі, ти електорально втрачаєш. Було б простіше виходити на трибуну, як Юлія Володимирівна 10 років кричати, яка в 2008 році реєструвала законопроект про ринок землі. І це важливо. Ну і ще один фактор, що він залишається людиною. Досі. А как это? Все больше охраны, все больше резиденций. Я И об этом говорят. Я дивіться, просто то, что читаю, я же не знаю Я ничего. скажу про практичну історію, коли от я згадував, оскільки я про своє все одно дотично, про децентралізацію. Коли ми рішення по адмінтерустрою ухвалювали, в нас було кілька проблемних кейсів. Один по Львівщині, один по Одещині. Одещина, в принципі, специфічно, там все це блокувалося. І от вже ніяк компроміс не шукався і так далі. Роблять нараду в президента. Безпосередньо в президента, кілька депутатів відповідальних, міністр, прем'єр, викликають представників з області. І він ставить просто питання. В усіх, хто присутній, в тому числі експертів, як краще буде для людей, яке рішення краще ухвалити. А ми ж розуміємо, що коли ухвалюється таке рішення, там ще купа бізнесових інтересів, політичних і так далі. Він отримує відповідь, і ми ухвалюємо таке рішення. Я при всій повазі, розуміючи, якщо б на його місці була якась інша людина, зокрема і ту, про яку багато хто подумав, то там почалась би винятково бізнесова розторговка.
Тому що підхід такий. А в нього цей підхід залишається. Це Что-то важливо. я недавно читал, опять Юлия Мендель. Что-то я ее не читал, но цитирую. Это впервые. Бачите, людину цитують. Вообще, да. Це- Юлия це- загорает просто. Она же, по-моему, написала, что Зеленский хотел построить государство, хочет построить государство по модели бизнес-корпорации. Вот это ее слова. Так где правда тогда? Ну, я знову ж таки, мені важко коментувати пані Юлію. Давайте Якщо не ми будемо. кажемо про бізнес-корпорацію, дивлячись в якому підході. Наприклад, якщо брати Мінцифру, то Міша Федоров реально працює по KPI і виставляє кожному заступнику KPI і на підставі цього здійснює кадрові рішення. Чи це правильно? Це правильно. Чи це елемент бізнесового підходу? Так. Чи можливо загалом державу побудувати як бізнес-корпорацію? Думаю, ні. Да, но мы еще тут путаем, наверное, олигархию с бизнесом. Тут это разные. Ну, в нас ще є оцей момент, що бізнес, там IT-бізнес – це одне, а олігархічний бізнес, коли ти висмоктуєш ресурси задля персонального збагачення, це зовсім інше. Да, це окремий момент. Часто президент встречается с вами, там, с коллегами? Ну, з фракцією десь раз на місяць у нас фракція з президентом відбувається. Не тільки коли якісь такі моменти, як Арсен Борисович, а загалом відбуваються. Що стосується точкових змін, якихось точкових зустрічей, то вони в залежності від складності питання, але вони відбуваються, власне, в вузькому колі. Да. У нас є така історія, як умовне правило трійки, коли є напрямок, за ним закріплений представник парламенту, представник уряду, представник офісу президента. І в такому форматі якась робота відбувається. Якщо там не вдається знайти рішення або є потреба поінформувати, то звісно, що збирається зустріч, зокрема, за участі президента. И последний вопрос, у нас минутка буквально. Безусловно, придя на должность, Зеленский был абсолютно непрофессионал, совершеннейшим неофитом в политике. Так? Сейчас что? Вот как по-разному говорят. Знаєте, Вічне мене мнення. досвід пройшов. Зеленський 2 роки назад, як політик, як державний діяч, Зеленський зараз, це все одно два різні Зеленські. Безумовно, досвід пройшов, і коли навіть якийсь ефір був, коли в мене був друга річниця була, я про це сказав, досвід пройшов. Він, попри те, що зберіг людськість, звісно, став набагато більш жорстким як політик. І з точки зору ухвалення рішень. Тому в цьому плані, да. І на що ж спирається досвід? Ми ж розуміємо, що коли в тебе збільшується персональний досвід, персональна професійність, це означає, що умовне оточення має менше елементів, щоб тобі відверто налапшати. А такі ж моменти завжди Все-таки відбуваються. еще один последний вопрос задам. Политические оппоненты ваши пишут, что это фактически диктатура, и Зеленский хочет стать диктатором. Ваш комментарий? Ну, це ж абсурд. Я просто, а що означає стати диктатором? Не знаю. В нього є, безумовно, зараз в однієї політичної структури є вся вертикаль влади. Але це ж не було захоплено, це народ наділив цим. Якби була потреба безпосередньо, якщо це каже... Тут вам скажуть, Гітлера теж народ Да, я наділив. теж про це зараз подумав. Якщо про це каже ОПЗЖ через закриття на підставі рішення РБО певних каналів, окей, але я не думаю, що це про диктатуру, це про державну безпеку все ж таки для мене. Повністю підтримую право і біс. Да. Я не бачу елементів диктатури. Більше того, на превеликий жаль, я не бачу в Україні такої потужної регіональної мережі вертикалі, щоб тут можна було побудувати диктатуру. Погоджусь. Да. Везде разные люди, везде разные интересы. Безумовно. Очень сложная страна. Вот, быть и президентом, и парламентарием, в которой очень ответственное дело. Спасибо, что пришли. Дякую. Будем общаться дальше. Очень приятно было увидеть молодого политика, незашоренного. Вот такие встречи мне добавляют все-таки оптимизма. Я мечтаю о новых политических элитах, об институте репутации, о том, чтобы таких людей, как Тимошенко, не было в политике, потому что после своих газовых соглашений она уже не должна была быть в политике никогда, но как гриб, знаете, там у бабушки на балконе, вот гриб такой был у меня, вот он все время оставался на плаву там. Вот, не будем сравнивать с грибами никого, это все так, чистая аллегория, про политический смысл, не про человека. Спасибо, что смотрите АТР, спасибо, что помогаете нам через Patreon, подписывайтесь, делайте свой внесок, свой вклад в нашу борьбу за возвращение Крыма. Всего доброго, смотрите АТР, не переключайтесь.
Сенденішме мұрадын үшін болса, өмірінде әр шейін юртшын олса. Барсын yıllar айлансын білгеніндей, барсын yolun шашырсын yıldız, күн, ай. Сен айланма достчығым ақ yolundan, doğru қара, iç үркіме сақ солundan. Халқа байрам шенліклер болған екен, ят еллерге оңғанлық толған екен. Сен ұнытма, сүрінмек ек олғанын. Ақ yolunda ялнызның бек болғанын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Allah'ım, 99 ismin var. Ya Rabbim, Kırımlarga isteklerini bir yutunda devletlerini. Senden hayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekle, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırım'da yarattın, yardımın ile. Sürgünden kaytık. Endi halkımız Kırım'ında devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın bahtımız. Senden hayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırım'ızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Assalamu alaikum, хайырлы акшамлар, сайырлы достлар. Мен бүгін информацион программасына бір қаш жүмле Кырым татар тілінде айтмаға істейм. Зира бүгін Құрбан байрамы, себептен жүмлемізгені бұтын мұсылман үмметіні, Кырым татар халқыны ве дүниедаки бізні сейреткен епсі мұсылманларына Құрбан байрамы ile хайырлаймы, сайырлы достлар. Жүмлемізге хайырлы олсын. Неже байрамларына бераберлікте Алла Кырымда қайдетмеге бізлерге де хисмет ейлесін, иншалла. Добрый вечер, приветствую. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 4 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире на экраны ваших телевизоров. Режиссеры периодически выводят номер телефона. Я отмечу, что номер телефона студии у нас немного изменился. Плюс 38067 63 46 130. Звоните к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Можете присоединяться по скайпу atr.tv. Это наш адрес. И перед тем, как начать наш эфир, представить гостя, я бы хотела поздравить от своего имени, от имени всего крымско-татарского телеканала АТР, всех наших единоверцев с праздником Курбан Байрам. И президент Украины Владимир Зеленский уже поздравил мусульман Украины с праздником, который отмечают в этом году сегодня и последующие еще 2 дня. Давайте послушаем президента Украины.
Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму, свята традиційно пов'язаного з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. Нехай ваші рідні та близькі будуть здорові і щасливі. Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова, также поздравляя мусульман с праздником Курбан-Байрам, напомнила о мусульманах Крыма, о крымских татарах, преимущественно которые находятся в российском заключении. Я предлагаю послушать ее цитату. На жаль, не всі Курбан-Байрам зустрічають в колі сім'ї і на українській землі. Тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта. 93 кримських татар Росія переслідує з політичних мотивів. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта. 36 з них вже засуджені, 42 перебувають під слідством. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и безопасности судоходства должно стать приоритетом международного сообщества, и Крымская платформа может стать важным инструментом для этого, сказал президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга по итогам переговоров с лидерами Грузии и Молдовы. Давайте послушаем. Значну увагу ми приділили сьогодні розвитку безпекового і оборонного співробітництва у Чорноморському регіоні. Повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства. Важливим інструментом для досягнення цієї мети може стати українська ініціатива «Кримська платформа». Я рада представити гості нашої студії Володимир Цибулько, політичний експерт, публіцист, письменник та перекладач. Пане Володимире, вітаємо вас, салям алейкум. Салам алейкум. Пане Володимире, до этого мы послушали с вами цитату Людмилы Денисовой, уполномоченного Верховной Рады по правам человека, и сейчас услышали цитату Зеленского, который сказал, что Крымская платформа станет важнейшим инструментом для деоккупации Крыма, для обеспечения безопасности в Черноморском регионе. Согласны ли вы с этим? Ну, все будет зависеть от уровня представительства. Это первое. От последовательности украинской власти, от верности ее, ну, скажем так, избранному цивилизационному пути. Если власть будет пытаться разорваться между Востоком и Западом, между Россией и Америкой, с этого ничего не получится. Почему? Потому что если мы принимаем цивилизационные правила, если мы встраиваемся в западный мир, мы должны верховенство права поставить во главу угла вот этой государственной конструкции. А если власть находит одновременно, ну, скажем, друзьям все, а врагам закон, или оппонентам политическим закон, с этого ничего не получится. Я просто пытаюсь понять, по-вашему, Украина до сих пор мечется между Западом и Россией, потому что Нет, ведь Украина определила уже давно свой курс да, в европейскую интеграцию, Запад и так далее. Да, на декларативном уровне даже ну, вот, во времена президента Порошенко это было внесено в преамбулу Конституции, выбор европейского пути и членства в НАТО, но сами политические практики, они более соответствуют, скажем, постсоветскому пространству, а не западному миру. Вот это настораживает, потому что если власть последовательно, она должна строить именно общество верховенства права и ну, общаться с партнерами, и привлекать помощь партнеров именно на основе международного права и верховенства права в середине страны. Вот ставка на право должна делаться, а не какие-то подковерные личностные договоренности, подковерные игры. Это очень принципиальный момент. Почему президент Байден говорит о том, что коррупция самое большое зло, которое мешает вхождению Украины в НАТО? Да потому что именно коррупция консервирует вот такие личностные отношения в обход закона. Вот мы видим
например, система Прозоро, которую признал весь мир, и она изменила качество государственных закупок в Украине. Вот она во времена последние 2 года, она просто обходится со всех сторон. А практика закупок без конкурса, ну, например, большая окружная вокруг Киева, которую должен строить без конкурса один подрядчик. Это же практика чисто кулуарная, лоббистская, подковерная. Она не учитывает конкурсности, соревновательности. И в этом смысле есть большая проблема. С одной стороны, мы вроде как тянемся, общество развернулось в сторону Запада и хочет верховенства права, а государственная вертикаль смотрит в сторону России и хочет таких подковерных решений, личностных, где роль чиновника будет исключительной, а не правила и процедуры. Вот это разница. Да, мы обязательно еще вернемся к этим вопросам. Я хочу вернуть нас к предмету нашей дискуссии, именно к Крыму, к тому, с чего мы начали, подключить к нашому ефіру Євгена Ярошенка, правозахисника, аналітика Кримсос. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Євгене, вітаю вас, салям алейкум. Доброго дня. Да, доброго дня. Пане Евгене, сегодня все мусульмане в Крыму и крымские татары отмечают праздник Курбан-Байрам, и уполномоченная президента Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, поздравляю всех мусульман, сказала и упомянула, конечно же, политических заключенных, которые находятся в застенках Кремля, преимущественно это крымские татары. Вот сегодня, когда мы говорим о политических заключенных, видите ли вы на сегодняшний день активных действий в направлении освобождения или обмена наших политических заключенных со стороны украинского руководства? Да, вы правильно отметили, что крымские татары, мусульмане, непропорционально часто страдают от произвольного лишения свободы, от насильственных исчезновений, от произвольных обысков и других нарушений прав человека. Я бы хотел конкретизировать некоторые цифры. По данным Крымсос, сейчас 100 человек находятся в местах лишения свободы по политически мотивированным уголовным делам. В эту цифру не входят те лица, которые находятся под домашним арестом или чья свобода ограничена в какой-то другой форме. И из этих 100 лиц 80 — это крымские татары. Большинство из них уже были этапированы незаконно на территории Российской Федерации, вопреки 4-й Женевской конвенции, что является военным преступлением. Потому что даже если лицо совершило какое-то уголовное правонарушение, его нельзя вывозить принудительно за пределы оккупированной территории, и это лицо должно отбывать наказание в пределах своего государства. Касательно того, что делается, здесь очень сложно адвокатировать вопросы освобождения политических заключенных, поскольку есть много препятствий как на национальном уровне, так и на международном. Не все идет так, как хотелось бы. В частности, в Украине до сих пор не принят закон о статусе лица, лишенного свободы по политически мотивированным преследованиям. Иначе говоря, у нас не закреплен статус политического заключенного. В результате ни это лицо, ни члены его семьи не получают нужную социальную помощь от государства. И механизмы защиты прав семей из-за этого очень слабые. Но, насколько мне известно, в Кабинете министров Украины есть программа по предоставлению финансовой помощи семьям политических заключенных, или же речь идет о том, что это недостаточно? Дело в том, что решения Кабинета министров, они являются второстепенными нормативно-правовыми актами. Над ними идет юридическая сила закона. И нету законодательного какого-то обеспечения, которое бы действовало независимо от постановления Кабинета министров. Потому что Кабинет министров может принять постановление, а потом же легко его
отменить или изменить каким-то образом. А если закон, то чтобы его поменять, это не такая простая процедура, которая требует большего согласования с привлечением общественности. Пане Евгене, вы сказали, что не все идет так, как бы хотелось. Вот помимо финансовой помощи и закрепления статуса политического заключенного, какие вопросы должен регулировать этот закон? Как бы закон еще должен регулировать те механизмы и распределять полномочия государственных органов, направленных на освобождение политических заключенных. Проблема всей политики деоккупации Украины — это в том, что недостаточно синхронизированное усилия разных министерств. Министерство реинтеграции, Министерство социальной политики, и другие органы власти. И мы очень часто видим, что дублируются функции того или иного органа исполнительной власти. И более того, что хуже, иногда интересы одного министерства очень часто идут вразрез с интересами другого. Это касается не только политзаключенных, это в целом политика по деоккупации Крыма и ОРДЛО. Пане Евгене, а министерства, которые непосредственно занимаются вопросами и деоккупации, и реинтеграции наших территорий, они каким-то образом взаимодействуют и коммуницируют с правозащитными организациями, которые следят за нарушением прав человека в Крыму и не только? Нет, безусловно, есть опыт взаимодействия, но здесь нужно понять, что много таких проблем в согласовании того же списка политзаключенных. Много есть общественных организаций, у которых список крымских политзаключенных немножко отличается. Вот, например, по данным Крымсоц, таких человек 100. У других организаций эта цифра может быть немножко иная. Поэтому сейчас общественные организации пытаются выработать общий критерий, по которым то или иное лицо можно считать как политзаключенным. И к тому же среди органов власти тоже совсем разные списки. Один список есть у омбудсмена, другой список есть у СБУ. Ну, еще найдутся органы, у которых будут свой перечень лиц, за освобождение которых нужно бороться. И, пане Евгене, вот еще какой вопрос. Мы знаем, что наближается уже саммит Крымской платформы. Как вы думаете, сможет ли Крымская платформа отыграть свою роль и вернуть тему политических заключенных на первой странице информационной верстки? Знаете, вот один из таких загадок Крымской платформы это состоит в том, как будут развиваться события после 23 августа, после установчего саммиту Крымской платформы. Поскольку мы видим очень много новостей о том, как ведется подготовительная работа, мы видим постоянно новости о том, кто будет принимать участие, на каком уровне, из какого государства. Это президент, премьер-министр, министр иностранных дел или другие представители. Однако пока не ясно, как после вот этого первой встречи Крымской платформы будет и дальше это продолжаться. Конечно, политзаключенные — это один из приоритетных вопросов Крымской платформы, потому что после очередного обыска, очередного приговора или еще какого-то грубого нарушения прав человека, как правило, и украинская общественность, и мировое сообщество сразу же вспоминают про Крым, что есть такая проблема международной политики, которая вызвана российской агрессией и оккупацией части территории Украины. И политзаключенные, наверное, являются одной из тех тем, которые не позволяют забыть о проблеме Крыма. И поэтому, конечно же, я думаю, что будет политзаключенным уделяться одной из приоритетных вниманий.
Дякую вам дуже, пане Євгене. Чохса, у нас Євген Ярошенко Дякую. був з нами на прямому зв'язку, правозахисник та аналітик правозахисної організації «Крымсоц». Пане Володимире, как вы считаете, какие задачи пред собой должна ставить крымская платформа и отыграет ли она действительно в этом направлении свою роль? Ну, точно не декларативная. Декларация союзничества с Украиной и поддержки Украины, территориальной целостности мы видим при каждом визите или лидеров государств в Украину, или при визитах Зеленского или украинских делегаций за границей. Ну, декларация точно будет. Точно будет. Мы это знаем, да. Но Крымская здесь карта. как раз важно комплекс мер, которые позволят в правовой способ, в юридический способ связать действия агрессора, заставить его платить за каждый свой агрессивный шаг. Речь идет о том, что сейчас, чем ближе саммит, различные экспертные группы посчитали убытки от оккупации Крыма в $135 миллиардов. Это за 7 лет Украина недополучила или потеряла, недополучила от эксплуатации предприятий или активов определенных, не учитывая потери Крыма. Крым де юре остается украинский, но украинская экономика не досчиталась 135 миллиардов. Значит, надо искать в первую очередь механизмы преследования основных преступников, которые устроили агрессивную атаку на часть территории Украины. Дальше. Серьезное преследование всех, кто нарушает права человека. Ведь издевательство над крымско-татарским народом – это показательное издевательство за верность Кремлы украинскому государству. Да, ну а как это можно реализовывать? Потому что в прокуратуре Автономной Республики Крым, мы видим, открываются десятки, тысячами уголовных производств, однако физически привлечь к ответственности тех людей невозможно, так как они находятся либо на территории России, либо на территории оккупированного полуострова. Да и с Интерполом проблемы. Первое. С Интерполом действительно будут проблемы, если это политически мотивированные преследование. Но ведь агрессивная война – это не политический акт. Преследование прав Кремлы в Крыму и массовые аресты и гибель десятков людей за этническим принципом – это же преступление, которое не имеет ни срока, это преступление против человечности, которое не имеет срока давности. Поэтому очень важным, я считаю, актом Крымской платформы должно быть согласие, подключение всех юридических систем государств-участников к преследованию преступников, которые содействовали оккупации Крыма и преследованию людей, граждан Украины за этническими, религиозными принципами, потому что сейчас украинских школ не осталось в Крыму ни одной, а крымско-татарские школы сократились наполовину, насколько я знаю. И это факт преследования за этническим принципом. И религиозным тоже. Ведь обыски в мечетях и преследование, особенно перед религиозными праздниками Кремлы, это показательный акт запугивания. Это месть за непризнание, неприсоединение народа к российской оккупации. И это преступление, которое не имеет срока давности. Поэтому комплекс правовой, комплекс экономический. Очень важно, чтобы все государства платформы взяли на себя обязательство не работать экономически с оккупированной территорией. Ведь мы имеем прецеденты, когда большие, концерн Siemens, который поставил турбины в Крым, голландские компании, которые работали на строительстве моста. С одной стороны,
стороны, Европа учит Украину определенным принципам и правилам, а с другой стороны, она показательно эти правила, которым она нас учит, приступает эти правила. Как можно строить доверительные отношения после этого, когда сами, так сказать, учителя показательно нарушают перед учеником, если мы ученик. Мне кажется, что украинское противостояние российской агрессии последние 7 лет сделало нас больше учителями, чем учениками. А насколько, по-вашему, представители различных стран, которые приедут на Крымскую платформу, будут готовы подписаться под такой жесткой резолюцией, под жесткой декларацией и отказаться от каких-либо экономических взаимодействий с Россией? Здесь просто есть разные страны, которым... Давайте попробуем разобрать. Да, кому-то больно, кому-то не больно подключаться к санкциям, к ограничениям. Хочу напомнить, что с момента агрессии России против Украины торговля России с Европейским Союзом сократилась больше, чем в 2 раза. На начало 2014 года товарооборот составлял примерно 417 миллиардов евро. Сейчас это где-то 192 миллиарда. Это можно только себе представить, какое количество рабочих мест потеряла Европа, вводя против России санкции. Но тут такая все-таки двойная ситуация, потому что контрсанкции российские, они ведь были призваны сократить потери валюты при закупке продуктов питания в Европе, и европейских товаров. Потому что платежеспособность России резко начала падать. И здесь не только санкции европейские, сколько контрсанкции российские, самой России сократили этот товарооборот. Но это же рабочие места, Европа демократия. И там потеря определенного количества рабочих мест будет стоить политическим лидерам будущих выборов. И вот надо смотреть, Черноморская, скажем, Черноморский бассейн экономический, Черноморское экономическое сотрудничество – это одна логика, потому что, например, в свое время роль Турции в крымской экономике была довольно ощутима. Сейчас Турцию потеснила Россия, но Россия ведь окольными путями тоже ввозит, и турецкие товары в том числе. Потом следующее, сократилось само производство в Крыму. Крым стал неспособным выходить на внешние рынки, но тут другой вопрос. Механизм контроккупации – это, скажем, создание условий, когда страна-оккупант не в состоянии будет содержать оккупированную территорию. Это один из принципов. Поэтому... А как вы думаете, как это может произойти? Вот страна-оккупант понимает, что он больше не может выдерживать дотационный регион, в данном случае Крым. И что делает оккупант? Возвращает территорию, говорит, все, мы больше не можем? Как это должно произойти? Есть несколько форм. Есть политическая модель, когда просто, скажем, при жесткой централизации России в Крыму вдруг начинает действовать либеральная система, похожая на Украину. И в результате выборов свободных оккупант подыгрывает местным элитам, чтобы они в политический способ вернулись к Конституции Украины. Это самый безболезненный способ для России, и он будет стоить России меньше репараций, выплат репараций, которые в случае жесткого противостояния и выдавливания последующей России будет все-таки на Россию будут возложены все платежи по, скажем, уничтожению инфраструктуры, уничтожению посевных площадей, где для аграрных земель,
аграрного фонда. Дальше есть лесопарковые зоны, которые уничтожаются просто с лютой ненавистью. Дальше есть еще культурные идентификационные потери. Ведь при строительстве, например, трассы Таврида было раскопано десятки скифских захоронений. И все это разграблено. Дальше, Ханский дворец это больше, чем показательно. Это издевательство просто над историей и наследием историческим. Это же часть идентичности крымской. И то, что там, не говоря уже о гидробалансе, ведь сталинские оккупанты в свое время уничтожили систему ирригации, которую крымские татары отстроили за сотни лет. Это же была очень изящная инженерная сеть. Вот сталинская коллективизация, межвоенные годы, а потом послевоенные, когда крымские татары были насильно удалены с Крыма, в Крым завезли людей, которые в этом не разбирались, в условиях крымского земледелия. Они уничтожили все, что там можно уничтожить. Когда уже украинское население было завезено и адаптировало известные им аграрные технологии к таким засухе Крыма, к особенностям грунтов, вот это же тоже целая школа. Это, она, скажем, создала новую агрономическую реальность после вот этой системы ирригации водных каналов, которую крымские татары в Крыму построили. Да, потом на севере Крыма построили украинцы сеть растительных полей и привнесли новые какие-то технологии, известные на то время. Это все уничтожено на сегодня. Придется за это платить. За это все надо платить. И если разговор об этих 135 миллиардах, то это же комплексно. Тут нельзя отделять агрессию против Донбасса от агрессии против Крыма. Пане Володимир, вот мы к Донбассу обязательно вернемся, учитывая, что сегодня Козак сделал несколько очень интересных заявлений, но мы вернемся к этой теме. Я хочу сейчас продолжить наш эфир со следующего информационного сообщения. На международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона» в Батуми президенты Грузии, Молдовы и Украины подписали декларацию о стремлении 3 стран к вступлению в Европейский Союз. Я предлагаю сейчас нашим телезрителям вместе послушать небольшую квинтэссенцию этой декларации и продолжить наш эфир. Надання європейської перспективи 3 асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та більш широких реформ. У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС, Грузія, Республіка Молдова та Україна, як європейські держави, які поважають європейські цінності та віддані їхньому просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу. Ми домовились продовжувати співпрацю з інституціями ЄС щодо реалізації на практиці всіх можливостей та потенціалу, передбачених положеннями угод про асоціацію та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, що передбачають поступову інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено угодами і не тільки, де існуючий рівень економічної інтеграції дозволяє подальше узгодження політик та регуляторне зближення. Водночас угоди про асоціацію повинні залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно, для врахування розвитку нормативно-правової бази та економічного розвитку, як це передбачено в угодах. С нами сейчас на прямой связи Ганна Шелес, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ганна, вітаємо вас. Ассаляму алейкум. Доброго вечера. Пані Ганна, как вам декларация Зеленского, Санду и Зурабишвили? Чего нового вы для себя оттуда извлекли? Не можна говорити, що щось нове, тому що 3 країни останні декілька років постійно говорили про так зване тріо країн, які підписали асоціацію з Європейським Союзом, що їм потрібно об'єднувати зусилля на шляху до європейської інтеграції. Вони дуже часто просували спільну позицію у переговорах з Європейською комісією щодо східного партнерства, а саме щодо поширення співробітництва в такому форматі. І плюс давайте не забувати, що вже декілька років як був створений формат парламентський саме цих 3 країн, парламентська асамблея
Україна, Грузія, Молдова. Тому на даний момент дуже важливо, що таке співробітництво в тріо переросло ще й на найвищому рівні. А що ця декларація не залишиться лише декларацією. Ми маємо нарешті проєвропейського президента в Молдові. Відповідно, у трьох країн співпадають, скажімо так, погляди на своє майбутнє, яке є з Західною Європою, взагалі з Європейським Союзом. І відповідно від декларації перейдуть до спільних проєктів, до спільної адвокації всередині Європейського Союзу, чому потрібно бути не тільки асоціація, а і подальша, щонайменш секторальна інтеграція цих країн до європейських ринків. Да, а как вы видите взаимодействие трех стран в направлении европейской интеграции? Какие именно проекты, по-вашему, должны быть имплементированы? А тут робота може йти як на тристоронньому рівні самих країн, коли вони діляться досвідом адаптації європейського законодавства, наприклад, або певних норм реформ всередині країни. Тобто такий обмін досвідами, найкращими практиками дуже часто є важливим і допомагає, скажімо так, потім імплементувати певні реформи. Окрім того, звичайно, певні норми можуть бути введені, як там спільний роумінг або ще щось, спільні тарифи серед трьох країн, для того, щоб потім вже бути до достатнього рівня з європейськими країнами. А другий рівень – це, звичайно, робота цих трьох країн з європейськими інституціями. Коли йде один голос, він може бути потужним, але коли три країни лобіюють певні інтереси, певні зустрічі, певні заходи, певні угоди між ними і європейськими країнами, то це набагато більш потужний голос, ніж коли це робить тільки одна країна. Тому в даному випадку, звичайно, на чому наголошують країни, що давайте говорити секторально. Можна говорити про спільний авіаційний простір, можна говорити про спільний діджитал, цифровий простір, можна говорити про зараз ситуацію з поїздками, хоча всі три країни мають безвізовий режим, але зрозуміло, що через пандемію відбувається. Можна говорити про захист географічних назв, можна говорити про окремі товари, які цікаві всім трьом країнам. Тобто проєктів може бути достатньо багато, і дійсно, в принципі, багато з них були озвучені під час зустрічі самітів Східного партнерства, коли країни говорили якраз про формат АА+, так званий, тобто три країни, які підписали угоду про асоціацію, що вони повинні мати більше інструментів, більше финансування на проведення реформ и трансграничное співробітництво. А что сегодня является главным камнем преткновения для вступления Украины в ЕС, на ваш взгляд? Или его нет, и мы идем, движемся вот в таком медленном виде, но идем все же? Я думаю, що правда вона десь посередині. Ми повинні бути все ж таки відвертими із собою, тому що не у всіх сферах реформи відбуваються належним чином. У нас є так званий пульс угоди, це те, наскільки Україна виконує ті зобов'язання, які вона собі взяла в рамках угоди про асоціацію. І ми знаємо, що на сьогоднішній момент не більше 40% приблизно виконаних реформ, які там прописані. Тобто це, звичайно, з одного боку. Це домашня робота, яка повинна бути виконана в Україні. А інший фактор – це неготовність певних країн Європейського Союзу до більш тісної інтеграції з Україною. І в даному випадку, якщо в НАТО це фактор Російської Федерації, який часто буває, то те, що стосується Європейського Союзу, тут складніша ситуація. Це буває і конкуренція, це буває і невдоволеність реформами в Україні, це буває і купою інших причин, скоріш внутрішнього порядку денного, так скажімо, ніж двосторонних відносин з Українами. Ну а вот президент... Да, извините, я вас перебила, потому что вот президент Зеленский предостерег все же Европейский Союз, если он сказал, что если ЕС не продемонстрирует железную поддержку европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы, то кто-то продемонстрирует железные мышцы у наших границ, очевидно, намекая на Россию. Я предлагаю вместе сейчас послушать его цитату, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь, и продолжить нашу беседу. Якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень трьох наших країн, тоді дехто демонструє залізні м'язи своєї зброї біля трьох наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших трьох країн, а й для всього континенту. Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою, і за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово, але наскільки тимчасово,
слово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, і від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу. Пани Ганна, как вы считаете, получит ли отклик на Западе вот такая жесткая риторика Зеленского? Ну, було б краще, якщо б ця жорстка риторика була більш обережною з точки зору фактів, які викладаються. Тому що цю заяву варто розділити на дві частини. А перша, якраз яка є необережна, мабуть, неправильно сказана, вона просто маніпулятивна щодо того, що країни стали меншими після своїх більш європейських прагнень. Це ж таки конфлікт в Придністров'ї почався ще на початку 90-му, коли Молдова не говорила про членство в Європейському Союзі і не мала таких прагнень. А грузинські території теж процес і війна розпочалися ще на початку 90-х. Знову ж таки, Грузія не говорила тоді про членство в Європейському Союзі. Україна тут єдиний приклад, який, можливо, якось поставити в цьому реченні як правдиве. Але якщо ми говоримо про початок, то в даному випадку, звичайно, з українського боку ми хочемо бачити більш відвертих, конкретних і чітких заяв з європейського боку. Але з точки зору європейських політиків з багатьма доводилося спілкуватися, вони вважають, що вже в документах вони прописали, що в принципі є копенгагенські критерії, Україна може стати членом. Ніхто не говорить, що Україна ніколи не стане членом Європейського Союзу. Єдине, що вони не готові говорити, коли це відбудеться, або за яких, можливо, там політичних умов. Вони просять Україну не говорити, що це станеться там за 3 роки або за 5 років, тому що вони вважають, що умови є важливішими, ніж терміни в плані часу. Але з іншого боку, звичайно, українська фраза продиктована тим, що в той же самій угоді про асоціацію ми не маємо фрази, про яку українські дипломати дійсно працювали, намагалися, щоб вона там з'явилася, щоб прямо було написано, що Україна має перспективи членства в Європейському Союзі. Тому тут, скажімо так, з одного боку, різка риторика українського президента, вона може вітатися в деяких ситуаціях, але тут, як завжди, знаєте, як краще не переборщити. Тому що треба розуміти, яким чином на цю фразу будуть реагувати наші європейські партнери. І будемо відверті, далеко не всім вона сподобається і буде сприйматися як шантаж. А шантаж дуже не люблять в західноєвропейських країнах. Дякую вам дуже, пані Ганна. Чохсагулна з ГНШ була з нами на прямому зв'язку, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Украинская призма». Действительно, могут ли такие заявления, такая жесткая риторика президента Украины Владимира Зеленского каким-то образом раздразить наших западных партнеров? С одной стороны, Украина имеет право делать такие заявления, потому что она противостоит российской агрессии, и очень часто европейские партнеры, вместо того, чтобы поддержать борьбу Украины, они делают всякие за спиной неприятные маневры, которые ослабляют стремление Украины идти на Запад. Это первое. Второе... Кстати, про эти маневры мы еще поговорим, в частности, про Северный поток. На самом деле, вот если речь идет о синхронизации движения 3 стран, то я бы делал акцент специальный, чтобы все-таки на уровне президентов было, речь шла о включение инфраструктур наших стран, 3 стран, в единую европейскую транспортную, например, инфраструктуру, цифровое пространство. И в Украине в этом плане есть определенные успехи, ведь в Украине очень довольно быстрый интернет, довольно высокий уровень услуг, и в этом плане мы продвинулись во многом дальше ряда европейских стран. Поэтому Украина не бедный родственник, но как раз в ситуации с, скажем так, с безопасностной компонентой, которая в силу агрессивности России может создавать абсолютно другую реальность. Россия рассчитывает, что Европу можно запугать, а более, скажем, далеко смотрящие европейские лидеры готовы отвечать на агрессию. И в этом Например, плане... какие это лидеры?
Ну, это Польша, например, это постсоветское пространство, Чехия, Польша, страны, Балтии это одно, а эти балканские страны, которые вступили в НАТО, они довольно остро воспринимают и присутствие России на Балканах, и их борьба может быть очень полезна. Да, но при этом в НАТО нам четко сказали, что вопрос вступления Украины – это политический вопрос. Конечно, вот именно с НАТО... Мы же в любом случае понимаем, что НАТО вряд ли захочет вступать в прямую конфронтацию военную с Россией. Ведь не НАТО нагнетает ситуацию, не Украина нагнетает ситуацию, Россия нагнетает ситуацию. И НАТО может оказаться в ситуации, когда ответить будет нечем. Ответить смогут или Великобритания, или Штаты. Даже Германия и Франция не смогут ответить на агрессивность России. Поэтому вот в этой ситуации роль Украины, она увеличивается в разы, потому что синхронизированная безопасностная политика Украины с Великобританией и с Турцией дает возможность нам получить, во-первых, доступ к довольно новым технологиям, к новому опыту, к новой военной науке, и делиться своим опытом. Ведь Украина действительно, вот все учения, которые проходят и на территории Украины, где украинские войска задействованы на территории других стран, в учениях военные, многие страны отмечают абсолютно уникальный опыт украинских военных. И то, что украинские военные делятся своим опытом с партнерами, это один из наших огромных козырей на сегодняшний день. И самое главное, возможности инфраструктуры. Это все-таки Балтика, Черное море, вот эта Балто-Черноморская ось, это же не только, чего боится старая Европа, что это ось Балто-Черноморская при содействии Турции, Великобритании и Соединенных Штатов, она вдруг станет другим, таким дополнительным центром и силовым, в том числе для Западной Европы, для Старой Европы. Старая Европа боится этого. Она боится оказаться в тени новой Европы, центральной и восточной. И в этом плане как раз объяснима логика Франции и Германии, которая тормозит наше сближение и с НАТО, и с Европейским Союзом. Вот, кстати, вопрос по безопасности. Сегодня замглавы администрации президента России и переговорщик в нормандском формате Дмитрий Козак рассказал, сколько украинцев за последнее время получили российские паспорта. Я цитирую его. «За нашим гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. В период с 16 по 20 год гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины». Конец цитаты. «Почти миллион», сказал Дмитрий Козак. Чем это нам грозит? Это нам грозит. Дело в том, что украинская власть должна была обращаться и в Совбез ООН, и на другие площадки по этому поводу. Это ведь нарушение Женевской конвенции. И насильное забритие в солдаты на оккупованных территориях, в Крыму забирают юношей служить в российскую оккупационную армию. Да. Это запрещено Женевской конвенцией. А тех, кто отказывается, против них открывают уголовные дела. Тем более, что обвинять этих людей в предательстве, которые получили российские паспорта, невозможно, потому что без наличия российского паспорта на оккупированной территории человек просто не получает никаких услуг. И тут, я думаю, что... по сути, это вынужденное. Конечно, вынужденное. Попробуй поездить на украинских номерах, например, на оккупированном Донбассе или в Крыму. Ты не сможешь это ездить. Террор, который развернула оккупационная власть против граждан, он выходит за рамки всех конвенций. Поэтому надо с пониманием относиться. Мы же прекрасно понимаем, что это вынужденное получение паспортов. Люди просто не могут получить никаких услуг. Тем более, что вот это издевательство и, скажем, медико-санитарное над оккупированной территорией. Мы же видим, какая смертность в Крыму и на Донбассе. Особенно вот эта последняя волна
штамма Дельта, когда разрекламированная российская вакцина не может вообще никак противостоять этому штамму. И в Крыму вакханалия творится просто страшное. Туристы оттуда сбежали, медицина валится, она просто добита. И говорить о медицине на оккупированном Донбассе вообще невозможно. Ее просто там нет. Поэтому в ситуации, когда Козак выходит и рассказывает о паспортах, да дело в том, что Россия не может ничего предложить, кроме насилия. Она сначала изнасилует человека, а потом выставляет это преступление как добрую волю изнасилованного. Так, это классический такой золотоордынский стиль. И если европейские политики не понимают таких вещей, они не понимают, что если вот эти три страны, Украина, Молдова и Грузия, окажутся такими же, как Беларусь, то через 15 лет зомбирования телевизионного на этих территориях Россия получит где-то 300-400 тысяч готовых воевать людей. Она их вооружит. И куда она их двинет? Она двинет их на Польшу, она двинет их на Германию. Надо просто посмотреть... один из таких интересных опросов – готовность граждан разных стран с оружием в руках отстаивать территориальную целостность. Старая Европа вообще не готова, они не хотят воевать за свои территории. Кто готов? Рассказываю. Все, кто граничит с Россией. Финны, литовцы, латыши, поляки, украинцы, молдаване, грузины. Вот такая вот история. Азербайджанцы. Это те, кто познал блага российской оккупации. Пане Володимире, давайте обсудим с вами еще визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки, учитывая, что стало известно, когда состоится встреча двух президентов Украины и США, Зеленского и Байдена. Они встретятся в августе. Об этом сообщил поверенный в делах США и заместитель помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Джордж Кент. По его словам, сейчас вопрос только в том, чтобы найти время в расписании президента Байдена. Он сказал следующее, цитирую: «Когда президент Байден и президент Зеленский общались во второй раз, президент Байден предложил, чтобы встреча была в июле или позже, летом, то и встреча будет чуть позже, не в июле, а, думаю, в августе». С нами сейчас на прямой связи с США Юрій Рашкін, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Пане Юрію, вітаємо вас. Селям алейкум. Здравствуйте, спасибо за приглашение. Да, спасибо вам, что нашли время и связались с нами. Пане Юрию, как вы считаете, когда же все же ждать Зеленского в Вашингтоне? Я думаю, что это произойдет тогда, как сказал представитель администрации президента Байдена. Это произойдет, видимо, в августе. И нет нужды нервничать по поводу того, что когда эта встреча произойдет на день раньше или на день позже, потому что фундаментально администрация Байдена абсолютно уверенно, так сказать, поддерживает Украину и роль, которую Украина играет в обеспечении национальной безопасности и США, и Европы. Поэтому тут это в смысле, так сказать, детали, конечно, важны до определенного, так сказать, той точки. Но, в принципе, главное то, что администрация Байдена выражает свою полную поддержку. И даже то, что мы видим вот сейчас произошло с Северным потоком-2, реально на самом деле не меняет поддержки, которую Соединенные Штаты испытывают, и чувства, которые администрация испытывает по отношению к Украине. Это очень обнадеживает. А в Украине кажется, что Байден сливает Украину. По крайней мере, здесь мнение в этом вопросе среди украинского общества разделилось. Вот ряд украинских аналитиков, экспертов говорят о том, что на фоне того, что Байден позволил завершению строительства Северного потока-2,
на фоне того, что Америка уже не хочет быть мировым жандармом и уходит с Афганистана, на фоне консолидации сил в противостоянии Китаю, Америка может сдавать национальные интересы Украины. Как вы считаете, так ли это? Ну, это такое интересное обобщение, которое на самом деле, ну, в общем-то, неправильно представляет то, что происходит на самом деле. Уход Соединенных Штатов из Афганистана на самом деле говорит, что американский жандарм может держать только одновременно столько тигров за уши одновременно. И в какой-то момент нам нужно понимать, что мы не можем... Сколько мы? 20 лет там продержались, и после этого мы уходим, и ситуация тут же разваливается. Это говорит о том, что мы не могли, так сказать, что это бесконечно. Тут нет, это было понятно заранее. Но, наконец, у нас вот мы решились это сделать. Это довольно сильный шаг, кстати, вывести войска. А после этого, если мы смотрим просто на ситуацию с Северным потоком-2, надо понимать, что для Соединенных Штатов отношения с Германией очень важны. И при этом это важно даже для Украины, потому что мы строим союз демократических стран против союза авторитарных стран, потому что мы видим, что Путин будет поддерживать любого диктатора где угодно, лишь бы этот был человек, который не давал воле людей выразиться, и тогда Россия будет их поддерживать. Но вот Соединенные Штаты — это с другой стороны такой демократической авторитарной команды, и тут мы видим, что Германия — это очень сильный игрок в нашей команде, который нельзя игнорировать. Но при этом теперь Германия чувствует себя абсолютно частично ответственной за то, что произойдет с Украиной, потому что очень четко понятно, что Северный поток-2 может навредить, принести ущерб Украине. Да, значит, поэтому кажется, что Германия для Америки становится важнее Украины. Но если мы будем смотреть в это с точки зрения футболистов, то надо выбирать самых сильных игроков. Но на команде есть место всем. И тут надо понимать, что то, что делает Украина, это есть выбор. Либо российский путь или русский путь, когда страна живет с трубы, когда страна живет с продажи ресурсов собственных. И как бы это кому это помогает? Это помогает небольшой группе людей, которые контролируют эту трубу. Мы все это видим, что происходит в России. Зачем Украине, во-первых, тот же путь? Поэтому то, что сейчас, в общем-то, мы, так сказать, движемся в этом направлении, это то, что в России, возможно, через несколько лет сможет перекрыть вот эту трубу, потому что есть Северный поток-2. Это может быть, с одной стороны, очень неприятно, но с другой стороны, это, в общем-то, относительно предсказуемо. О чем это говорит? Это говорит о том, что нужно принимать какие-то действия по развитию страны Украины, и Соединенные Штаты очень рады в этом посодействовать, если это не происходит через полную коррупцию, но развивать страну, и, во-первых, и развивать собственные недра для собственного улучшения собственной страны, а также вкладывать более, так сказать, ветряки, возобновляемые источники энергии, и вообще думать о том, чтобы развивать население страны, как, например, сделала Эстония, которая оцифровала себя и таким образом помогла бы передвинуться в будущее. Почему Украина не может развиваться? Зачем нужен этот странный русский путь жизни от трубы? А что скажете по поводу Китая? Вот где Китай в этом геополитическом фарватере и в вопросах интересов Украины? Китай — это банк, который сидит на стороне и смотрит, кого можно купить. Значит, возможно, если мы смотрим на футбол олигархов, это такой большой мешок с деньгами, который хочет вложиться. И когда они вкладываются, то они покупают себе место на игровом поле. Сейчас, кстати, Европа и Соединенные Штаты смотрят на Африку с большим, так сказать, как бы нервничают слегка, потому что Китай туда вложил столько денег. Таким образом, Китай купил себе влияние и власть в этом регионе. Таким же образом Китай рад это и делает это уже в Беларуси. Значит, есть еще, видимо, пойти на поводу Китая, это более белорусский вариант. Хорошо, вот у Украины есть выбор. Можно вокруг трубы сплотиться, можно сплотиться вокруг китайских денег, а можно развивать собственную страну с помощью от других стран, которые хотят тоже, чтобы Украина была успешна, потому что Украина — это защита всех остальных от российской агрессии. И все это понимают. Все понимают, что
что что Украина находится в очень важном месте, играет невероятно важную роль в этом процессе. Поэтому поддержка Украины есть и будет. Но спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Это правда. Это никто, кроме людей, которые живут в этой стране. Соединенные Штаты, мы занимаемся делами Соединенных Штатов. В Украине надо заниматься делами Украины и так далее. Но при этом мы должны друг другу помогать, если мы движемся в одном и том же направлении. Да, и все бы ничего, если бы Соединенные Штаты Америки не выступали гарантами территориальной целостности Украины. Я говорю о Будапештском меморандуме. Ведь это тоже обязательство, которые взяла на себя Америка. Да. Пане Юрию, Да. пане Юрию, Понимаете, как сказать, с одной стороны вы правы, а с другой стороны я не думаю, что сейчас будет поддержка на данный момент в Соединенных Штатах начинать военные действия против России, чтобы отвоевать Крым. Хотя именно для этого мы и видим, что проходят военные корабли, которые показывают, что Соединенные Штаты и Запад и не будут уважать российские границы, морские границы, и поэтому мы видим, наблюдаем возможность военного конфликта. Поэтому тут как бы есть тоже о чем поговорить, уже не говоря о военных учениях, которые сейчас происходят, самые большие за последние 20-25 лет. Так что нельзя сказать, что Соединенные Штаты уж полностью игнорируют ситуацию, очень даже нет. Безусловно, нет, конечно. И мы, когда говорим о противостоянии, речь идет не о военной помощи в физическом плане, да, речь идет о возможном каком-то санкционном давлении на Россию. Вопрос только в том, что с Россией можно сделать только то, на что мы имеем какое-то влияние и какой-то контакт. Чем меньше мы ведем дел с Россией, чем меньше у нас бизнеса, тем труднее нам в этом смысле на нее повлиять. Но, по крайней мере, сейчас в Белом доме администрация, которая не работает под указку Кремля, поэтому те санкции, которые есть, они действительно имеют какой-то вес. И тут надо продолжать давление, и этим мы занимаемся в Соединенных Штатах, потому что вот у меня сегодня будет буквально встреча с представителями моего местного сенатора, где я буду напоминать им о том, что это тоже важно делать, и нужно поддерживать Украину, и нужно поддерживать демократию, и нужно поддерживать свободные медиа во всем мире, потому что вы играете невероятно важную роль в том, чтобы люди не были дезинформированы, потому что почему-то есть люди, которые заинтересованы, вот как, например, господин Илларионов, которые заинтересованы, видимо, в том, чтобы разругалась Украина с Соединенными Штатами. Это опасно, это глупо, и я не понимаю, зачем это нужно делать, когда Соединенные Штаты просто открытым текстом говорят, что хотят помочь и поддерживают Украину. Поэтому нам нужно просто работать вместе, и все будет супер. Безусловно, и Украина высоко ценит эту поддержку. А как вы, пане Юрию, оцениваете визит Керри в Москву? Знаете, это интересный вопрос, потому что очень умные люди, как, например, Андрей Андреевич Пьянковский, говорят о том, что Керри это просто, так сказать, он играет под кремлевскую дудку и так далее. Вы знаете, интересно, что в Соединенных Штатах это как-то мало об этом говорится, и я не уверен, насколько у господина Керри реального влияния на администрацию. Да, он как бы царь экологии. И да, CNN написала статью, что вот, видимо, экология – это единственное, где США и Россия могут найти что-то общее, как это печально. Возможно, на данный момент господин Керри является связным контактом, потому что то, что мы понимаем о президенте Байдене, он любит личные отношения. И, возможно, Керри помогает ему поддерживать вот такие личные отношения. Но говорит о том, что приезд Керри означает то, что теперь Байден и администрация полностью поменяют свою политику и будут идти что-то противоположное тому, что они делали до этого, это нереалистично. Пане Юрию, и если мы возвращаемся к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон, какие вопросы, как вы думаете, должны быть приоритетными? И помимо пафосных и патетичных слов о поддержке демократии, территориальной целостности и так далее, вот какие конкретные шаги и, возможно, какие-то проекты могут быть после этой встречи озвучены?
Знаете, я думаю, что есть Соединенные Штаты могут влиять позитивно в финансовом смысле и на государственном уровне, и на личном уровне, потому что если Соединенные Штаты хотят поддержать, то можно, так сказать, какие-то контракты есть, и более того, есть люди в Соединенных Штатах, которые были бы очень рады вложить деньги в страну, в которой есть, как сказать, правосудие, в которой не коррумпированные суды, в которых можно решать свои проблемы легитимным юридическим образом. Это очень вредит стране, когда вот таких судов, где дела идут по закону, этого мало, недостаточно нет. Поэтому Украине нужно конкретно работать над тем, чтобы обеспечить ситуацию, когда люди, у которых есть деньги, которые всегда любят куда-то вложить деньги, чувствовали, что это место, куда это можно, нужно и правильно вкладывать. Так что тут, вот, так сказать, если игровое поле создается, то игроки найдутся. А то, что Соединенные Штаты помогут и экспертизой, и опытом, и всем, так сказать, тем, что большая бюрократия может помочь в успешной стране, это тоже хорошо. Но вот посмотрим, что конкретно предложит администрация Байдена, что конкретно ответит администрация Зеленского. Но, с другой стороны, администрация Байдена ничего нового, скорее всего, не скажет, потому что о том, что нужно Украине заниматься деолигархизацией и бороться с коррупцией для того, чтобы была больше поддержка Запада и так далее, это не новые вещи. Это вещи, которые, в общем-то, просто, видимо, нужно повторять, потому что когда говорят, а что конкретно? Вот конкретно. Дякую вам дуже, пане Юрію Чохсагуну. Спасибо, що знайшли время і підключились к нашому ефіру. Юрій Рашкін був з нами на прямому зв'язку, депутат окружних зборів округу Рок у штаті Вісконсин. Пане Володимире, вот опять возвращаюсь к вопросу, зрада чи не зрада. Я просто вот прослеживаю хронологию событий. С момента провозглашения независимости Украины вернемся в 1994 год, Будапештский меморандум, мы сдаем свое ядерное оружие. 2007 год, нам не предоставляют ПДЧ. Потом в 2014 году нам говорят, не воюйте. В итоге Россия нападает на нашу страну, оккупирует Крым, начинает военные действия активные на востоке Украины. А у нас ведь меморандум, Будапештский меморандум, где Америка, Британия и Россия четко дают гарантии Украине в вопросе ее территориальной безопасности. А сейчас вот нам говорят инновации, энергетика, про трубу вообще можно забыть. Ну, как-то интересно получается. Нет, дело в том, что Соединенные Штаты, они очень последовательные. Они понимают, что Будапештский меморандум – это меморандум ядерных стран. Гарантия, скажем так, безъядерной Украине ее территориальной целостности. И никто не предполагал, что один из участников подписания этого меморандума, он же и нарушит этот меморандум. Поэтому логика противостояния в такой системе, она сводится к удушению экономики агрессора. Хочу напомнить, что каждый год оккупации украинских земель стоит России 1% валового продукта. Экономика России сокращается. Благодаря американскому лидерству Россия не получает технологий добычи нефти и газа, переработки нефти и газа. И этот один из главнейших источников финансов для агрессии усыхает. Россия теряет рынки, хотя в газовом плане европейский рынок, даже она в поточном году немного отвоевала, где-то на 7%, по-моему, возросло экспорт. Так подождите, так от Северного потока-2, который позволяют Соединенные Штаты Америки достроить, сейчас ведь доходы увеличатся? Нет, не увеличатся. Дело в том, что есть Европа как раз сделала несколько очень важных шагов. Первый шаг – это третий энергопакет. Дальше. Германия пыталась, лоббисты германские пытались со всех сил продавить решение, что Северный поток – это национальная юрисдикция Германии. Оказывается, что Европейский Союз
все-таки отстоял позиции, что это, на Северный поток распространяется юрисдикция Европейского Союза и правила Европейского Союза. Плюс последнее решение, скажем так... По Северному потоку-1? Да, по ОПАЛ. Ага. По трубе ОПАЛ, которая есть континентальным продолжением Северного потока-1. По сути, эксплуатировать эту трубу тоже нужно за правилами третьего энергопакета. То бишь, только 50% мощностей может загрузить один поставщик. Больше не может. Это значит, что вложенные деньги в Северный поток-1, 2, в ОПАЛ и все для России теперь будут возвращаться, скажем, в очень растянутые сроки. Экономические цели заработка, выгоды, они уже, по сути, уничтожены. Это для Путина остается принципиальный момент как инструмент давления на Европейский Союз. Так в этом-то и вопрос. Они же нарушили Будапештский меморандум. Что стоит на другие трубы осуществить какую-то диверсию и не оставить только Северный поток-2 и в дальнейшем использовать его как элемент влияния и давления на Европу. Вот, это же юридически все так выглядит красиво. А на самом деле ведь Россия не стесняется нарушать договоренности, совершать диверсии, теракты. А кто даст эту гарантию? Мы же имеем прецедент с Туркменистаном. На территории Туркменистана подорвали трубопровод ради того, чтобы Туркменистан самостоятельно не играл на европейских рынках. И потом под давлением скупили фьючеры на объемы газа туркменского. И пока Туркмения не развернулась последовательно в сторону Китая, и сейчас она жестко привязалась к китайскому рынку, она уже может игнорировать роль России. Поэтому вот как раз в этих обстоятельствах очень важно, чтобы Россию... Почему я заговорил, когда мы заговорили о Крымской платформе, я заговорил о, скажем так, синхронизации усилий и экономических, и правовых всех стран-участников. Вот когда будет синхронизированная позиция, а хочу напомнить, что для многих европейских стран российский рынок – это довольно большой кусок экспорта. Тем более, что даже за время санкций представители Нормандской четверки за последние 3 года они увеличили свое экономическое присутствие на территории России. Французские автопроизводители выкупили ВАЗ и теперь производят автомобили. Немцы построили несколько заводов автомобильных дополнительно. Поэтому, не говоря уже там электротранспорт, Siemens с турбинами, со всем. Это, к сожалению, 5000 немецких корпораций работают на российском рынке. Плюс в части германского истеблишмента все-таки жива давняя идея о соединении российских commodities, родовищ, сырья российского и германских технологий. Но ведь в тот же момент этот же бизнес, который поддерживает политикум германский, он должен объясниться, почему этот политикум не видит нарушения прав человека и агрессию против Украины. Ведь Siemens, который поставляет турбины в оккупированный Крым, голландские компании, которые поставляют суда, монтажные экраны и прессы, монтажное оборудование, целый комплекс на строительство Крымского моста, это же не цивилизованно. Поэтому первый вопрос Крымской платформы будет синхронизация и честность каждого участника перед Украиной, перед самим собой и перед, скажем, я думаю, что перед людьми в Крыму, которые страдают от российской оккупации.
Пане Володимире, давайте перейдем к следующей не менее важной теме, к Беларуси. Там самопровозглашенный президент Александр Лукашенко охарактеризовал ситуацию в современном мире словом «война». Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе сообщил об этом. Давайте послушаем его цитату. Каждые 3-4 года мы встречаемся в таком формате для оценки работы системы органов дипломатической службы. Как вы понимаете, нынешнее совещание проходит в особых условиях. То, что сейчас творится в современном мире, можно охарактеризовать одним емким словом – война. С нами сейчас на прямой связи Сергей Висоцький, політик, публіцист з Білорусі. Пане Сергію, вітаємо вас, селям алейкум. Вітаю вас, шановні сябри. Да. Пане Сергею, на выходных прошли очередные обыски и задержания в Беларуси правозащитников и журналистов. Как обстоят сейчас дела? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Ну, мы об этом уже как бы вся Беларусь про это уже, как бы знаете, уже события вчерашнего дня, но да, задержали многих людей. Правда, многих выпустили, осталось несколько человек еще задержаны. Журналисты, по-моему, 4 человека еще задержаны. И, конечно, знаете, вот эти действия, такие брутальные, скопом, они, конечно, подрывают авторитет страны дальше, разрушают возможность диалога. Ну, что там говорить, когда несколько десятков организаций за одни сутки, да, потрясли. Вот. Но что говорят власти, что претензии именно к тем, кто поддерживал протесты, и тем, кто финансировал протесты, оказывал поддержку, например, оплачивал штрафы и так далее, тем структурам и общественным организациям они имеют именно наибольшие претензии. Вы сказали, что такие брутальные действия властей не нивелируют возможности диалога, а диалог между кем и кем? Естественно, диалог со своим народом, с его представителями, с национальной элитой, которая в Беларуси существует. И есть много людей, которые знают, кстати, в Украине, которые сохраняют твердую патриотическую позицию в этой ситуации, предлагают практически шаги к деэскалации и разруливанию конфликта. Ну, например, Александр Миленкевич, Станислав Шушкевич, они здесь, в Беларуси. Вот, и многие-многие другие известные люди. А как вы считаете, вот неприязнь народа к режиму Лукашенко, санкционное давление со стороны Запада, Европейского Союза против режима Александра Лукашенко может вынудить уйти его с власти? Нет, не думаю. Вообще, я скажу, что эта теория санкций, про которую говорили еще в 2019 году наши известные такие политологи Арсений Сивицкий и Юрий Царик, они говорили, что уже тогда прорабатывалась в Москве Генштабом России вот эта теория, чтобы Беларусь раздавить западными санкциями и кинуть победу Москвы. Уже тогда готовилась зачатки этой спецоперации. И мы именно так рассматриваем эту всю ситуацию, потому что чем больше санкций, тем больше Беларусь завязывается на Москву, тем более сужается маневр для власти. И вот эта последняя встреча Лукашенко и Путина, ну, из их источников большая часть разговора сводилась к одному – признанию Крыма со стороны Лукашенко, чтобы он все-таки туда полетел. И площадка для маневра, для того, чтобы выкручиваться, сужена до предела, потому что фактически Россия сегодня стала дорогой жизни для Беларуси, и все потоки, связи, все идет через Россию. Вот. Ну, такая ситуация. И этому, конечно, в значительной мере помогла новая белорусская оппозиция, которая максимально несла вред экономической и политической независимости страны. Лукашенко душит репрессиями, эти помогают санкциями Путину. То есть вот такая ситуация. Насколько мне известно, планируется визит Тихановской в Соединенные Штаты Америки. Так ли это и когда может состояться такой визит и что будет предметом разговора, какие вопросы будут подниматься и приведет ли это к какому-то результату?
Нет, ну Тихановская сейчас ведь в Штатах. Сегодня у нее была встреча с Блинкеном, Энтони Блинкеном. Она в Штатах проводит встречи. И дело в том, что те заявления, которые она делает там, ну, они просто, как говорится, за пределом всего. То есть началось с того, что она дала интервью The National Interest, где обратилась за поддержкой Путину и сказала, что ну, США тоже помогут. То есть она находится в США, но апеллирует к Путину. Тут много было критики. Многие люди, это совершенно многим белорусам не нравится. Но вот после встречи с Блинкеном вышло это коммюнике такое. И я просто думаю, что ваши зрители достойны услышать эту короткую выдержку этого документа. Ну, потому что это такой, извините, шедевр просто. Звучит так. Дать сигнал России, что Россия может играть конструктивную роль в разрешении кризиса в Беларуси, тогда Лукашенко не будет ставить под вопрос суверенитет Беларуси и безопасность целого региона. Ну, большую казуистику и глупость, по-моему, Я что-то, да, я сейчас услышала, и я просто пытаюсь понять, что это, как... Да, и понимаете, я знаю точно, что да, она анонсировала также, возможно, встречу с президентом США Байденом. Ну, понимаете, то, что происходит, многие уже называют Белоруссию, это просто спецоперация Москвы. Ну, как оно, вот что это такое? Я стараюсь быть корректным, но президент США не находит времени встретиться с законно избранным президентом Украины. В то же время анонсируется встреча с женщиной, которая ни с кем не избрана. Потому что по международному законодательству, если выборы были сфальсифицированы, никто не может считаться победителем. Лукашенко проиграла, она проиграла. То есть, ну, извините меня, ставной козы-барабанщица, если так можно выразиться. Вот. И это выглядит очень все зловеще. Я знаю, что я дружу со многими американцами, ну, правда, в основном республиканцы, и некоторые из них говорят, это катастрофа внешней политики США. Очень многие недовольны этим курсом теперешней администрации. Вот. То, что закидывали Трампу, фактически делает и реализует теперешняя администрация. И последствия этого могут быть очень трагичны. Очень трагичны, потому что это отсутствие прагматизма, отсутствие понимания ситуации, насколько она серьезна, насколько серьезна ситуация. И аннексия Беларуси, это будет удар, это ведь не только спецоперация против Беларуси, это спецоперация и против Украины. 1000 километров, может быть, вашей границы, ну, стать российской. Сегодня Лукашенко выкручивается, как бы мы к нему не относились, но нужны совершенно другие сигналы, нужна совершенно другая работа. Так, как это делал, например, Майк Помпео. Сейчас все, что делала администрация предыдущая, они там перечеркивают, не обращают внимания. Ни одного заявления о поддержке независимости Беларуси не было. Ни одного заявления. Пане Сергею, тогда вот у меня, да, чтобы было понимание ситуации, уточняющий вопрос, ссылаясь на ту выдержку, которую вы зачитали в прямом эфире. То есть можно ли сделать вывод, что Байден договорился с Путиным относительно раздела сфер влияния, и Беларусь сейчас отдают, можно сказать, в России? К сожалению, у нас есть все основания подозревать это. Мы не можем знать на сегодняшний день там детали их переговоров, и, естественно, это нигде не прозвучало. То есть прозвучало только то, что Байден сказал Путину, что нужно решать с Лукашенко, а Путин вроде как ответил, а как вы это предлагаете. Это все, что попало в медиа, да, то, что прозвучало. Детали мы не знаем, разговоры, что там происходило, но выглядит все крайне плохо. И я еще замечу такую вещь, с вашего позволения. Когда вот сейчас рядом с Тихановской раньше больше появлялся Вечерка, он как бы был ее главным советником. Ну, во всяком случае, такая роль ему отводилась. А теперь все чаще появляется Халезин.
Это представитель такой группы «Хартия». Ее у нас обвиняют в сотрудничестве с Москвой, с Сурковым, с олигархом российским Лебедевым, с российскими спецслужбами. Такие радикальные либералы, ну, то есть Вечерка был какой-то последний, хоть в какой-то мере национальное такое. Ну, есть он, но он уже на вторых, как я вижу сейчас, он уже на вторых ролях там. И выходит на первой позиции как раз вот подобного рода люди. Но это безответственно. Это, я считаю, это безответственно. И это очень плохой сигнал не только, я сказал, для Беларуси, но и для Украины. И то, что я надеюсь, что украинские политики, украинские лидеры будут более прагматичны, будут сейчас вести более динамичную политику и более думать про национальные интересы и понимать, что Германия, Франция, я считаю, регулярно предают интересы и вашей страны. Ну, про Беларусь я не говорю даже, если они постоянно предлагают Путину навести здесь порядок. Но и критично отнестись к политике теперешней администрации США. Дякую вам дуже, пане Сергію. Çok sağ olun, что нашли время и связались с нами. Сергій Висоцький, політик, публіцист з Білорусі, був з нами на прямому зв'язку. Пане Володимире, що скажете? Я знаю Высоцкого. Дело в том, что мы не можем нашу демократическую ситуацию переносить на Беларусь. Беларусь — это совсем другое. Хочу напомнить, что в Украине есть много проевропейских политических сил. Ну, самая большая европейская солидарность представлена в парламенте довольно мощной группой. В Беларуси нет проевропейских сил. Одни европейские политические партии последние две волны выборов в Беларуси не пытались даже как-то помочь, потому что не с кем было работать из проевропейских сил в Беларуси. Это одна пророссийская группа грызется с другой пророссийской группой, и Лукашенко чувствует, что он не может отдать власть. Две последние волны выборов в Беларуси финансировались с территории, вся оппозиция финансировалась с территории России. Поэтому, ну, мы помним, как жестко Лукашенко прошелся по кандидатам. Ну, вот мой хороший товарищ Владимир Некляев, он сидел в тюрьме, был кандидатом в президенты. Мы с ним по литературе связаны, когда-то вместе были на всесоюзных семинарах литературных. И дело в том, что вот эти грызня одной пророссийской структуры с другой пророссийской структуры, она же очень показательна. Ведь ну, представители Тихановской приезжают, или Бабарика в Украину, они никогда не скажут, чей Крым. Ну, Тихановская уже сказала, чей Крым. Ну, сказала под огромным давлением, потому что ну, иначе она бы не получала той коммуникации, которую она получает сейчас. Но на самом деле это ну, принципиальный момент. Поэтому то, что говорит Высоцкий, ну, Высоцкий из той среды националистов белорусских, которые всегда считали, что Лукашенко, хоть он и авторитарный лидер, но он создает белорусскую нацию. Но на выходе создать нацию и не получить демократии, это значит угробить нацию. Это не создать нацию, это угробить нацию. Тогда вот если я опять возвращаюсь к словам, которые озвучил пан Сергей, вот буквально 2 минуты до завершения нашего эфира, если мы говорим о возможном разделе сфер влияния после Женевской конвенции между Байденом и Путиным, где здесь Украина? Мы тоже в торгах? Я говорил о тактике создания гири на ногах России. Оккупированные территории такие гири уже. Но Беларусь в нынешнем формате, при, ну, по сути, негласной оккупации России, ведь ну, 27 лет власти, 26 лет власти Лукашенко – это, по сути, оккупация. Белоруссия не стала свободной страной ни в чем, нигде.
Тем более, что Беларусь довольно недружественна против Украины. Помним историю Павла Гриба, помним другие истории задержания украинцев в приграничной зоне, крестьян из Волыни, которые собирали грибы или ягоды. И не говоря уже о недружественном поведении с украинскими экспертами, политиками, которые разворачивали и водили. У меня в свое время в 1997 году вышла книга в Беларуси, поэтому я знаю, что там творится. И рецепты, которые нам предлагают, простые, поддержать Лукашенко, это как? Действительно, кроме Лукашенко поддерживать некого, но если Лукашенко не берется демократизировать страну, то смысл его поддержки теряется. Дякую вам дуже, пане Володимире. У нас Володимир Цибулько, політичний експерт, публіцист, письменник, перекладач, був гостем нашей студии. Я с вами не прощаюсь, мы вернемся буквально через несколько минут и продолжим наш эфир на крымско-татарском языке. Не переключайтесь, Корушкенчик. Марифчы, нешырчы, драматург ве публицист Асан Сабри Айвазов Алупка көйінде майысының 6-сында 1878 сенесі дүнияға келді. О елке тасыны иптидаи мектепте алды. Медреседе оқыды. Медреседе оқуыны бітіріп, мектеплерде муалlimlik yaptı. Sonra bilgi seviyesini yükseltmek maqsadıyla ketip, İstanbul ve Kayır üniversitetlerinde tahsil aldı. Асан Сабри Айвазов çetel memleketlerden qaydıp kelgen son, başta Baku şehrinde neşr etilgen Hayat adlı gazetada muarir olup çalıştı. Sonra Karasu Bazar şehrinde Abdurashid Mediyev ile beraberlikte Vetan Hadimi namında gazeta çıkardılar. Асан Сабри Айвазов Vetanı Kırımga avdet olgan son 1913 senesinden başlap Kadimi Bahçesaray'da İsmail Gaspralı tarafından çıkarılgan Tercüman gazetasında çalışa başladı. İsmail Gaspralı 1914 senesi vefat etken sonra Асан Сабри Айвазов tercümanın baş muariri oldu. Sonra o Ahmetçit şehrinde Millet dep adlandırılgan gazeta neşr etti ve aynı zamanda Kırım Milli Kurultayı reisi vazifesinde bulundu. Асан Сабри Айвазов publitsist olmak ile beraberlikte hem yazıcı, hem dramaturg, hem de acayip edebi tercüman edi. Anneciğim neredesin? Kel, neden bu alga kaldık? Gibi bedi eserler ile bir sırada Ivan Turgenev, Anton Çekhov, Lev Tolstoy, Avrupa edebiyatından Knut Gamsun, Longvili gibi müelliflerinin işlerini Kırım Tatar tiline tercüme etti. Асан Сабри Айвазов'ның icadi umur faaliyeti gayet gürlegen vakitte o Bolşevikler tarafından repressiyaga uğrab 1938 senesi aprelinin 17'sinde vahşice öldürüldü. Асан Сабри Айвазов'ның Neden bu alga kaldık piyasasından küçük bir parça. Seyitbek, şimdi biz ne işleyelim? Avrupalılarının kulturası fenadır diye cahil mi kalalım? Abdülislam, hayır evladım. Hoşa sim hoşa. Hazreti Fahir-i Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beşikten mezara kadar ilim aranız buyurdukları gibi ilim nerede olsa da gidip alınız buyurmuştur. Avrupalılarının ilimi ve marifini, fenoni ve sanayisini alınız. İhtirat ve keşfiyetlerini de öğreniniz. Milli mekteplerimize sokunuz. Ana lisanınızga tercüme ediniz. Binaenaleyh Avrupa'ya gideceğinizde birbirinize lisan-ı milli bulunur ise size büyük bir siladır. Her yerde sizi selamete çıkarır. Elinizde İslamiyet, lisan gibi bir kuvvet olur ise Avrupa'nın ateşi sizi yakamaz. Mamafih ne Frankistan'ın Paris'i, ne Almanya'nın Berlin'i, ne de İngiltere'nin Londra'sı, ne de Avrupa maişeti millet ve kavmiyetinizi unutturamaz. İşte bizim fikrimiz budur evlatlarım.
Келересем Дефне Еленас мені қабірде. Азиз Украинамнан кеніш чөл торынде. Ишітілеп ве көрініп тұрсын. Озы үйле кең чөллер, қайнақ нер иңілдісі, ұчырымлы сайыллер. Озы душман қаныны ақызған сон деңізге, чеменлерні ве қырларны терк етіп ер yüzünde. Мен Танрыға yol тұтарым, қалбен дуа етмек чүн. Шымды есе яраданны білмейм мен ақ чүн. Дефне еленіз ве қалқыныз, бұғавларны ұзыныз. Халис душман қаныны үрриет üzerine сузыныз. Улу сербест айлеңізде ұнытманыз мені де. Хайриетлі сөзіңізде тұтыңыз еп хатырде. Селам алейкум, хайырлы акшамлар, сайгылатыр телеканалының телесерджілері бүгін информацион программасына сейретесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова чалышам ве бұл бөлігіміздің невбеттеке даққаларыбыз бүгін өткерілген ве бүгін бүтін мұсылман үмметінің қайды еткен Құрбан байрамына бағышлайжақмыз ве Қырымдан бізім семеддешеріміз бізле бағыланажақлар ве Қырымның чешет бөлгелерінде Құрбан байрамы бүгін насыл шекілде қайды етілгеніне лаф етежекміз ве Elbette ki gerki işgali olmasaydı, gerki şimdi hapishanelerde Müslüman kardeşlerimiz, Kırım Tatarlar oturup anda bu güzel bayramını karşılamağa mecbur kalmasaydılar, vaziyet bir başka olurdu ve bu gün bayramı farklıca, ayrı bir şekilde etilir edi dep düşünüyorum. O sebepten biz muhakkak sadece bayram meselesine değil de diğer bizni meraklandırgan, halkımızı kaygılatkan ve bizler kaygıgan meselelerini müzakere edecekmiz. Ben hatırlatam, biz canlı yayında çalışamız sevgili dostlar. 067 63 46 130 bizim yanı telefon numaramız var. Bizlerge Viber vasıtasıyla bedava telefonlaşmağa imkanınız var. Ya da Skype-nen bağlana bilesiniz. ATR.TV buyurunuz. Bizlerge telefon açınız. Sizin sesiniz bizler için çok mühim. Bütün Müslüman ümmetini, Ukrayna Müslümanlarını bugün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy de elbette ki hayırladı ve o böyle sözlerinin selamladı bütün Müslümanlarını, Kırım Tatarlarını ve ilahri men beraberlikte dinlemeye şimdi teklif edeyim. Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму, свята традиційно пов'язаного з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. Нехай ваші рідні та близькі будуть здорові і щасливі. Bizler şimdi canlı bağda Karasu Bazar Regional Meclis Reisi Mustafa Ağa Asaba var. Kelin sonu selamlayıq. Mustafa Ağa, selam aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, Gülsüm Hanım. Sizni çok memnun olduk, gördük. Kurban bayramınız hayırlı olsun. Karasu Bazar'da ve Karasu Bazar civarlarında bugünkü bayram nasıl kaydedilir? Bizlerge tafsiyatlıca tarif etiniz lütfen. Bugün bütün cümle cemaatle beraber Ercani'de sabah saat 6'da bayram namazını geçirdik. Sonra son hatlara, hastalara varıp ziyaret ettik. Evlerine varıp bayramla hayırladık. Cümleyle beraber bize de halkımıza Kurban Bayram mübarek olsun. Böyle bayram günü nasıl dileklerini seslendirmeye ister ediniz halkımızga? Bugün sizin fikrinizce halkımızga en gerek olgan böyle dilekler sırasında ne var? Birinciden şimdi bizde Kırım'da bu çirkin hastalık pek fena. Siz eşkin. Onun için halkıma birinciden sağlık dileyin.
Bir-birinizге mukayyet olunuz. Çok balban, tekbirlere varganda bir-birine sakta olmak gerek. Biz korçalap, halkımızı saklamak gerek biz bu hastalıktan. Bet bizde eshitemiz koronavirus hastaligi Qrimda pek tarqala ve çok böyle hastalanganlar çıqa deb eshitemiz. Böyle kaygılı haberler ne yazık ki ola. O sebepten men de sizin aytgan so'zlaringizga qo'shilam ve semedeshlarimizni saqt olmaga çağıram. Mustafa ağa, mına sonki alıngan qararlar haqında da laf etecek olsak, sizin fikrinizni de eshitmege ister edim bu mesele etrafında. Bilesiniz, Ukraina ana kıtasında Tamir Halklar Kanun kabul etildi. Siz aslında bu haberge nasıl bakasınız? Sizni bu haber ne kadar kuvandırdı ve fikrinizce halkımızga ne kadar ruh verdi? Elbet biz siyasetçi olarak bu kanunu 30 yıldan ziyade bekledik. Biz elbet o'zimiz Tamir Halk olganimiz için bizge biz o'zimiz Tamir Halk deb sayaydik. Şimdi bütün dünyaya Ukrayna bu kanunu kabul etken son bütün Ukrayna bildi biz Tamir Halk olganımız için. Onun için çok bu kanun kabul etilgen son bizge çok çareler bulunuyor. Ne için degende çok bunların bu yavruların temelini vurup atay. Kırım bizimki de Kırım siyaset bu her zaman bizim edip o demede bu kanun bu taşları oranın dibine vurup çıkarıyor. Onun için ben belesem bizim halk için bu bir kuvançlı bir hem kuvanlı hem bizge dagan o kuvançmadan başka çok işleri yapmak gerekir. Bu kanunu yerine getirmek için. Yani sizin fikrinizge göre mına ana kıtasında bulungan bizim siyasetçilerimiz da nasıl adımlar atmalı da ne yapmalılar? Bizde bu birinci bizim kanunlara bakanda bu birinci temel koyuldu desek olacak. O temelde şimdi duvarlarını kotermek gerek, damını kapatmak gerek o yerden. Onun için bizim halkımızın bu Kırım'da hukuklarımızı korçalamak gerek. Ondan sonra ben belesem Milli Cumhuriyeti de kurarak. Bu birinci ifa kabile bir temel taş bizim için. Esas bizde. Çok doğru. Hakikaten de çok güzel böyle bir analogiya getirdiniz. Temel koyup endi duvarlarını da çekmek gerek. Hakikaten de bu yönelişte umut etemiz ki faal hareketler yapılır. Elbette ki şu sırada Kırım'ın da desteği bizim yanımızda olganlarınızı hissetmek bizler için çok mühim. Aslında bu gibi temel koyulgan hareket umut verdi mi? Umut bir ışığı bağışladı mı sizge, semedeshlerimizge Qarasuv Bazar regionunda hususan? Elbette biz bu kanunu çoktan deklar ettik. Elbette şimdi biz şimdi yürüdük bütün dünyanın o güne biz akımız var o da aklarımızı talep etmeye. Aklarımızı talep etmeye. Birleşik memleket o ne olsun hayır diye olsun. Şimdi biz Tamir Halk. Bizim akımız var soramaya. Bizim için ne kadar cinayet yaptı, onu kompensasyon yapsınlar. Bizim hükümetimizi dağıtlar, getirsinler, koysunlar. Bizim hakkımız olacak soramaya. Hem hakkımız var. Çok sağ olunuz Mustafa ağa. Hem de şimdi kanuni cihetten hakkımız da peyda oldu. Sağ olunuz bizle bağlanganınız için. Men sizni da bir kere xorantanızını, aslında bütün semedeshlerimizni Kırım'ni Kurban Bayramı ile hayırlayım. Allah uzun ömürler bizlerge bersin ki nevbetteki Kurban Bayramlarını endi Kırım'da Allah beraberlikte kaydetmege nasip eylesin. Sağ olun. Cümleyle beraber
Gozay'ın bayramlarda olur kısmet olsa Kırım'da. Gozay'ın bayramlar. Амин. Çok sağ olunuz Mustafa Asaba bizle canlı bağda Karasuv Bazar'dan, Karasuv Bazar Regional Meclis Reisi bizle canlı bağda edi saygılı dostlar. Hakikaten de bugün böyle bayram günü bir taraftan kaydetemiz ama diğer taraftan bizlerini meraklandırgan, bizlerini kaygılandırgan meselelerini de müzakere etmemek mümkün değil ama alda sonki vakitlara görgenimizge göre çeşit türlü faydalı, gerekli ve çok yıllar devamında, sonki 30 yıl, sonki 7 yıl devamında bekleyenimiz hareketler yapılan. Ben çok umut ettim ki bu hareketler sadece sözde kalmaz, sadece bir görüşüvde Kırım platformasına gelecek olsak, sadece bir görüşüvde kalmaz, böyle bir sistematik işlerge çevrilir de onların neticelerini beraberlikte görürüz ve bu Mustafa Saba'nın aytkanına göre temel koyulgan sonra işte divarlardan çekilgenini de görmege imkan olur ki hakikaten de bu çok mühim çünkü mına Tamir Halklar Kanunu kabul etilgen sonra bu kanundan sonra aytkanlarımızga göre bizim siyasiçilerimiz çeşit türlü diğer kanunlarının da kabul edilmesini bekleyemiz ve hususan bizim Ukrayna parlamentosunda bulungan bizim vekilimiz ve Golos Firkasından halk депутаты Rostem Beyumerov'un aytkanına göre Kırım platforması kanun leyhaları paketine ki öyle bir paket var ve Tamir Halklar Kanunu bu paketke kiredi da siyasi mabuslarının statusu belgelenmesi ile kanun leyhası da kire ama endi malum olgаны ki bu Ukrayna milletvekilleri böyle otpuska çıktılar, tatilge çıktılar ve Kırım platformasından evvel bu kanun leyhasının kabul edilmesine yetiştire almadılar. Elbette ki Zelenskiy yani Ukrayna prezidenti böyle parlament çağrılarını toplay vaxtından evvel başka meselelerine bakmak için ama herhalde Kırım platformasından evvel bu kanun leyhasının üzerinde çalışmalar devam etti ve kabul edileceği ya da edilmeyeceği ihtimalları ne yazık ki çok küçük şimdi görünüyor ama beklenilgenine göre Kırım platformasından sonra nevbetteki aylarda umut etemiz ki çıkartılır Ukrayna parlamentosuna ve nihayet 7 yıldan sonra işte Kırım siyasi mabuslarının statusu ile bağlı kanun leyhası da kabul edilir. Bundan da gayrı elbette ki Kırım Tatar halkının statusu ile kanun leyhası üzerinde de şimdi işler alıp barıla ve liderlerimizin aytkanına göre muhakkak Tamir Halklar Kanunu'ndan sonra bu status kanunu da kabul edilmeli. Zira Tamir Halklar Kanunu'nda yazıp geçilmegen birçok diğer suallerini, birçok diğer maddelerini bu diğer kanun daha da böyle konkretik şekilde, daha mezkür şekilde açıklayacaktır. Ve sonki böyle en mühim kanun leyhaları sırasında bu elbette ki Ukrayna anayasasına değişmelerinin körsetilmesi. Biz bu vakta da Endi çok yıllardan beri aytamiz. Hatta bunun üzerinde malum olgаны ki bu çok işler alıp barıldı ve bu yukarıda aytıp geçkenim 3 kanun leyhasının bir paket olarak kabul edilmesi beklentileri var idi ama işte liderlerimiz adım adım bunu yapmağa karar verdiler ki Zelenskiy'nin de görgenimizge göre istegi bundan ibaret edi çünkü Tamir Halklar Kanunu'na parlamentoga aynen prezident tarafından körsetildi. İşte bu gibi hareketlerinin endi bir faalleşmesi ve yapılması, başlaması elbette ki çok umutlarını bağışlar ve yukarıda aytıp geçkenim gibi çok bekleyimiz ki bu sadece böyle sözlerde kalmaz da endi çalışıp başlar ki şimdi kabul edilgen Tamir Halklar Kanunu'nun çalışması için ki bilemiz kabul edildi ama onun da çalışması için bu realizasyon planı da yapması gerek Nazirler Şurası. Onun üzerinde şimdi çalışmalar devam ediyor. Benim anlaganyma göre mında ittifakdaşlık var. İşte Milli Meclisimizin ittifakdaşlık meselesinde bu işler alıp barıla bakıp görecekmiz ne kadar semireli şekilde bu kanun çalışacak. Bizler şimdi Kırım bağlanması gerek. Kim var bağda bizde? Kırım Tatar Milli Meclis azamız Mustafa Gamavuşov bizle canlı bağda eken şimdi kelini sonu yayınımızga bağlayıq. Mustafa Aga, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam, aleyküm selam.
Mustafaga Kurban bayramınız hayırlı olsun. Sizi Horantanızını öz adımdan Kırım Tatar telekanalının adından hayırlayım. Siz bugün bayramını nasıl kaydettiniz, nasıl geçirdiniz? Tarif etiniz bizge sizin bölgenizde burada bir tedbirler ötkerildi mi? Selamun Aleyküm. Size de Kurban bayramınız hayırlı olsun. Allah sağlıklarınızı versin. Allah Teala bütün niyetlerimizi olduğumuza getirsin. Amin. Allah'a şükür bu bayrama çıktık. Nasıl her yıl kaydettik bu bayramı da bugün öyle başladık. Sabahdan bayram namazına vardık. Ondan sonra mezarlıkları ziyaret ettik. Soy sopu kim yakında yaşay bugün soy sopu konuşup hayırladık. Şimdi hazırlık görüyoruz. Akşamüstü bağlar, torunlar, misafirler gelecek. Avlen beraberlikte kaydettik. Mustafaga asıl da biz anlayımız ya şaraitler denişti, şartlar, siyasi şartlar denişti. Vaziyet çok ağır bu sonki 7 yıl içerisinde Kırım'da ama herhalde böyle bayram muhiti asıl da iz etili mi Kırım'da? Ne düşünüyorsunuz bu hafta? Yok evvel elbet pek bu bayramlar şimdi cemaatine çok geçirildi. Ama bu 7 yılın içine aşık nasıl diyeyim bayram duygusu var ama onun nasıl diyeyim o tatlı bayramın tatlılığı duyulmuyor. Çoksa onu nasıl diyeyim duymaya bu 7 yılın içine nasıl siz dediniz ağır vaziyet. Onun için erkim çok bilmiyorum başka kasabalarda belki inşallah olan oluyor cemaatle beraber. Ama bizim kasabamızda evvelki gibi kaydetmeyiz bu bayramlar. Hakikaten de böyle tusu iyisi kaçtı demek sonki. Olen mümkün söylemeye. Ama ne yapacak? Olen Allah kaldık. Şimdi Allah Teala hayırlı günler görsetsin de biz de onları koruyuk da milletimiz azatlığı korusun. Amin. Mına Mustafa'ga biz bundan evvel sizin adaşınız Mustafa'ga Sabanin de laf ettik. Karasu Bazar'da bunun nasıl ötkerilgenini de müzakere ettik ve Mustafa'ga biz vatandaşlarımızı sakındırdık. Yani de bu çeşitli türlü tedbirler seviyesinde ve tedbirler sualinde koronavirustan işte kaçınmağa, özünüzü korçalamağa ve ilahri. Mına koronavirus vaziyeti sizin yaşadığınız bölgelerde yani öyle dehşetli mi bizge statistika verilgenine göre ya da nasıl görünüyor sizge? Vaziyet ağırdır. Gülsüm Hanım vaziyet ağır. Pek çok hastalanıyla hem bizim milletten hem başka milletlerde hastahaneler doludur. Endi nasıl diyeyim evvel işanmazdık bu hastalık peyda olganına ama kaçan yakınlar soysuplar başladı hastalanmaya soysuplardan keçinler iki doğmuş ağam keçindi doğmuş kardeşim keçindi endi nasıl diyeyim pek mıhayt oluyor anlayık işte bu hastalık pek fenadır. Kendini vakit geçkenden sonra türlü gösteri kendisini. Onun için pek muhayt olmaya gerek. Handa merasimler, toylar, elbette dualara bekim de gerek katlamaya. No, azlık olup geçirmeye duaları. Ama bu tantanaları, toyları, başka bir doğan kulleri, başka merasimleri elbette onlardan vazgeçmeye gerek, muhayt olmaya gerek. Ve Mustafa'ga böyle de sualim var sizlerge. Biliyorsunuz bu günleri ve bu yıl hususan sonki yıl Ukrayna ana kıtasında çok mühim böyle kararlar alına hareketler korunye. Bilmem Kırım Kaytarılov stratejiyası sonra Kırım platforması kabul etilgen Tamır Halklar kanunu etrafında çok laflar var. Çok sulara işte umutlarını besleyler. Buna siz nasıl bakasınız bu yapılgan hareketlerge hususan Tamır Halklar kanununa gelecek olsak o sizlerini şahsen kuvandırdı mı? Nasıl söyleyeyim? Kuvandırdı elbet. Her bir kanun bizim millet için
башка вот эки миллет калган миллет үчүн кабыл этселер элбетте кубандыры. Умут этейик бу канунлар иншалла bir күн olmaz bir күн milletimize yardım eter. Serbestligi көрмeye. Endi kanunlardan fayda var ama o kanunları işletmeye gerek. Kabul etmeye mümkün yüzlerinin kanun. Ama onları işletmesen, devamını etmesen o kıyası kalır. Onun için Ukrayna devleti nasıl diyeyim bu halkara taraftan pek güçlü, kuvvetli toxtamayıp çalışmaya gerek. Ve son olarak Mustafa'ga, halkımızga bu gün, bu bayram günü nasıl tileklerini seslendirir ediniz ya da belki de müracaat etmeye istegeniniz ve fikirlerinizi ifade etmeye istegeniniz böyle bir sözler vardır. Canlı yayında şimdi fırsattan faydalanıp bunların seslendirebilirsiniz. Buyurunuz. Elbette. Birinciden halkıma sağlık, bereket, tinçlik, azatlık dileyim. Ekinciden yakında bilirsiniz Gülsüm Hanım. Yakında okudum Facebook'ta birisi yazayanda. Bana tanışlarım, dostlarım hayırlı bayram ne? Bayram mübarek olsun deyip yazayla. Ama niçin olan yazayla? Bizim televizyonda mübarek oluyor. O bilmem çektin mi bu meseleyi kötürüyle avlen? İçimize bir kazık tıkayla o laflardan. Yani için biz Müslümanız. Bizim halk Müslüman dinini kabul etti. Müslüman İslam dinini Arap memleketten, Arap milletten geldi. Elbette bizim dilimize de bir iki Arap söz geçti. Onun için ona kulak asmaya. Dinimiz çağırı birlik olmaya. Milletimizin içine dinde, fikirde, işte birlik gerek olmaya. Umumen dinimizi, bu dinli bayramları gerek bakmaya, tek milletimizin içine bakmamaya, bütün Müslüman ümmetinin içine bakmaya. Biz bir balaban, bir yerin üstüne bir balaban organdır. Biz hepimiz bir, dinimiz bir, dilimiz başka olsa da. Onun için milletimize dileyim. Birlik olmaya, birbirinizin aranızda bir yanlışlık olmasın. O günün dininizi, dilinizi, dininizi, tarihinizi, bütün bu lafların içinde birlik var. Tek dinde mi, tarihte mi, dilde mi o birlik olmayacak onun. Tek hoşma bu lafların içine bir top yapıp bunda birlik gerek olmaya halkımızın içine. Çok doğru laflar aytınız. Çok sağ olunuz Mustafa'ga bu gibi tileklerinizni seslendirgeniz için, yayınımızga bağlanganınız için. Sizin de Kurban Bayramınız mübarek olsun. Allah sağlık, selametlik ve nice daha böyle bayramlarını beraberlikte Kırım'da karşılamağa hizmet etsin. Çok sağ olunuz Mustafa'ga. Teşekkürler. Sağ olun, Allah sağlık versin. Cümlemizge. Milli Meclis Azamız Mustafa Gamaushov bizle canlı bağda edi. Muarirlerimnin mana şimdi aytkanına göre Lütfiye Hanım Zodiyeva bizle şimdi canlı bağda korçalayıcımız. Lütfiye Hanım, selam aleykum. Aleyküm selam. Akşam şerifleriniz hayırlı olsun. Kurban Bayram cümle halkımızga hayırlı olsun. Cümlemizge, sizge de Kurban Bayram hayırlı olsun. Lütfiye Hanım, Kırım'da hususan sizin yaşadığınız bölgede nasıl bugün bayram geçti? Ben bileyim, eğer seni çeşitli türlü tedbirlerini teşkil etensiniz, hususan siyasi mabuslarımızdan bağları için ve ilahiri. İşte bu sene bu gibi tedbirler ötkerildi mi ya da planlaştırıla mı? Tarif etiniz lütfen bizge. Elbette bugün sabahdan biz hepimiz bayram namazdan son bizim babalarımızı, emcelerimizni, tuğanlarımızı evde bekledik ve onlarını kahvelerinden karşıladık. Demek ki Allah onlarını yapkan kurbanlarını, kesken etlerini, ibadetlerini kabul etsin diye. Endi siyasi mabuslarımız için de bir hayırlı işler hazırlana. İnşallah yarın bütün balacıklarımız için bütün Kırım'ın şehirlerge bahşişler
тарқатылacak ve bu bahşişler bütün halkımız adından verilecek. Çünkü ben bilem bu hayırlı işe pek çok insan kol tuttu, yardımcı oldu ve fırsatını kullanıp bütün halkıma teşekkür bildirmege isteyeyim. Ben bilem bazı insanlar tek bayram günleri değil, her gün bu horantalarga yardım etmege tırışalır. Kim maddi taraftan, kim manevi taraftan, kim yanlarına gelip onların ruhlarını, yüreklerini kötürmege tırışa. Demek ki biz mına Mustafa aytkanı gibi hepimiz beraber olup gayemiz bir, dinimiz bir, tilimiz bir ve inşallah bu siyasi mahpusların, korantaların yanında beraberlikte olup onlara yardım etmeye tırışamız. Ya mına keliniz hakikaten canlı yayının fırsatından faydalanıp bu gibi işte aksiyalarda, yardım aksiyalarında iştirak etkenlerge teşekkürlerimizni bildireyik. Çok sağ olsunlar. Yani bu böyle bir yardım destek kampanyası mı ilan etilgen edi? İşte balacıklarga bahşişler dağıtması için ya da ayrı insanlardan işte toplandı bu destek ve bahşişler. Nasıl olup geçti bu kampanya? Elbette biz bilemiz ki birkaç yıldan beri Kırım'da siyasi mahpuslarının balacıkları için iki öyle teşkilatlar çalışa. Bir tanesi bizim balalar adlı, bir tanesi Kırım balalığı adlı ve onlar daima bu balacıklara yardım etmeye tırışarlar ve her zaman öz içtimai bağlarda ve sayfelerinde halkımızga ilan eteler. Mına halkımızda öyle balacıklar var deyip geliniz onlarga yardım eteyik. Ve bayram günleri de bayramdan evvel, bir ay evvel öyle insanlarga haber eteler. Mesela için bizde pek çok iş adamlarımız var. Onlar da böyle balalarga yardım etmeye isteyler, aves eteler ve onlarga bahşiş etmek için koşulalar. Bu sefer Kurban Bayramı için elbette evvelden ilan etildi. Mesela için Ahmetci'de öyle kısmet degen, bereket degen tatlı şeylerini hazırlayan firmalarımız var. Ve onlar mına 2-3 yıldan beri her bayramga balacıklarımız için tatlı şeyler hazırlaylar ve bunu sadaka gibi tarkatalar. Ve öyle insanlar aslında çok. Bu sebepten çok sağ olsunlar ve inşallah gelecekte mutlaka öyle hareketlerge koşulmaga başka insanların da davet edeyim. Amin. Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım ve son olarak mına halkımızga nasıl bir tileklerini bugün bu bayram günü seslendirmege ister ediniz? Birinciden ne aytacak olam, Allah bizlerini dinimizden, imanımızdan ayırmasın. Allah bizlerge güç versin, sabır versin. Çünkü oğullarımızga pek ağır bir imtihanlar çıktı ve inşallah men her vaqt aytam, eğer Allah Subhanahu wa Taala bizim yanımızda olsa, bizlerini kimse yenemez. Bu birinciden. İkinciden Allah bütün halkımızga birlik, beraberlik versin. Biz hepimiz her kunde, hem yaxşı kunde, hem yaramay kunde beraber olayık, birbirimizin kolunu tutayık. Ve menden evvel çıkan ağamız aytkan gibi içimizden bir çöp kıdırıp bir kavga etiyik ki bir manacık kıdırmay kaytam bizlerini birleştirgen, beraberleştirgen şeylerini kıdırayık ve bu ağır zamanlarda daima beraberlikte olayık. Ve üçüncüden ne dilemege isteyeyim, mına bugün biz hepimiz kuvvanamız. Hepimiz için hayırlı bir, kuvvançlı bir gün. Ama öyle korantalarımız var, biz şimdi onların hakkında bir-iki tarif ettik. Bu siyasi mahpusların korantaları. Ve men sabahdan belli onların sayfelerine bakan ve göreyim, onlar hepsi bir taraftan kuvvançlı ama bir taraftan bir keder içinde yaşaylar. Çünkü onlar öz yakınlarının kavuşup olamaylar bu günlerde, bu hayırlı günlerde. Bu sebepten
менің өле бір тілегім бар ки, біз эпіміз елімізден не келсе оны япайық. Біздің диндашларымыз, ветандашларымыз тезже азат олсынлар. Ve біз өз топрағымызда, бүтін халқымызмен берабер, өз медениетімізді, динімізді көтеріп берабер яшайық. Çok sağ olunuz Lütfiye Hanım. Bizle bağlanğanız için ve hayırlı tilekleriniz için. Teşekkürler. Sizin de bayramınız hayırlı olsun, mübarek olsun. Cümlemizge Akkorçalayıcı Lütfiye Hanım Zudiyeva bizle canlı bağdaydı. Zaman informasyon programması şimdi yayınğa çıqa ve sonki haberler saygılı dostlar. Keliniz beraber seyredik. Ранок у Київській мечеті Духовного управління мусульман Криму починається зі слів возвеличення Аллаха. Далі чоловіки, ставши пліч-опліч у рівні ряди, починають святковий намаз – поклоніння Всевишньому. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Після здійснення намазу муфтій Криму Айдер Рустемов у святковій проповіді пояснює значення цього свята. Сегодняшний день – это самый лучший день пред Аллахом Субхану ва Тааля во всем году. Самый лучший день, поскольку этот день является кульминацией благих намерений, кульминацией благих поступков, которые мусульмане начали совершать, соревноваясь друг с другом, начиная с первых дней Зульхиджа. Этот день есть завершение этих благих намерений, этих благих поступков. И в этот день, как мы знаем, мусульмане приносят жертву курбан. Это самый лучший поступок в этот день. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв привітав усіх з прийдешнім святом жертвопринесення. Для звільнення Криму від окупантів закликав кожного робити усе можливе, де б не перебували. Бути мусульманином – це не лише поклоніння Аллаху, піст та жертвопринесення. Звісно ж, ми знаємо, що це обов'язкові обряди. Є слова Всевишнього, де він каже: «О мій рабе, якщо ти бажаєш виконання своїх бажань, працюй у цій царині, тоді я тобі допоможу». Якщо ми лише будемо молитися і нічого не робити, дивлячись на небеса, будемо лише просити, наші бажання не втіляться. Ми маємо робити все, що в наших силах, тоді Аллах нам допоможе. Я сподіваюся, що в найближчий час очистимо свою землю від тієї нечисті і будемо жити на своїй батьківщині, дотримуючись своєї релігії та традицій. Всіх вас вітаю з цим великим святом. З посмішками на обличчях, з відкритими обіймами мусульмани вітають один одного зі святом Курбана. У дворі мечеті святкова кава. Чимало кримських татар вимушені святкувати Курбан-Байрам за межами Криму. Один з них – колишній політв'язень Кремля Ісмаїл Рамазанов. Співвітчизникам, які живуть під окупацією, передусім сім'ям політв'язнів, бажає терпіння та сил, щоб побороти навалу окупантів. На жаль, так склалося, що більшість з нас далеко від своєї батьківщини, але не дивлячись на це, ми хочемо привітати всіх наших співвітчизників, співгромадян зі святом Курбан-Байрам. Хочу, щоб ваші молитви, ваші курбани прийняв Всевишній, і щоб ваша боротьба привела всіх нас для повернення на нашу батьківщину.
У перші 10 днів місяця Зуль-Хіджа мусульмани здійснюють паломництво до священних для мусульман Мекки та Медіни. Однак цього року через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, Саудівська Аравія обмежила в'їзд паломникам з інших країн, допустивши лише тих, які були на території країни. Курбан – це наближення до Аллаха. У святкові дні мусульмани, які живуть в достатку, зобов'язані принести в жертву тварину. Як колись пророк Ібрагім був готовий принести в жертву свого довгоочікуваного сина Ісмаїла по велінню Аллаха. Как меня учили с детства, да, мы распределяли на 1/3 часть. То есть 1/3 часть оставляли себе, а 2/3 часть мы раздавали соседям, родственникам, нуждающим семьям. Вот. И этот великий праздник, то есть мусульмане обязаны праздновать по максимальному. То есть они должны, если есть возможность, сделать жертвоприношение, потому что в этом году, то есть это единственный день Курбан-Байрам, потому что мы можем купить себе телефоны, можем менять машины, можем, на другие бытовые вещи, да, нужды использовать. А на баран мы обязаны, да, найти. Халед Хамед з Алжиру в Україні навчається на лікаря. На святковий намаз прийшов зі студентами-співвітчизниками. Вже кілька років поспіль свято жертвопринесення він зустрічає далеко від батьківщини. Розповідає про атмосферу свята в Алжирі і як там роблять обряд жертвопринесення. Здесь они есть, они продают и сами режут и все. Потому что нет места. Там у нас в Алжире мы убьем возле дома, прямо там. Есть атмосфера, конечно, не как в моя страна, семья, конечно. Потому что там родители и все, я там растил. Желаю, что умма мусульманский будет лучше, хорошо и все. Иншаллах, Аллах принимает наши курбаны и все. Арслан Місіратов – доброволець. У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та почала війну на Сході, виїхав на материк України і почав військовий опір окупантам. Сьогодні він разом з товаришами вирішив принести в жертву баранів. М'ясо планує роздати родинам кримсько-татарських добровольців та ветеранів російсько-української війни. Візьмемо зараз 3 баранов, иншаллах, и будем праздновать, раздадим нашим ребятам-атошникам мясо, тем, кто остался без кормильцев. Сейчас будем резать и раздавать мясо. Желаю всем нашим братьям, сестрам, которые в Крыму, чтобы они держались. Иншаллах, все будет хорошо. Вернемся и уже в свободном Крыму будем радоваться, будем танцевать, будем делать свободные праздники. Иншаллах, все будет хорошо у нас. Курбан-Байрам за традицією відзначають 4 дні. Мусульмани в ці дні повинні відкласти термінові справи, роздати м'ясо жертовної тварини нужденним, відвідати родичів та знайомих, дарувати подарунки дітям та створювати святкову атмосферу. Президент Володимир Зеленський побажав мусульманам України добра та благополуччя. У своєму привітанні сказав, що свято Курбан-Байрам пов'язане з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного та релігійного життя нашої країни. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала Курбан-Байрам святом віри, милосердя та допомоги нужденним, яке через репресії окупантів не всі можуть відзначити у родинному колі. На жаль, не всі Курбан-Байрам зустрічають в колі сім'ї і на українській землі. Тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта. 93 кримських татар Росія переслідує з політичних мотивів. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта. 36 з них вже засуджені, 42 перебувають під слідством. Температура не спадає, запахів не відчуває, але керівництво СІЗО, де утримують кримсько-татарських політв'язнів, стверджує, що коронавірусу немає. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону, мав розглянути справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. Через недоставлення Фархода Базарова на засідання, через жар та симптоми коронавірусу в інших бранців, суд вирішив відкласти засідання. Со слов ребят, что очень многие, практически в каждой камере есть больные люди. У Бекирова Ремзи якобы на его письменное заявление взяли у него ПЦР-тест.
Однако провели его или нет, он не знает. Единственное, ему устно сказали, что якобы у него отрицательный ПЦР-тест, однако письменно ему ничего не ответили. Однако у него постоянно высокая температура, у него пропало обоняние, он не чувствует, не ощущает запахи. У остальных ребят тоже температура. 5 загинули, 9 травмовані. На трасі Севастополь-Ялта сталася кривава автотроща. КАМАЗ на величезній швидкості мчав зустрічною смугою та зніс 5 легковиків. На кадрах з відеореєстраторів видно, що деяким водіям таки вдалося ухилитися. За попередніми даними, вантажівка зіштовхнулася з Мерседесом та ДУ. Далі 700 метрів протягнула Рено, а тоді під удар потрапили Hyundai та Nissan. Лише після цього КАМАЗ пробив огорожу та виїхав кювет. Загинули 5 людей, серед них водій вантажівки, а також 2 дітей, що перебували в одному з легковиків. Незначні травми дістали 9 людей. Попередня причина трощі – відмова гальм КАМАЗа. Російські окупанти обстріляли українські позиції на Приазов'ї та Донеччині. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. 120-ми мінометами гатили по оборонцях Водяного, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів били в бік Авдіївки та Павлополя. В лавах українських військових втрат немає. Крім того, на Луганському напрямку окупанти намагалися перетнути лінію фронту російським безпілотником Орлан-10. А в українській розвідці повідомляють, що Москва продовжує нарощувати бойові спроможності своїх окупаційних підрозділів. Зокрема, тренують наступ. Проведено збори з коригувальниками артилерійського вогню, навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій. Також виконано бойові стрільби артилерійських розрахунків на наступальну тематику. Водночас спостерігається активізація підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області Російської Федерації. На вільній частині України незначне збільшення активних випадків ковіду вперше за кілька місяців. Минулої доби виявлено майже 600 нових пацієнтів. Одужали 540, а ще 25 не змогли подолати хворобу, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Очільник відомства Віктор Ляшко оголосив останній, 5-й етап вакцинації. Щеплення від COVID-19 отримують всі охочі та повнолітні українці. Втім, пріоритет надаватиметься літнім людям старше 60 років та тим, хто має супутні захворювання. Міністр Ляшко зауважив, що широка вакцинація дозволить убезпечити якомога більше людей, зокрема і від дельта-штаму коронавірусу. З 21 липня всі дорослі, старше 18 років, які хочуть вакцинуватись, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. Ви можете вакцинуватись у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. А в окупованому Криму коронавірус не збавляє темпів поширення. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади минулої доби виявлено 536 нових пацієнтів, а ще 13 людей померли внаслідок хвороби. Так звану ковідну бульбашку олімпійського селища в Токіо вже порушено. Про це заявив місцевий фахівець в галузі охорони здоров'я Кензі Сібуя. Це, за його словами, може призвести до масштабного поширення COVID-19 серед населення Японії. Відвідувачі, спортсмени, журналісти, делегати, звичайно, повинні перебувати всередині так званої бульбашки, але й вона не діє належним чином. Очевидно, система порушена, оскільки є якась взаємодія між гостями та відвідувачами, а також місцевими жителями.
У неділю в Олімпійському селищі виявили перший випадок COVID-19 серед учасників ігор, а там проживатиме понад 11 тисяч спортсменів. Вони не мають можливості відслідковувати пересування людей і немає 14-денного карантину для спортсменів та журналістів. Теоретично, якби вони могли реалізувати всі заходи, то бульбашка б працювала, але цього не зробили. І кожен день по телебаченню та в інтернеті показують відео з людьми, які просто ходять куди хочуть. Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах минулого тижня зазначив, що тестування і карантинні правила зводять ризик передачі вірусу від спортсменів жителям Японії на нівець. Однак експерт відзначає, що ситуація в реальності прямо протилежна і що Японії загрожує новий спалах через поширення заразнішого і смертоноснішого дельта-штаму. Він також висловив жаль, що Олімпійський комітет належним чином не підготувався і не вжив усіх необхідних заходів. Якби він це зробив, то сьогодні, на думку Сібуя, ігри проходили б з глядачами. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 40 минут в этой студии с гостем мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня, которые непосредственно касаются временно оккупированного полуострова. Вы также можете присоединяться к нашему эфиру. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона +3 80 67 64 46 130. Можете присоединяться к нам абсолютно бесплатно по Вайберу. Звоните по скайпу atr.tv, это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем все наши программы в записи. А наш эфир я хочу начать со следующего информационного сообщения. Возвращение Черного и Азовского морей в пространство международного морского права и безопасности судоходства должно стать приоритетом международного сообщества, и Крымская платформа может стать важным инструментом для этого, сказал президент Украины Владимир Зеленский. Давайте послушаем его цитату. Значну увагу ми приділили сьогодні розвитку безпекового і оборонного співробітництва у Чорноморському регіоні, повернення Чорного та Азовського морів у простір міжнародного морського права та відновлення безпеки судноплавства має стати пріоритетом світового співтовариства. Важливим інструментом для досягнення цієї мети може стати українська ініціатива «Кримська платформа». Я рада представить гостя нашей студии, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу» Олег Дунда. Вітаю вас, пане Олеже, селям алейкум. Вітаю. Доброго вечера. Пане Олеже, давайте обсудим Крымскую платформу. Инаугурационный саммит уже должен состояться 23 августа. Вот какой результат этого саммита вы будете считать наиболее успешным? Дивіться, я можу вважати найкращим самітом, коли приїдуть всі провідні лідери всіх західних країн і там проголосять на ітогам конференції саміту про те, що будемо максимальні сили приділяти для того, щоб Крим повернувся додому до України. Ну, це максимально. На жаль, він не буде в тому вигляді, як я хотів би бути. Скоріш за все, ми отримаємо дуже цікавий результат, неочікуваний. Ну, я так прогнозую, що він так буде, виходячи з того, що зараз відбувається в Західній Європі і розмовляючи з відповідними послами.
як вони мають, як вони відносяться до цієї Кримської платформи і так далі. Виявиться, що у нас на базі Кримської платформи остаточно сформується так званий поділ в Європі, між країнами Старої Європи і Нової Європи. Країни Нової Європи, там очолювані, умовно кажучи, Великобританією або США, вони відправлять до нас на Кримську платформу найвищих високопосадовців для прийняття участі. Це там країна Прибалтики, там, можливо, Польща, Словаччина та інші. Ну, когда мы говорим о высоком уровне представительства, мы говорим о президентах? Прем'єри, президенти і так далі. І, наскільки я знаю, точно буде, здається, президент Словаччини. Найвищий рівень буде з країн Балтики. І, може, там ще хтось буде. Ну, це так звана, хтось буде з Чехії, найвищий рівень, наскільки я знаю. Ну, це буде достатньо видно, коли з країн Нової Європи будуть найвища ланка, з країн Західної Європи там представники не такого рівня. І ми побачимо, і, до речі, ми можемо це скористатися, якщо правильно МЗС і Офіс Президента спрацює, за рахунок Кримської платформи створити так звану вже більш-менш яку сформовану групу країн Нової Європи, яка всередині, в тому числі Європейського Союзу, буде працювати над розумінням агресії Російської Федерації, розумінням, яка вона створює загрозу, розумінням Криму. І таким чином вона через деякий час, ця група, я маю надію, що ми зрозуміємо це і зможемо очолити цю групу, і за рахунок цієї групи зайти до ЄС і НАТО. То есть вы говорите о создании после Крымской платформы какой-то ее институциональной модели? Можливо, можливо. Але вона повинна створитися вже фактично. Дивіться, вона створиться. Треба розуміти, ця група, фракція країн Нової Європи, вона створиться так чи інакше з нами або без нас. Ну, воно, те, що ми бачимо, що відбувається на сьогоднішній день в країнах Європи, ми бачимо електоральні суви, ми бачимо рейтинги існуючі, які абсолютно змінили свій вектор. Ми бачимо останні результати виборів практично в всіх країнах, і воно вже видно, що воно відбудеться. Це питання часу. Коли так званий Євросоюз, так звана Європа поділиться на дві частини. Євросоюз буде, він нікуди не подінеться, але ці групи фракцій, вони сформують свою думку, і вони якось будуть співіснувати. А куди, на ваш взгляд, войде Германія? Німеччина – це країна Старої Європи. Старої Європи, країна, там буде Франція, там буде Німеччина, там буде відповідно Італія, там буде в цій фракції країни Середземномор'я, і вони будуть, у них, що їх буде об'єднувати, і що їх вже об'єднує, ми просто цього не бачимо. Їх об'єднує внутрішня зануреність. Абсолютно внутрішня зануреність. Вони от ту модель, яку там було 10 років назад, розширення себе у світ, намагання просувати якісь там цінності і ідеології, називаємо просто мультикультуралізм, так званий. Вони, місцеве суспільство, це не питання до очільників цих столиць. Це питання до суспільства. Суспільство цих країн, суспільство в цих країнах від цього змучилося. І там вектор відношення до цього дуже змінився. Я розмовляв з французькими депутатами, були там 3 тижні тому. І вони не публічно, не на камеру підтверджують, так, пане Олег, суспільство у нас змінилося. Вони не хочуть мультикультуралізм, вони хочуть відокремитись від зовнішнього світу і зосередитися на власній країні. Умовно кажучи, та ж Франція, країни Магрібу, де колишні колонії, які поверталися, їздили до Франції, отримали французькі паспорти. Ні, вони вже цього не хочуть. Вони вже змінили умови і зробили складніше для отримання французького громадянства. Вони побачили оцей великий наплив виходців з цих країн і хочуть повернутися назад. Це так хоче французьке суспільство. Це саме хоче і німецьке суспільство. Ви подивіться, які позиції, як вони обирають, умовно кажучи. В Німеччині підняло голову альтернатива для Німеччини. Яка їздить, кстати, в Крим. Абсолютно. І вони, в першу чергу, зорієнтовані на оцьому внутрішньому розвитку, незважаючи увагу, що навколо. Французи, якщо ви побачите, Макрон почав потрошку згортати військову операцію в так званому регіоні Сахель в Африці.
Просто це колишня колонія, вони там десь займалися цією операцією, ну, я можу помилитися, десь років 8. І вже зараз вони потихеньку її згортають і кажуть, ми звідти будемо виходити. Так хорошо, мы же видим Америку, которая с Афганистана Америка та тоже сама сворачивается. история. Там Трамп- они были не 8 лет, а больше 20. Трамп – це перша ластівка зміни політичному устрою світу. Перша ластівка. І, до речі, ви правильно зауважили, що Трамп почав згортати операції в Афганістані, прийшов Байден, і навіть Байден, які демократи, які завжди були на такій дуже розгорнуті до світу, готові були приймати участь у світових справах. Навіть він не змінив цей тренд, і вони швидко вивели війська з Афганістану. І, до речі, це відбувається з іншими країнами. Вони повертаються до себе. Але, з іншого, це країни старої Європи, старої Західного світу. Я не думаю, що, до речі, американці, я не думаю, що на цьому все закінчиться. Ні, вони, скоріш за все, переорієнтують свою політику на утворення нових союзів, навіть в межах існуючих, і підтримку політичних режимів. Політичних режимів в чому? Якщо ми звернемо увагу на так звані країни нової Європи, там, беремо там Чехія, Словаччина, Болгарія, Молдова, до речі, Україна, бо ми повністю підпадаємо під ці тренди, вірмени і так далі, і так далі. Грузія. Грузія, ну, по Грузії ми ще побачимо, Болгарія, я не пам'ятаю, казав чи ні. Там цей тренд таке внутрішнє занурення, він набув інші обриси. Ці обриси, можна сказати, от як було 100 років тому, була така національна визвольна боротьба за народи. Пам'ятаєте, такі всі там націоналізм, всі там Європа поділялася, там імперії розсипалися, з'являлися нові країни, і всі там народно-визвольний рух. То у нас, мене таке враження з того, що ми відбачаємо, у нас друга хвиля. Тобто ті країни нової Європи, які вже створилися, але на яких там був дуже великий тиск і вплив свого часу Російської Федерації, Москви, в них оця хвиля національної самоідентифікації, вона зараз почала зростати. Давайте подивимося, в Болгарії, до речі, в Болгарії і в цих країнах є запит на нову політичну еліту. Якщо ми бачимо, там в Болгарії з'являються нові партії, наприклад, там партія «Є такий народ», яка абсолютно от за самоідентифікацію. Вона набрала на останніх виборах там 17%, друге місце. В Румунії така ж історія. В Молдові, до речі, 50% монобільшість пані Санду. Це незважаючи на те, що там останнім, попереднім президентом був проросійський. Вірмени – шикарний приклад. Пашинян програв кампанію на Горному Карабаху. Ну, реально програв. 54%. Але все одно вірмени не хочуть повернення до старої політичної влади. От не хочуть до проросійської. І це відбувається практично у всіх країнах Нової Європи. До речі, це притаманне і західні країнам Старої Європи, вони так само не хочуть старої політичної влади. Глобально, пане Олеже, вот эта поляризация Европы на новую и старую, каким образом повлияет на деоккупацию Крыма? Очень коротко, я хочу перейти к следующему вопросу. Прямо зараз це жодним чином не вплине. На жаль. Але відкривається вікно можливостей. Як ми цим скористаємося? Ну, це питання в першу чергу до нас. Ну, взагалі, всі наші перспективи – це питання до нас. По-перше, у нас з'являється можливість, якщо ми правильно спрацюємо, і, до речі, на тій же Кримській платформі, ми можемо спробувати очолити так звану фракцію країн Нової Європи. Поки вона остаточно не сформована, ми можемо задати тренди, розуміючи, яким чином, що там змінюються політичні еліти, і ми можемо з ними співпрацювати і таким разом стати локомотивом цієї історії. Це перше. По-друге, якщо ми бачимо, що в країнах навколо Російської Федерації починається хвиля національної самоідентифікації. До чого це призводить? Що на кордонах Російської Федерації починаються так звані національні пожежі. Як це було наприкінці 80-х років, на початку 90-х років. Тобто на кордоні там виникла пожежа, там виникла пожежа. Не треба переоцінювати Російську Федерацію. У них не так багато ресурсів затопити ці всі пожежі, якщо вони одночасно починають
загорятися по всіх кордонах. Відповідно, вони втрачаючи ресурси. І ми бачимо, як це відбувається з Російською Федерацією, коли розпадався СРСР. В них ресурсів не вистачило. Абсолютно. І воно розпалося, як розпалося, мовно кажучи. Якщо такий процес починається, відповідно, у нас з'являється тут так само вікно можливостей. По-перше, Росії, скоріш за все, буде недостатньо ресурсів боротися з нами. По-друге, давайте подивимось, а що ми зробимо з цим Кримом. Можливо, нам вдасться що зробити. Але тут є ще один нюанс, і тут ми з вами до ефіру говорили про пана Кулебу. Так. Нагадаю історію місячної давнини Defender, пам'ятаєте? Що йшов британський, здається, есмінець, чи що там йшов, корабель, Defender, і там була ситуація з російським кораблем біля Криму. Звісно, коли британський есмінець проходив спеціальну подготовку України. Звісно, це територія України, звісно, це. Але якщо подивитися на заяви МЗС і на відношення до Криму, дуже уважно виявиться, а нам нема за що критикувати Російську Федерацію, окрім того, що вони там без нашого дозволу щось скоїли. Тому що на сьогоднішній день МЗС і пан Кулеба особисто, і поки що це питання держави, незважаючи на те, що Рада нацбезпеки засудила Харківські угоди, так звані, і виявили їх злочинними. І зараз там проходять, ми до цього часу не денонсували Харківські угоди. До цього часу. Ми много договоренностей до сих пор не денонсували. Про що це говорить? А це говорить, якщо Харківські угоди з нашої точки зору юридично на сьогоднішній день діють, то відповідно російські збройні сили в Севастополі та в Криму знаходяться на законних підставах. Вони мають право там бути. У нас діє відповідна угода. Все. Відповідно, які у нас можуть бути до них претензії. Це диво, коли за рахунок Севастополя військової бази в тебе анексували, вона як ракова пухлина там була. У тебе анексували Крим, а ти кажеш, окей, у нас є претензії по кількості військ, але то, що там війська, є угода відповідно, хай будуть. Така позиція МЗСу. Що мене дивує, якщо ти навіть цих кроків не можеш зробити, яким чином, до речі, ти можеш бути локомотивом нової Європи і яким чином ти можеш виборювати подальшу незалежність? Пане Олеже, мы обязательно вернемся к этому вопросу. Я предлагаю сейчас просто подключить к нашему эфиру дипломата, заступника представника президента ВРК 6-7 роках, повноваженого посла в Республіці Хорватія, був в Боснії та Герцеговині, 11-17 роках Олександра Левченко. Пане Олександре, вітаю вас, салям алейкум. Вітання, добрий вечір. Да, добрый вечер. Пане Александр, вот мы сейчас с народным депутатом паном Олегом разговаривали про крымскую платформу. Рассчитываете ли вы на то, что это станет эффективным инструментом в направлении деоккупации полуострова Крым? Так, ми розраховуємо, звісно, на те, що буде підписані документи, які дещо конкретизують шлях деокупації Кримського півострова. Зрозуміло, що підписати такий документ буде не просто, враховуючи, що багато країн братиме участь в Кримській платформі. Можливо, в кожної буде якийсь певний свій підхід, і документ має прийнятися консенсусно. Між тим, він буде, тобто для того, щоб досягти консенсусу, він буде більш, так би мовити, прийнятний для всіх країн, може не такий гострий, настільки, як нам би хотілося, можливо, так? Між тим, це великий крок вперед в контексті того, що півострів знаходиться в зоні уваги європейської та світової політики. І ніхто не забув, що перша після Другої світової війни намагання анексії має бути припинена, і ми маємо повернутися до міжнародного правового порядку, який встановлений після 1945 року створенням системи Організації Об'єднаних Націй як універсальної міжнародної організації та системи колективної безпеки в Європі, яку зараз очолює ОБСЄ. Тому є певний оптимізм щодо цього. І звісно, що Москві це не дуже подобається, тому що Крим стає, так би мовити, сферою уваги міжнародної спільноти і під лупою дії Москви на цьому півострові. І в цьому плані у мене є такий обґрунтований оптимізм щодо того, як будуть розвиватися події на наступного місяця, а саме 23 серпня під час засідання країн-учасників Кримської платформи.
В Министерстве иностранных дел Украины и в постоянном представительстве президента в Автономной Республике Крым сообщают о том, что на саммите Крымская платформа будет подписана Крымская хартия. Насколько я понимаю, сейчас как раз работают над этим документом в Министерстве иностранных дел. Вот как вы думаете, чем этот документ будет принципиально отличаться от различных других резолюций, которые принимали на международных площадках относительно Крыма, относительно нарушения прав человека в оккупированном Крыму и так далее? Алло. Ага, пропал у нас, к сожалению, пропала связь с Александром Левченко, с нами был на прямой связи дипломат. Тогда я адресую вам этот вопрос, пан Олеже. Чем Крымская хартия будет отличаться от других деклараций, которые принимали, или же даже от той же декларации Помпео? Ну, дивіться, буде Кримська хартія, це ж ні до чого Російську Федерацію не примусить, об'єднається. Я ж кажу, що з моєї точки зору краще було б на базі Кримської платформи об'єднати навколо себе там країни Нової Європи і стати їх локомотивом лідером, і вже на базі цього вже напрацьовувати подальшу співпрацю. Це санкційний механізм. Дивіться, і це набагато краще і результативніше буде, ніж просто прийняти хартію. Прийняли хартію, багато документів прийняли. Що до цього? Добре. Але якщо ми далі не будемо співпрацювати з цими країнами, якщо ми не зробимо механізму погодження своїх дій і не погодимо подальшу стратегію, сенсу від чого не буде, буде гарна картинка, не більше того. А які це механізми? Як ви бачите реалізацію? Це велика робота. Це робота. Зараз потрібно працювати над цим і разом з Великобританією, з країнами Балтики, і Польщі, і Болгарії з цього приводу, яким чином ми будемо... Це ж не питання не тільки Криму. Да, мне просто интересно, какие такие механизмы сегодня вернут Россию в международное правовое поле? Ще раз, це питання в тому, що ми за рахунок Кримської платформи, за рахунок об'єднання цих країн повинні просувати свої питання, в тому числі і Європейському Союзі. Це по питанню і там Північний потік, і санкційна політика, і так далі. Вважати про те, що ми там 23-го проведемо Кримську платформу і, умовно кажучи, 27-го отримаємо повернення Криму додому, цього не буде. Давайте щиро. Але за рахунок постійної роботи і з урахуванням того, які вікна можливості відкриваються, ми можемо з Криму вирішити питання найближчі 5-7 років. Мовно кажучи, це від того, як йдуть політичні суви. Але для цього потрібно вже намагатися співпрацювати з цими країнами і намагатися стати локомотивом, задавати питання, щоб вони нас адвокатували, в тому числі в Європейському Союзі, в НАТО, щоб вони свої дії, ми разом узгоджували відносно цих питань, в тому числі по Криму. Бо якщо одна Україна стукає до Європи або до НАТО, до неї відношення таке, десь ми згодні з вами, десь ні. Але якщо ми йдемо єдиним табором, повірте, відношення абсолютно інше. И самое питание в том, объединять и идти разом. Я все-таки не услышала ответ на свой вопрос. Как вы видите, если бы у вас был в руке рычаг, инструмент давления на Россию, в результате которого мы решим хотя бы один вопрос деоккупации Крыма, что это за механизм? Це не вирішиться. Не існує інструментів, якими прямо завтра ми це питання вирішимо. Не існує. Давайте щиро в цьому признаємося. Але, ще раз кажу, якщо ми об'єднаємо навколо країн Нової Європи, і вони стануть нашими реальними союзниками, і всі питання будемо разом узгоджувати, оце той шлях, який можемо в перспективі не короткострокові, середньострокові вирішити питання Криму. Давайте по порядку. Які вопроси можна вирішити в консолідації з силами Нової Європи? По-перше, це питання розміщення, умовно кажучи, постачання зброї до України. Західної. Хорошо, 1, 2. По-друге, питання укладання ПДЧ і входження в середньостроковій перспективі до НАТО. Друге. Третє. Питання адвокатування санкційної політики щодо Російської Федерації по кримському питанню. Четверте. ЄС. Входження в ЄС. Інтеграція в ЄС. Далі. Питання, в межах санкційної політики, питання по те, щоб так звані країни Старої Європи не
не давати їм можливості абсолютно занурюватися в свої внутрішні питання, а все ж таки зважати на Україну і розуміти, щоб вони тримати їх на зв'язку через країни Нової Європи. Ну, інших можливостей немає. І готуватися до того моменту, коли виникне можливість повернути Крим до себе. Інакших варіантів не існує. Прямо завтра ми його не повернемо. А як вам опыт Карабаха? Ну, до речі, досвід Карабаха якраз про це і говорить. Так, я ж к этому і підвожу, да. Як приклад, в даному випадку вони ж не могли Азербайджан розраховувати на питання там Європи. Ну, де Азербайджан, ну реально, а де Європа. Але у них поруч є Туреччина, з якою вони відпрацювали схожу модель союзническої умовної співпраці. І коли виникло вікно можливостей, вони разом не самостійно, разом з союзниками це питання потрошку почали вирішувати. Не одразу. Але це питання, перше, союзники, які беззастережно стоять поруч тебе пліч-опліч. По-друге, часу. І по-третє, постійної роботи, постійної підготовки до того часу, коли відкриється вікно можливостей. Да, но в результаті ведь були воєнні дії. Ну, слухайте, з урахуванням того, які б могли бути воєнні дії, військові дії 10 років тому, якщо б Азербайджан намагався це зробити, ну це не порівняно. Можливо, буде і військові. А я вважаю, що якщо піде оця пожежа по кордонах Російської Федерації, то і військових дій особливо не потрібно буде. Пане Олеже, а ви читали останню статтю Путіна об історичному єдинстві? Я читав, так. Так, і як вам? Дивіться, у нас до таких статей Путіна відносяться досить легковажно. Так, я же об этом, потому что вот, извините, я вас перебила, вот вчера к нам в эфир звонил неравнодушный наш зритель с Ивано-Франковска, и он задался вопросом, а почему, собственно, руководство Украины так вяло отреагировало на статью Путина, потому что наш зритель назвал это национальную образу, и вот украинский истеблишмент решил всего лишь отшутиться и не увидел в этой статье, возможно, каких-то территориальных угроз нашей стране. Відносно реакції. Давайте визначимо, що це в першу чергу була реакція Путіна на існуючу державну політику України на сьогоднішній день. Це от його реакція, якщо ви там побачите, між рядками було написано, а за що ж ви мого Медведчука заарештували санкційну політику? Ось між рядків там наприкінці було написано. Тобто це реакція. По-друге, нічого нового в цій статті немає. Він абсолютно всі ці речі, які там прописані, Путін в тому чи іншому вигляді там казав, здається, з 2007 чи 2005 року. Тобто вони просто зібрали все це докупи, і він виклав це. По цій політиці, по-перше, там, здається, вперше, фактично офіційно, Путін висловив територіальні претензії до України. От перше, що кидається в очі. Друге, він підтверджує, що вони за рахунок ідеології так званого руського міра намагаються, вона дуже, до речі, схожа на націонал-соціалізм при Німеччині, коли за рахунок мови, культури, там, віросповідання, вони там загарбали Судети, загарбали, що там, Австрія була. Ну, якщо ви розмовляєте німецькою, то ви німці, які ви австріяки. Дуже схоже, абсолютно схоже. Так а многие вообще увидели в этой статье «Майн кампф» Гітлера? Абсолютно. А вони схожі. От всі їхні дії і вся їхня політика, вона абсолютно схожа один до одного. І, до речі, вже, якщо щоб нам було краще на це реагувати, вже перезрів час, коли у нас же є закон про засудження націонал-соціалізму і комунізму. Мовно кажучи, там є і відповідні кримінальні статті відносно цього, і багато чого. Туди вже треба, назрів час, перезрів, додати і пропагування ідеології руського міру. Бо вони тотожні до націонал-соціалізму і повинні йти з тією ж самою статтею, мовно кажучи. І, до речі, такий законопроект в Верховній Раді вже там існує десь пару місяців точно є, чекає на своє ухвалення. І, до речі, що саме цікаво, ми зараз повернемось до статті Путіна, саме цікаво, от у нас є там проблема з Німеччиною, в переговорах. Вона там занурюється потроху в себе, а якщо ми виходимо, приймаємо закон про ідеологію руського міру, і пан Зеленський виходить до пані Меркель і говорить:
Пані Анна, от дивіться, як так відбувається? Ви ж одна країна, і ми, Україна, і євреї, до речі, українці, і та інші постраждали від націонал-соціалізму. Скільки мільйонів було загинуто? Ви до цього часу, ну реально до цього часу, вже скільки років пройшло? 70 чи 80? Спокутуєте ті помилки, які були скоєні Німеччиною під час Гітлера. А тут у нас поряд з нами створюється новітній, абсолютно новітній неонаціонал-соціалізм. І ви, до речі, його підтримуєте. Ну, у вас як в голові? Ви розумієте, яким чином Німеччина підтримує новітній націонал-соціалізм? Ну, прямо в лоб її спитати. От у нас і прийнята доктрина, давайте перевіримо з істориками все, хто що говорив. Ну, і може Ангела Меркель щось інакше подумає? Ну, дійсно, ну яким чином? Ми німці, які постраждали, спокутуємо гріх цієї історії і зараз будемо підтримувати. У них же навіть, не зважаючи на те, що альтернатива для Німеччини отримує там в середньому десь 10%, вона навіть в Рейхстагі вважається, ця політична сила, як недоторканна. Ну, не можна її торкатися, це фу-фу-фу, умовно кажучи. Ну, і таким поставити боком питання. І ми стоїмо, українці, євреї, стоїмо на засторожі світу від нового націонал-соціалізму, а ви нам навіть зброї не даєте. Ну це дивно. Повертаємося до статті. Відносно, це, по-перше, територіальне, по-друге, те, що вони просувають ідеологію руського міру. По-третє, там дуже є цікава фраза, і ми зараз це побачимо. Я, до речі, сьогодні Козак щось таке натякнув з цього приводу. Так, он сказал, что Российская Федерация не будет безучастной, особенно если на это пойдут те, кто устраивает националистические силовые акции на улицах Киева. По словам, в случае активизации военных действий со стороны Украины якобы возникнет ситуация с признаками геноцида, и он сказал, что более миллиона украинцев уже получили российские паспорта. По паспортам ми зараз до цього прийдемо, я так бачу. Дивіться, там наприкінці, там три частини було: історична, там територіальна, ідеологічна, і третя частина по планах. Що вони планують? Окрім там можливої захисту своїх територіальних претензій військовою зброєю, там є ще такі пасажі про те, що вони, скоріш за все, будуть намагатися впливати на політичне поле України. Яким чином? Через політичні партії, свої проєкти, куплених агентів і тому більше. Більше того, там фактично прописані ті тези, з якими вони будуть розхитувати політичне поле і впливати на партії для того, щоб отримати владу і вплив на державні інституції. Там є питання, ми єдиний народ, мовно кажучи. Подальше, слухайте, економіки. Тобто у нас є економічні зв'язки, і разом нам економічно більше вигідно для українців працювати, бо вас там керівництво України розграбувало за 30 років, ви нічого не здатні, от разом з Росією ви там побудуємо нові ракети. Так, чому вони, до речі, будуть не зробити? Що нам робити з цією статтею? У нас немного времени, к сожалению. Є питання по землі, я дуже здивувався, а от зараз вас сільхозземлю всі заберуть. По-третє, тарифи. І четверте, зовнішнє керування. П'яте вже. П'яте, зовнішнє керування. І зараз ми потрібно дивитися, а хто ж у нас на політичному полі з партії зараз буде пропагувати ці дії. І тоді зрозуміло, хто це робить, скоріш за все, він тим чи іншим боком пов'язаний з Москвою. Відповідно, для цього це питання для Ради нацбезпеки, для президента, для СБУ реагувати на ці То есть по итогу эта статья является основой нынешней и будущей политики России в отношении Украины. Что нам делать с этой статьей и как вы оцениваете реакцию нашего украинского руководства на эту статью? Достаточно ли она была? Не відповідями, нам потрібно готувати дії. По-перше, це оборона. По-друге, це союзники, те, що я казав, новітня, нова Європа. По-третє, це робота з політичними партіями, подивитися, хто це вже до питання до Ради нацбезпеки, до санкційної політики, до СБУ, хто якими партіями намагається це просувати. І саме головне, те, що з чим ми не працюємо, це інформаційне поле України. Його немає. Це ж безглуздя, коли у нас 4 роки працювали канал Медведчука. Добре, що їх зараз вже немає, але ж це все одно ці чи інші меседжі, тезиси в інформаційне поле будуть вкидуватися. І нам вже потрібно не робити, умовно кажучи, це центри протидії дезінформації. Ні про що. Нам потрібно вже виробити і запустити
відповідну політику, державну політику відносно інформаційного поля, щоб у нас всі канали теле та радіо, центральні і аж до обласного рівня були проукраїнські. Нужна ли нам военная доктрина? И какой она должна быть? Звісно. Формування відповідних сучасної армії. Це, до речі, дуже добре, що раз співпрацюємо з точки зору з Туреччиною, отримав відповідні там дрони бойові, але потрібно ще раз працювати з тою ж Німеччиною, з тою ж Сполученими Штатами, там, з Прибалтиками, з Ізраїлем і отримати новітні технології, збройні технології. Ситуація з Азербайджаном дуже була яскравою. Азербайджан мав новітню сучасну техніку з тою же Туреччиною, ті ж дрони, і вони вщент розгромили там проросійські війська вірмен. Ну, це погано, що люди загинули, але все життя людство воювало, кожного року воювало, на жаль. Але з урахуванням того, що нам треба відвоювати свою територію, нам треба вчитися в того ж Азербайджану та Туреччини. І брати, за приклад, їхні варіанти. Ну і ще один варіант – це паспортизація. Ми ж розуміємо, що паспорти роздаються не просто так. Ми ж розуміємо для того, щоб впливати в тому числі на державні інституції. Так они не только раздаются, а люди, к примеру, если мы говорим об оккупированном Крыме, то люди вынуждены получать эти Вони аусвайсы. примушені на Донбасі, в кому? Вони примушуються, вимушені брати ці паспорти. У нас по нашим підрахункам паспортів Російської Федерації, громадян України десь більше 2 мільйонів. Більше 2 мільйонів. Коза говорит 978 тысяч. Врет. Дивіться, він говорить про ті паспорти, які були видані нещодавно, здається, на Донбасі. А давайте ще Крим порахуємо. А давайте порахуємо, скільки паспортів видається не на Донбасі, а видано в межах України. Скільки паспортів було отримано і видано до 2014 року. Я ж кажу, приблизно по нашим підрахункам більше 2 мільйонів. Чем это нам грозит? Це, по-перше, ці наші українці, вони вразливі для агітаційної пропаганди. Відповідно, в першу чергу на них будуть впливати агітаційно. По-друге, ті люди, до яких Москва може дотягнутися фізично, вони є під тиском. Відповідно, коли у нас починаються вибори, вони можуть бути примушені віддати свій голос за той чи інший політичний проєкт, який подобається, умовно кажучи, Москві. Відповідно, для чого це робиться? Для того, щоб вплинути на державні інституції. Більше того, через такий вплив, скоріш за все, будуть пропагуватися і просуватися кандидати в депутати, які мають російські паспорти, в тому числі. І нам це питання потрібно вирішити вже. Заборонити російські паспорти в Україні ми не можемо. Ну, слухайте, ніхто не забере українське громадянство мільйонів наших громадян. Ну, і, до речі, якщо вони в тому ж Криму вимушені отримати, ну, ми ж розуміємо, що вони вимушені. Ми ж не будемо за це забирати у них українське громадянство. Але потрібно зробити декілька кроків. По-перше, зробити це публічним. Скільки громадян, які поставити офіційні реєстри, щоб вони зареєстрували, стали на обліку, в кого є які паспорти. По-друге, заборонити людям, які мають паспорти, українцям, які мають паспорти держави-агресора, займати відповідні державні посади. Ну, не можна. Не можна бути депутатом. В українській часті, абсолютно. Те, що в Криму і на Донбасі, це називається трошки інакше. Так а мы же не признаем те документы, которые выдают в Крыму. Это ж Филькина грамота. Ну, окей, ми закриємо на це очі. І так що? Мы ж не признаем. І вони тоді приїдуть, будуть голосувати так, як ви вказуєте. Так если мы признаем, то мы признаем аннексию, разве Ми не нет? признаємо. У нас по закону про громадянство ми визнаємо лише громадянство України. В даному випадку ми говоримо, якщо вас там примусили отримати аусвайс, так званий, він на території України не діє. Але якщо вас примусили, ви не маєте права займати, бо ви є людиною під тиском, не маєте права займати державні посади. І саме головне, людям, українцям, які мають українське громадянство, тимчасово припинити виборче право. Для того, щоб вони не могли на них тиснути. Щоб не могли їх примушувати віддати свій голос за ту політичну силу, яка потрібна Москві. Це тимчасова історія. Як тільки у нас же немає ніколи постійного процесу. Колись і Російська Федерація, якщо вона на той час буде існувати, хто його знає, перестане бути агресором. Або люди позбудяться якимось чином паспортів держави-агресора. До них це право на виборче право повернеться. І вони будуть нормально голосувати. Але зараз я просив би їх
поставитись до цього питання з розумінням, бо це є питання безпеки. Інші права у вас абсолютно залишаються, ви є такими самими як українськими громадянами, як ви, я або ще інші. Але якщо маєте паспорт держави-агресора, поставте з розумінням. Це питання державної безпеки. І, до речі, цей нюанс дозволений міжнародними конвенціями і угодами. Вони передбачають. Є міжнародний конвенціон з точки зору політичних прав, яка передбачає... Согласно Женевской конвенции, Россия вообще не имела права это делать. Я розумію, але ж ми говоримо про наше законодавство. То, що Росія робить, як ми можемо вплинути? Але на наше законодавче поле ми можемо вплинути. І ми говоримо про наше законодавче поле. Відповідно, якщо ми це прибираємо і такі громадяни тимчасово не зможуть голосувати, прибирається великий важель Російської Федерації надавати цим українцям відповідні російські паспорти. А сенсу немає, вони все одно не голосують. И мы их прибираем из-под тиску. И, пане Олеже, вот буквально 2 минуты до завершения нашего эфира. Мы начинали с вами с Крымской платформы. И вы знаете, что в пакет законопроектов Крымской платформы входил законопроект о коренных народах Украины, за который проголосовали в парламенте. И также в этот пакет входит законопроект о статусе политических заключенных. Когда, наконец, Верховная Рада Украины проголосует за законопроект о статусе политических заключенных, и считаете ли вы это целесообразным? Там, я вважаю, це цілковито необхідною, потрібною річчю. Можливо, це буде проголосовано під 23 серпня на позачерговому засіданні. А якщо не встигнемо, по якимось причинам не зможемо, я думаю, що в вересні це буде проголосовано. Беззаперечно. Дякую вам дуже. Чохсаг, у нас Олег Дунда, народный депутат Украины, фракция «Слуга народу», был гостем нашей студии. А я с вами не прощаюсь, мы прерываемся буквально на 5 минут. Далее эфир телеканала АТР продолжает информационная программа «Заман» на украинском языке. Не пропустите, а после мы вернемся в эту студию и продолжим наш эфир уже на крымско-татарском. Корушкенч. Hasta, gözüm donuq. Yaşaf soğuk, ölüm soğuk. Yazım, şiirim, fikrim bozuk. Hiçbirinin gereği yok. Vesselam. Бар dilер bizge kele. Bulbul yırlay, güller küle. Hayvanlar kul kişilerge. İnanmayman hiçbirine. Vesselam. Filan batır, tüvent korkak. Ahmet hırsız, Mehmet'ke bak. Nasıl kirsіз, nasıl appak. İnanmayman, hepsi alçak. Vesselam. Biri sevgen koz yaş töke, biri bilgen kop laf ete. Biri batır, kotek seve. Hepsi eşek, hepsi tüye. Vesselam. Halka hizmet etkenler var. Halkını iddia etkenler var. Cennetlerge ketkenler var. Biri hırsız, biri tuvar. Vesselam. Gerçek түгіл, ne kok, ne jer, ne bulardan tuğan bizler, Tanrım, yaşaf büyük horluq. Bizge yaxşı bir ölüm ber. Vesselam. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызды сақламақ үшін неше құрбанлар берілді. Бинлерce шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шу қан топырақның ішіне.
Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда неше жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Жүргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек olsa onun үшін нишан олыңыз. Bir кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда olsun ona. Kıyamet ölüm mü? Bu mu felaket? Asıl felaket bayrağımızın yerde savrulmasıdır. Utanınız efendiler, eginiz başlarınızna. Titreydir şımdalımızga bakıp ecdatlarımızın kemikleri. Kırdı evimizge düşman kuvalmayık. Sesimiz çıkmaz oldu, korkuğa daldık. Utanınız efendiler, gayip olgan ruhunuzdan utanınız. Bayrağını köterip olamağan ellerinizden utanınız. Men utanam. Ранок у Київській мечеті Духовного управління мусульман Криму починається зі слів возвеличення Аллаха. Далі чоловіки, ставши пліч-опліч у рівні ряди, починають святковий намаз – поклоніння Всевишньому. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Після здійснення намазу муфтій Криму Айдер Рустемов у святковій проповіді пояснює значення цього свята. Сегодняшний день – это самый лучший день пред Аллахом Субхану ва Тааля во всем году. Самый лучший день, поскольку этот день является кульминацией благих намерений, кульминацией благих поступков, которые мусульмане начали совершать, соревноваясь друг с другом, начиная с первых дней Зульхиджа. Этот день есть завершение этих благих намерений, этих благих поступков. И в этот день, как мы знаем, мусульмане приносят жертву курбан. Это самый лучший поступок в этот день. Лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв привітав усіх з прийдешнім святом жертвопринесення. Для звільнення Криму від окупантів закликав кожного робити усе можливе, де б не перебували. Бути мусульманином – це не лише поклоніння Аллаху, піст та жертвопринесення. Звісно ж, ми знаємо, що це обов'язкові обряди. Є слова Всевишнього, де він каже: «О мій рабе, якщо ти бажаєш виконання своїх бажань, працюй у цій царині, тоді я тобі допоможу». Якщо ми лише будемо молитися і нічого не робити, дивлячись на небеса, будемо лише просити, наші бажання не втіляться. Ми маємо робити все, що в наших силах, тоді Аллах нам допоможе. Я сподіваюся, що в найближчий час очистимо свою землю від тієї нечисті і будемо жити на своїй батьківщині, дотримуючись своєї релігії та традицій. Всіх вас вітаю з цим великим святом. З посмішками на обличчях, з відкритими обіймами мусульмани вітають один одного зі святом Курбана. У дворі мечеті святкова кава.
Чимало кримських татар вимушені святкувати Курбан-Байрам за межами Криму. Один з них – колишній політв'язень Кремля Ісмаїл Рамазанов. Співвітчизникам, які живуть під окупацією, передусім сім'ям політв'язнів, бажає терпіння та сил, щоб побороти навалу окупантів. На жаль, так склалося, що більшість з нас далеко від своєї батьківщини, але не дивлячись на це, ми хочемо привітати всіх наших співвітчизників, співгромадян зі святом Курбан-Байрам. Хочу, щоб ваші молитви, ваші курбани прийняв Всевишній, і щоб ваша боротьба привела всіх нас для повернення на нашу батьківщину. У перші 10 днів місяця Зуль-Хіджа мусульмани здійснюють паломництво до священних для мусульман Мекки та Медіни. Однак цього року через обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу, Саудівська Аравія обмежила в'їзд паломникам з інших країн, допустивши лише тих, які були на території країни. Курбан – це наближення до Аллаха. У святкові дні мусульмани, які живуть в достатку, зобов'язані принести в жертву тварину. Як колись пророк Ібрагім був готовий принести в жертву свого довгоочікуваного сина Ісмаїла по велінню Аллаха. Как меня учили с детства, да, мы распределяли на 1/3 часть. То есть 1/3 часть оставляли себе, а 2/3 часть мы раздавали соседям, родственникам, нуждающим семьям. Вот. И этот великий праздник, то есть мусульмане обязаны праздновать по максимальному. То есть они должны, если есть возможность, сделать жертвоприношение, потому что в этом году, то есть это единственный день Курбан-Байрам, потому что мы можем купить себе телефоны, можем менять машины, можем, на другие бытовые вещи, да, нужды использовать. А на баран мы обязаны, найти. Халед Хамед з Алжиру в Україні навчається на лікаря. На святковий намаз прийшов зі студентами-співвітчизниками. Вже кілька років поспіль свято жертвопринесення він зустрічає далеко від батьківщини. Розповідає про атмосферу свята в Алжирі і як там роблять обряд жертвопринесення. Здесь они есть, они продают и сами режут и все. Потому что нету места. Там у нас в Алжире мы убьем возле дома, прямо там. Есть атмосфера, конечно, не как в моя страна, семья, конечно. Потому что там родители и все, я там растил. Желаю, что умма мусульманский будет лучше, хорошо и все. Иншаллах, Аллах принимает наши курбаны и все. Арслан Місіратов – доброволець. У 2014 році, коли Росія окупувала Крим та почала війну на Сході, виїхав на материк України і почав військовий опір окупантам. Сьогодні він разом з товаришами вирішив принести в жертву баранів. М'ясо планує роздати родинам кримсько-татарських добровольців та ветеранів російсько-української війни. Візьмемо зараз 3 баранов, иншаллах, и будем праздновать, раздадим нашим ребятам-атошникам мясо, тем, кто остался без кормильцев. Сейчас будем резать и раздавать мясо. Желаю всем нашим братьям, сестрам, которые в Крыму, чтобы они держались. Иншаллах, все будет хорошо. Вернемся и уже в свободном Крыму будем радоваться, будем танцевать, будем делать свободные праздники. Иншаллах, все будет хорошо у нас. Курбан-Байрам за традицією відзначають 4 дні. Мусульмани в ці дні повинні відкласти термінові справи, роздати м'ясо жертовної тварини нужденним, відвідати родичів та знайомих, дарувати подарунки дітям та створювати святкову атмосферу. Президент Володимир Зеленський побажав мусульманам України добра та благополуччя. У своєму привітанні сказав, що свято Курбан-Байрам пов'язане з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного та релігійного життя нашої країни. А уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала Курбан-Байрам святом віри, милосердя та допомоги нужденним, яке через репресії окупантів не всі можуть відзначити у родинному колі.
На жаль, не всі Курбан-Байрам зустрічають в колі сім'ї і на українській землі. Тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта. 93 кримських татар Росія переслідує з політичних мотивів. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта. 36 з них вже засуджені, 42 перебувають під слідством. Температура не спадає, запахів не відчуває, але керівництво СІЗО, де утримують кримсько-татарських політв'язнів, стверджує, що коронавірусу немає. Південний окружний військовий суд, що в російському Ростові-на-Дону, мав розглянути справу 25 кримських татар, яких через буцімто причетність до Хізбут Тахрір звинувачують у тероризмі та спробі захоплення влади в Росії. Через недоставлення Фархода Базарова на засідання, через жар та симптоми коронавірусу в інших бранців, суд вирішив відкласти засідання. Со слов ребят, что очень многие, практически в каждой камере есть больные люди. У Бекирова Ремзи якобы на его письменное заявление взяли у него ПЦР-тест. Однако провели его или нет, он не знает. Единственное, ему устно сказали, что якобы у него отрицательный ПЦР-тест. Однако письменно ему ничего не ответили. Однако у него постоянно высокая температура, у него пропало обоняние, он не чувствует, не ощущает запахи. У остальных ребят тоже температура. 5 загинули, 9 травмовані. На трасі Севастополь-Ялта сталася кривава автотроща. КАМАЗ на величезній швидкості мчав зустрічною смугою та зніс 5 легковиків. На кадрах з відеореєстраторів видно, що деяким водіям таки вдалося ухилитися. За попередніми даними, вантажівка зіштовхнулася з Мерседесом та ДУ. Далі 700 метрів протягнула Рено, а тоді під удар потрапили Hyundai та Nissan. Лише після цього КАМАЗ пробив огорожу та виїхав кювет. Загинули 5 людей, серед них водій вантажівки, а також 2 дітей, що перебували в одному з легковиків. Незначні травми дістали 9 людей. Попередня причина трощі – відмова гальм КАМАЗа. Російські окупанти обстріляли українські позиції на Приазов'ї та Донеччині. Про це повідомляють у штабі Об'єднаних сил. 120-ми мінометами гатили по оборонцях Водяного, а з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів били в бік Авдіївки та Павлополя. В лавах українських військових втрат немає. Крім того, на Луганському напрямку окупанти намагалися перетнути лінію фронту російським безпілотником Орлан-10. А в українській розвідці повідомляють, що Москва продовжує нарощувати бойові спроможності своїх окупаційних підрозділів. Зокрема, тренують наступ. Проведено збори з коригувальниками артилерійського вогню, навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій. Також виконано бойові стрільби артилерійських розрахунків на наступальну тематику. Водночас спостерігається активізація підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області Російської Федерації. Контррозвідники СБУ затримали на Харківщині окупаційного депутата бойовиків ЛНР. За даними слідства, мешканець Луганська у 2014 році брав участь у створенні незаконних органів влади на окупованих територіях Луганщини та причетний до прийняття фейкової конституції ЛНР. Під час обшуку затриманого виявили окупаційний паспорт та документи. Встановлено, що він був окупаційним депутатом Народної ради та парламенту Союзу народних республік. В СБУ наголошують, що затриманого заохочували до підривної діяльності проти України. Йому оголошено підозру у посяганні на територіальну цілісність та недоторканність України.
На вільній частині України незначне збільшення активних випадків ковіду вперше за кілька місяців. Минулої доби виявлено майже 600 нових пацієнтів. Одужали 540, а ще 25 не змогли подолати хворобу, повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я. Очільник відомства Віктор Ляшко оголосив останній, 5-й етап вакцинації. Щеплення від COVID-19 отримують всі охочі та повнолітні українці. Втім, пріоритет надаватиметься літнім людям старше 60 років та тим, хто має супутні захворювання. Міністр Ляшко зауважив, що широка вакцинація дозволить убезпечити якомога більше людей, зокрема і від дельта-штаму коронавірусу. З 21 липня всі дорослі, старше 18 років, які хочуть вакцинуватись, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. Ви можете вакцинуватись у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. А в окупованому Криму коронавірус не збавляє темпів поширення. Навіть за сумнівними підрахунками окупаційної влади минулої доби виявлено 536 нових пацієнтів, а ще 13 людей померли внаслідок хвороби. Так звану ковідну бульбашку олімпійського селища в Токіо вже порушено. Про це заявив місцевий фахівець в галузі охорони здоров'я Кензі Сібуя. Це, за його словами, може призвести до масштабного поширення COVID-19 серед населення Японії. Відвідувачі, спортсмени, журналісти, делегати, звичайно, повинні перебувати всередині так званої бульбашки, але й вона не діє належним чином. Очевидно, система порушена, оскільки є якась взаємодія між гостями та відвідувачами, а також місцевими жителями. У неділю в Олімпійському селищі виявили перший випадок COVID-19 серед учасників ігор, а там проживатиме понад 11 тисяч спортсменів. Вони не мають можливості відслідковувати пересування людей і немає 14-денного карантину для спортсменів та журналістів. Теоретично, якби вони могли реалізувати всі заходи, то бульбашка б працювала, але цього не зробили. І кожен день по телебаченню та в інтернеті показують відео з людьми, які просто ходять куди хочуть. Очільник Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах минулого тижня зазначив, що тестування і карантинні правила зводять ризик передачі вірусу від спортсменів жителям Японії на нівець. Однак експерт відзначає, що ситуація в реальності прямо протилежна і що Японії загрожує новий спалах через поширення заразнішого і смертоноснішого дельта-штаму. Він також висловив жаль, що Олімпійський комітет належним чином не підготувався і не вжив усіх необхідних заходів. Якби він це зробив, то сьогодні, на думку Сібуя, ігри проходили б з глядачами. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Assalamu alaikum, xayrlı akşamlar, saygılar телеканалының телесерджілері. Бүгін информацион программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсум Халилова çalışам ve nevbetteki bölümümüzde biz hem Kırım Tatar tilinde hem de yarısını Rus-Ukrayn tilinde alıp baracağımız Kırım ve Kırım etrafında alıp geçken sonki hadiselerini müzakere edeceğimiz mındaki liderlerimizden sonki yapılan faaliyetleri hakkında laf edeceğimiz ki bugün alıngan haberlerge göre
Демек, bizim лидерлерimiz Mustafa Gajimilov, Rifat Agachubаров, Milli Meclis reisimiz, sonra Ukrayna Dış İşleri Nazirinin birinci muavini Emine Japar, Ukrayna Prezidenti temsilcisinin, Kırım'da Ukrayna Prezidenti temsilcisinin muavini Tamila Hanım Taşeva ve de birçok diğerleri, Amerika'nın Ukrayna'daki temsilcisi George Kent'nin konuşup gerçekleştirdiler ve bu konuşup hakkında Rifat Agachubаров bizlerge şimdi tafsilatlıca tarif etmeye hazır. Bizle canlı bağda telefon vasıtasıyla bağlandı. Milli Meclis Reisi Rifat Aga, selamun aleyküm. Alo. Selam aleyküm ama sesiniz çok zayıf geliyor. Ben şimdi daha böyle sesli şekilde sorularımı vermeye tırışırım. Rifat Aga, en baştan Kurban Bayramınız hayırlı olsun o zadımdan. ATR Telekanal adından sizni de hayırlayım ve bu münasebetle siz de halkımızga şimdi ne aytırsınız Kurban Bayramını hayırlamak ister ediniz menimce? Kurban Bayram hepimize hayırlı olsun. Yazıklar ki şimdi 8. mübarek bayramını bizler ayrıca gösteriyor. Çok insanlarımız ana vatanımıza değirler. Oradaki milletimiz de Rus izgalcilerin sarflarına göre orada davranıyorlar. Ama ne olsa da bayram hepimizi birleştirir. Ve ümitimiz yakın senelerdeki gelecek bayramları beraberlikte, birlikte Rus izgalcilerinden azat edilgen ana vatanımıza göstermek. İşte buna hepimiz çalışıyoruz. İnşallah öyle de olur. Bu çalışmalar içerisinde bugün malum olğanı gibi liderlerimiz siz Emine Hanım Japar, Tamila Taşeva, işte Amerika'nın Ukrayna'daki temsilcisi George Kent'nin böyle konuşup gerçekleştirgen ekensiz bu hafta Amerika elçiliği kaydeti özünün Twitter sayfasında. Rifat Aga, tafsiyatlıca tarif etiniz lütfen. Konuşup nasıl geçti, kimnin teşebbüsüyle bu konuşup gerçekleşti ve nasıl sualler anda müzakere edildi? Evvel bizler bu vakitlecek Amerika Kosma Devleti'nin büyük elçisinin vazifesini Ukrayna Devleti'nde alıp barılan George Kent'le konuştuk. Evine davet etti ve orada bizim liderimiz Mustafa Ağamız, milletvekilimiz Rüstem Umerov, Dışişleri Bakanı birinci yardımcısı Emine Japarova ve Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın Kırım'daki temsilcisinin muavini Tamila Taşeva. İşte birlikte orada konuştuk. Konuşmalarımız gelecek Kırım platformasına bağlı ve işte bu haftalardaki dünyadaki bütün olğan denişmeleri elbette bu lafların ya konuşmalarımızın bütün inceliklerini ben şimdi açıklamaya olmam ama bütün konuşmalarımız Ukrayna'nın Kırım'ın geleceği ve Kırım'ı Rus izgalcilerden azat edilmesi. İşte bu mevzuların etrafında çok konuştuk. Buna Kırım platformasına aytacak olsak, Amerika Birleşken Devletleri'nin bu platformada nasıl seviyede takdim edileceği belli oldu mu? Ya da bu Zelenski'nin Amerika'ya gerçekleştirecek ziyaretinden sonra belli olacak sizin fikrinizce? Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin ziyareti Washington'a yazda mutlak olacak. Ama burada tarihi ne zaman olabilir? Bunu George Kent kendisi de bugün bir açıklama yaptı. İşte de böyle gün ayrılmadı ama olacak bu konusu. Burada tek böyle protokol meseleleri, başka bir türlü sebepleri yoktur. Bazıları değiller ki bu konusu iptal edildi. Ortada çeşitli türlü çağımsızlıklar var. Yok öyle değil. Ukrayna ve Amerika Kosma Devletlerin arasında böyle
bağı bozacak böyle bir zorluklar yok Allah'a şükür. Ve sonrasız inşallah olacak. Kırım platformasına geldiğimiz vakit elbette bazıları beklediği gibi Ukrayna'nın resmi heyetini Amerika Cumhurbaşkanı Biden başvuru yapacak. Biden elbette Kırım platformasına gelmeyecek ama Amerika devletinin resmi heyetinin başında çok sorumlu bir bakan olacak. Amerika Enerji Bakanı ben anladığıma göre yakın zamanlarda kendileri bunu açıklarlar. Amerika devlet heyeti platformasında böyle sıkı çalışacak ve diğer devletlerin heyetleri de olmasına Amerika Koşma Ştatları yardımcı ola Ukrayna'ya. Çok sağ olunuz Rifat ağa, bizle bağlanıp kıskaca suallarımızga cevap bergeniz için teşekkürler. Kurban bayramınızda bir kere hayırlı olsun. Kırım Tatar Milli Meclisi reisi Rifat ağa Çubarov bizle canlı bağda edi. Katende saygılı arkadaşlar, sonki vakitlara Zelenskiy ve Biden'ın görüşüvü missiyası etrafında çok laflar yürsetili. Bazılarının degenlerine göre sanki dersin bu görüşüv mahsus iptal etili ve geçirili. Rifat ağanın aytkanına göre öyle değil, sadece bu ötkerilecek ziyaretinin gününü belgilep işleri etrafında faaliyet alıp barılayken ve bu günün Ağustos'un sonu olacağını aytalar, ama Kırım platformasından evvel mi, Kırım platformasından sonra mı da belli değil yaşap görecekmiz ve alıngan kararlarga göre endi bir neticelerini ve bir analizlerini yapmağa imkanımız olacak. Biz şimdi Kırım'la bağlanmağa da tırışacakmız. Nefbeteki vatandaşlarımız bizle bağlanıp Kırım'da bugün Kurban Bayramı nasıl geçiyor degen sorularımızga cevap verecek. Ben de bir kere hatırlatam. Biz canlı yayınımızda çalışamız. Ekranlarınızga rejissörlarımız telefon numaralarını takdim eti. 063 67 63 46 130 Viber vasıtasıyla stüdyamızga telefon açmağa imkanınız var. Ya da Skype adresimizni kullanabilirsiniz. atr.tv. Buyurunuz, bizlerge telefon açınız. Bugün Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukrayna musulmanlarına Kurban Bayramı'nın hayırladı ve herkeske sağlık, selametlik ve de birçok diğer sıcak dilekler seslendirdi. Ben beraberlikte şimdi onun sitatasını dinlemeye teklif edeyim. Buyurunuz. Прийміть мої сердечні вітання з нагоди Курбан-Байраму, свята традиційно пов'язаного з торжеством віри, жертовності і щедрості, що стало невід'ємною частиною культурного і релігійного життя нашої країни. Нехай ваші рідні та близькі будуть здорові і щасливі. Bizle şimdi canlı bağda Kurultay Merkezi Seçim Komisyonu'nun reisi Zahir Ağa Smedlia var. Geliniz onu selamlayıq. Zahir Ağa, selamun aleyküm, merhabanız. Aleyküm selam. Kurban Bayram cümle milletimizge, Müslümanlara mübarek olsun. Cümlemizge çok sağ olun Zahir Ağa. Hayırlılarınız için sizin de Kurban Bayramınız hayırlı olsun. Aslında tarif etiniz bizge lütfen. Kırım'da bugün Kurban Bayramı nasıl geçti, nasıl tedbirler ötkerildi, hususan siz yaşayan regionda bir faaliyetler oldu mu bu münasebetle ya da nasıl olup geçti, buyurunuz. Doğrusunu aytkanda çok öyle bir genişlikler olmadı. İşte cemaat saat 6'da camilerinde toplandı. Bayram namazı edetti. Maskalarını takıp namazlarını yanına alıp biraz bir bölüm uzak çatırıp ama bayram namazına geçirildi. Bizim kasabamızda rayon boyunca ondan sonra kabristanlarını ziyaret edildi. İşte kurban hayvanlar kesildi. Kalma başladı bu kurban etler. Bizde böyle işte aman yazıklar olsun böyle kader geldi. Sak regionda kınır yerlerde camilerde bayram namazlar olmadı. Ya niçin?
Bugün Brevo Moskova'dan örnek aldım. Moskova'da yasak ettiler. Hem de Kırım'da da yasaklanacak efendim. Hem de hazırlanıyorlar işte. Aha. Anladım. Ya aslında Zahir Ağa böyle bugün elbette ki Kırım zor vaziyetlerde, işgal vaziyetinde bulunmakta, halk böyle baskı altında bulunmakta. Aslında siz bu bayram muhitini Kırım'da hissettiniz mi? Misal olarak 14 senesinden evvel olgan Balaban bayramlarla kıyaslayacak olsa. Evet, tesiri, memleketinde tesiri var, bu hastalığın da tesiri var. O sebebinden sözden başka bağırda büyük bayramlar yapar ediyor. Savuncaklar, çeşitli atraksiyonlar neler. Bu sene ben görmedim, belki bir yerlerde yapılgandır ve ta bölgemizde bayramın 3 günü var. Belki bir yerlerde öyle bir merasimler olabilir. Ya münazara koronavirus meselesine gelecek olsak, çünkü ben bugün yayınlarımda da diğer işte semiydeşlerimizden laf ettim. Onlar da bizim vatandaşlarımızda bu mesele etrafında demek sakındırdılar. Elbette ki bayram tedbirleri ötkerilse bile gene de koronavirus hastalığına dikkat edilmesi lazım gerek olganını da bir kere aytıp geçtiler ki alıngan işte Kırım'dan sonki haberlerge göre, işgalcilerin statistikasına göre hastalanganların miqdarı öse eken. Mına hakikaten de vaziyet böyle fenalaşa kunkunden koronavirus hastalığı sebebinden hakikaten de çoklaşa ve hususan hastalanganlar sırasında bizim halk temsilcilerimiz çok olganını da aytalar. Bu doğru mu bu malumatlar? Bilirsiniz, şimdi Kırım'da çok yerlerde kalabalık insanlar çok. Moskova'dan, Sankt Petersburg'dan, başka şehirlerden çok gelgen adamlar var ve evet onlar ne maske takar ne başka bir şeyler ve böyle hastalık olanlar çok dikkat ayırmıyorlar. O sebebinden camide dedim de bu bunların çok olan yerlerde, kanserlerde, başka yerlerde bu hastalık çıkmasına yollar açık. Ve onların kanserlerinde çok artistler göre belli sorunları ve bunda binlerce adamlar katlaşıyor. Ya münazara nasıl? Camide kelden çıkan adamlar yetişir, abdestin teli ve ondan da son abdest kanalır. Temizlik dediğin şey Müslümanlarda birinci yerde. Ve Zahir Ağa şunu soracak edim koronavirus meselesine devam ederken de malum olğanı gibi Rusya demek özünün vaksinasını Kırım'da tarqatmağa devam ediyor ve mecburi şekilde işte çalışkan insanlarını bu vaksinanı kullanmağa da mecbur etti eken. Buna siz bu meseleye nasıl bakarsınız? Bugün koronavirus böyle infeksiyası tarqalğanı sebebinden sizin fikrinizce bu Rusya'nın vaksinasını kullanmak zaruriyeti var mı? Ya da ondan ona karşı çıkmak, onu kullanmamak, iptal etmek gibi imkanlar var mı Kırım'da? Böyle bir onlar uydurgan şuna vaksina demege tılım aylanlar içinde hiçbir yerde bu laboratuvar demek bakışların neticeleri bir yerde basılmadı, bir kimse bilmiyor. Ama onu vaktin edilir, adlarını koyar ve mecburi yapar bunu kullanmağa. Ama çok memleketleri bu vaksinadan vazgeçtiler dediler. İnanmadan, nişanmadan bir şey. Bu devletten para çalmağa bir hareket bir yoldaştır.
Çok sağ olunuz Zeyrağa, bizle bağlanıp suallarımızga cevap bergeniz için dabir kere Kurban Bayramınız hayırlı olsun. Zeyr Smedya bizle canlı bağdaydı. Men size şunu kayd etmege isteyeyim. Saygılar arkadaşlar, bugün Ukrayna Yukarı Şurası'nda insan hakları boyunca temsilci Lyudmila Denisova insanlarını Kurban ve Müslümanlarını Kurban Bayramı ile hayırlığını vakit siyasi mabuslar meselesini de hatırladı. Zira malum olğanı ki bu hapishanelerde bulungan siyasi mabuslarının ekseriyeti Kırım Tatarlar yani Müslümanlardır. Onların miqdarını da aytıp geçti Lyudmila Denisova ve keliniz onun sitatasını şimdi birlikte dinleyik. Sonra nevbeteki musafirimizni de bağlanacağımız. На жаль, не всі Курбан-Байрам зустрічають в колі сім'ї і на українській землі. Тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта. 93 кримських татар Росія переслідує з політичних мотивів. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта. 36 з них вже засуджені, 42 перебувають під слідством. Kurultay delegesi ve Cemaat Erbabı Demağa Dudakov. Bizle şimdi canım bağda. Demağa selamun aleyküm. Evet Demağa selamun aleyküm. Selamun aleyküm ama aleyküm selam. Eşitesiz? Eşittim, eşittim. Bayram şerifleriniz hayırlı olsun. Demağa siz bugün bu günü nasıl kaydettiniz? Siz için bu gün nasıl emniyetini taşıyı buyurunuz? Bugün öyle oldu ki kızımla vardık. Mandat komisyasını geçtik ve o bugünden başlayıp tema student olup kaldı. Onun için biz camiye yetip varmadık. Ama hepsinin fırsatından faydalanıp bayramdan hayırlamaya isteyim. Bugün mandatlı komisyonun geldi. Maşallah, biz de sizni hayırlaymiz, sizni Kurban Bayramı'nın hayırlaymiz, kızınız endi student olğanın hayırlaymiz. Demağa çok hakikaten de tahsil bugün bizler için, halkımızın geleceği için çok mühimdir. Yani bu bayram günü demağa nasıl tilekler ve hayırlavlarını halkımızga seslendirmek isterdiniz? Sizin fikrinizce bugün bizge en gerekli olğanın yetişmegen şey nedir? Birleşmek gerekmiş kurultayın etrafımızda, liderlerimizin etrafında ve eminim ki gelecek bayramlar Kırım'da hepimiz kavuşturur. Ya bu sonki 7 yılı... Kansaray'da geçirir. Kansaray umut etemiz ki... Kansaray'da geçiririk. Umut etemiz ki Xalın Saray kalır o günlerge kadar. Zira bugün işgalcilerinin yapkan hareketleri çok dehşetli Kansaray meselesi etrafında. Demağa şunu sormağa isteyeyim. Asıl da bu sonki 8 yıl içerisinde Kırım'da bayram karşılavı ve hayırlavları ile bir denişmeler yani bu yönelişte asıl da oldu mu? Siz hissettiniz mi bu bayram muhiti nasıl şekilde geçkenini? İşte bayram elbette unutun bayram değil Müslümanlıkta işte orada bayram yani Kurban Bayram oluyor. Onun için hepsi halk toplanıyor birbirlerine varıyorlar, görüşüyorlar. Ama bugünleri Afganistan'da oturan temsilcilerimizi anlayıp bu Rus hükümeti gelen son kardeşlerimiz Ervin gibi yok olup onları anlayıp çok şeyler elbette evvelki zamandan değişmeler var. Çünkü halkımız bir ağır yaşamak ve pek çok adamlar, ballar hukuksuz kaldı, balarsız kaldı. Onun için anacak şeylerimiz çok. Bu bayramlarda Allah'a müracaat etmemiz ve bu adamların, Afganistan'da oturan adamların sessiz frontalarının kavuşturdu. Çok sağ olun Demağa bizle bağlanıp hayırlavlarla paylaşkanınız, güzel haberlerle paylaşkanınız için büyük teşekkürler sizlerge. Daha bir kere Kurban Bayramınız hayırlı olsun.
Құрылтай делегациясы жемаат эрбабы Эдемаға Дудаков бізілем жанлы бағдайыды. Демек незік кеп бақ бөлі яман олғаны себебінден невбеттекі дегер үште суалерве меселеріні музыкерет меге оламадық. Ама мен умут етемге бұл меселерін біз телефей терміз, чезерміз бейін невбеттекі яйныларымызда әлбеттекі бір чоқ дегерді меселеріні музыкерет меге девам етежек мысайғылы достлар. Менсе бүгін Украинада шубесіз чоқ дегер меселерін де дегер мұсафирлеріміз ле музыкер етмеге істейм. Біздің яйнымыз шымды ярысы рус тілінде девам етежек ве біз бүгін Украина матбуат вассаларында алып кешкен сонки актуаль адиселеріні музыкер етежекміз ве о себептен рус тіліне кешмеге мечбурым шымды. Добрый вечер. Мы продолжаем информационно-аналитическую программу «Бугуни». В студии для вас работаю я, Гульсум Хавилова. И буквально следующие 15-20 минут мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня и не только. И начать я хочу со следующего информационного сообщения. Вторую часть нашей программы на международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформации региона» в Батуми президенты Грузии, Молдовы и Украины подписали декларацию о стремлении 3 стран к вступлению в Европейский Союз. Давайте вместе послушаем квинтэссенцию этой декларации и продолжим наш эфир. Надання європейської перспективи 3 асоційованим партнерам стане потужним стимулом та надасть поштовх для ще глибших та більш широких реформ. У цьому контексті ми нагадуємо, що відповідно до статті 49 Договору про ЄС, Грузія, Республіка Молдова та Україна як європейські держави, які поважають європейські цінності та віддані їхньому просуванню, можуть подати заявки на вступ до Європейського Союзу. Ми домовились продовжувати співпрацю з інституціями ЄС щодо реалізації на практиці всіх можливостей та потенціалу, передбачених положеннями угод про асоціацію та поглиблених та всеохоплюючих зон вільної торгівлі, що передбачають поступову інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, як це передбачено угодами і не тільки, де існуючий рівень економічної інтеграції дозволяє подальше узгодження політик та регуляторне зближення. Водночас угоди про асоціацію повинні залишатися гнучкими інструментами, які слід оновлювати, коли і де це необхідно, для врахування розвитку нормативно-правової бази та економічного розвитку, як це передбачено в угодах. Президент Украины Владимир Зеленский на том же Батумском международном саммите предостерег Европейский Союз. Он сказал, что если ЕС не продемонстрирует железную поддержку европейских стремлений Украины, Грузии и Молдовы, то кто-то продемонстрирует железные мышцы у наших границ. Очевидно, президент Зеленский намекал на Россию. Давайте послушаем его цитату. Якщо Брюссель та ЄС не демонструють залізну підтримку європейських прагнень 3 наших країн, тоді дехто демонструє залізні м'язи своєї зброї біля 3 наших державних кордонів. І це, на мою думку, загроза не лише для наших 3 країн, а й для всього континенту. Ми хочемо, аби територія Європейського Союзу стала більшою, і за цей вибір території 3 наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово, але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від вас, шановні європейці, і від вашої підтримки. Прикладом цього є прагнення Європейської ради надати асоційованим партнерам європейську перспективу. С нами сейчас на прямой связи политтехнолог Олександр Кондратенко. Пане Олександре, вітаю вас, селям алейкум. Алейкум ассалям, добрый вечер. Пане Александра, вот сейчас вместе мы с вами послушали цитату президента Украины Владимира Зеленского с Батумской международной конференции. Вот как вы оцениваете вот такую четкую и, наверное, даже в какой-то степени жесткую риторику президента Зеленского? Прежде чем перейти к международной повестке, во-первых, хотелось бы поздравить весь крымско-татарский народ с одним из самых главных исламских праздников – окончания хаджа. Курбан-байрамом, пожелать процветания нации крымско-татарского народа, ну и, собственно, всех благ. Спасибо вам большое. Чох Салонс. Во-первых, разумеется, между первой подводкой, которую вы прочли, и информационной повесткой, которая была озвучена господином Зеленским, более чем декларативного характера заявления, которое на протяжении последних 2 лет мы слышим от главы государства, ничего содержательного, скажем так, в этих заявлениях нет. И
на мое субъективное мнение, продолжается политика, скажем так, в первую очередь заявления, связанные, скажем, для наших европейских партнеров, касаемо Российской Федерации. Игра продолжается, и в международной политике у нас сейчас события, скажем так, развиваются намного стремительнее, чем это прогнозировалось после встречи Байдена с Путиным. Так, а что вы имеете в виду? Дело в том, что на данном этапе семимильными шагами у нас формируются две концепции, скажем так. Потому что одна была надежда на то, что Байден с Путиным договорятся и, скажем так, главные международные геополитические игроки придут к какому-то знаменателю какой-то новой концепции развития в дальнейшем ситуации не только касаемо Украины, а в целом в мире. Но, как показывает практика, еще до приезда, скажем так, господина Байдена к Путину на встречу, он посетил Великобританию, встретился с Джонсоном. И, собственно, что произошло? Они подписали, с одной стороны, союз с британцами, новую Атлантическую хартию, которой, вследствие, если взять на одну чашу весов, это Соединенные Штаты Америки, британцы и некоторые политические элиты Европейского Союза. С другой же стороны, мы наблюдаем некий союз России, Китая и определенных политических элит, в кое входит также Германия и Франция. Вот эти вот две противоборствующие стороны начинают между собой бодаться в геополитике. И вот со стороны Путина, Китая, это так называемая новая большая Евразия. К чему это все ведет и почему это нас касается непосредственно? Потому что в данной конструкции мы должны четко понимать, что нашему главе государства все сложнее сидеть на этом продольном шпагате, и в какой-то момент придется выбирать. Собственно, Ангела Меркель уже сказала Зеленскому на встрече, куда ему двигаться и что ему делать. Я имею в виду формулу Штайнмайера, имплементацию нашего законодательства. Ну, как бы такую дорожную карту нарисовали. И, мало того, договоренности с Меркель по Северному потоку-2 четких так и мы не получили. Я имею в виду письменные договоренности. И Меркель, я не знаю, может быть, с посылом офиса президента нашего, может быть, с посылом Меркель. Зеленский встретился с, как его предрекают ему, будущим канцлером господином Лашетом. А если посмотреть биографию господина Лашета, он является председателем партии ХДС, Христианского союза. И это, мягко говоря, российское лобби в Германии. Заигрывание Зеленского, скажем, с китайцами в преддверии визита в Соединенные Штаты Америки, выглядит как минимум абсурдным. Вот, на такие провокации США не пойдут, поэтому я не исключаю, что... А вы считаете, что это был блеф с китайцами? Для того, чтобы как-то подстегнуть американцев или что? Дело в том, что на самом деле за последние 3 недели в Украину приехало достаточно много под разным видом делегаций именно с Китая. То есть эти люди здесь присутствуют, это непосредственно есть подтверждение, мои близкие друзья, скажем так, занимаются их размещением в Киеве, в других городах. Поэтому есть, дыма без огня не бывает, и Китай здесь тоже преследует свои интересы. Китай, разумеется, преследует интересы, скажем так, США не хотят сближения России с Китаем. Если брать глобально, то Российская Федерация, разумеется, после заявления, и той статьи, о которой написал Путин, четко показывает, какое место в этом новом Евразийском союзе занимает Украина. И что Украина должна быть решением. И в случае, если она не будет решением, то Владимир Путин готов пойти абсолютно на все. Собственно, когда стреляли по Дефендеру в Черном море, это отсылка как раз вот к этой истории. Потому что вот этот вот союз, о котором я сказал, британцев и США, он уже негласно существует. И борьба продолжается. То есть, по-вашему, международная конъюнктура, которая сегодня складывается, это не в пользу Украины? Абсолютно не в пользу Украины, потому что когда нас ставят перед выбором, либо вы с одними, условно, с британцами и США, либо вы с Россией и Китаем. Поэтому вот сейчас эти процессы, они немножко ускорились именно в Украине, и давление, оно только нарастает.
А как вы оцениваете визит Керри в Москву? Может ли это быть как раз прямым следствием женевских переговоров между Путиным и Байденом? Ведь очевидно, что он приезжал в Москву обсуждать не только вопрос климата, да, и так далее. Да, я понимаю. Дело в том, что переговоры Байдена, встреча Байдена и Путина, это же не просто так заканчивается. Потом идут другие встречи, другие консультации. Крупные геополитики, они на каких-то моментах договариваются, а в какие-то моменты очерчивают красные линии. Вот красные линии, которую очертил для всего мира Владимир Путин, является вопрос именно Украины. Потому что то, как разворачиваются события даже в Беларуси, они косвенно очень серьезно влияют на то, как будет у нас. И когда в Беларуси начинают очень серьезно трусить, Лукашенко говорит, что у нас здесь терроризм процветает, и по договору ДКБ он имеет право пригласить, скажем так, контингент союзного государства разместиться на территории Беларуси, то я вас уверяю, первыми, кто будет размещаться вдоль нашей границы, разумеется, будут войска Российской Федерации. Но дело даже не в этом. Для того, что у нас грядет впереди, скажем так, с сентября месяца, у нас будут здесь очень титанические изменения в плане досрочных, скажем так, либо парламентских президентских одновременно выборов. Очень много фактов на это свидетельствует, достаточно много новых политических проектов уже, условно, стоят на старте, ждут команд для того, чтобы шатнуть ситуацию. И даже уход Арсена Борисовича Авакова, это тоже не просто так. И те эксперты, которые говорят, что Зеленский, мол, его попросил, и он взял так и ушел. Вы должны прекрасно понимать, у Арсена Борисовича полнота власти была гораздо больше, чем у офиса президента Зеленского вместе. Поэтому 7 лет на посту несменного главы МВД и просто так уйти, это абсурдно. Просто достаточно посмотреть перед тем, как он написал заявление, с кем же, собственно, встретился сам Арсен Борисович, а он на секундочку встретился с временным послом в Украине, в США, господином Кентом. Поэтому говорить о том, насколько эти процессы между собой связаны, можно будет по прошествии некоторого времени, я думаю, стоит посмотреть до конца политического года. Но, повторюсь, семимильными шагами развивается ситуация вокруг Украины, не только вокруг Украины, а в целом глобальное противостояние, эти противоречия, которые были сформированы, как показывает, единой концепции развития земного шара, условно назовем это так. Их не нашли, поэтому выбираются такие противоборствующие стороны. Пан Олександр, мы, к сожалению, на данном случае являемся просто полем боя между Западом и Востоком. Субъектность страны потеряна. Зеленский, в принципе, если посмотреть даже по встрече Зеленского с Меркель, то эта встреча, действительно, дипломата. Я не хочу сказать, что уважаю институцию президентства в Украине, но Зеленский явно не мой президент, и очень далеко от реально видения того, каким должен быть дипломат международный. А непосредственно президент — это международные отношения. Так, пан Олександр, не кажется ли вам, что все-таки неправильно, наверное, искать какую-то зраду в словах Ангелы Меркель, которая сказала о необходимости имплементации формулы Штайнмайера в украинское законодательство? Ведь мы понимаем, что не так долго времени остается до завершения каденции Ангелы Меркель. Буквально через несколько месяцев там уже будут парламентские выборы. Ангела Меркель уходит на пенсию. И что с дипломатической, с политической точки зрения не было ли, наверное, нет смысла говорить о каких-то других вещах, о какой-то альтернативной площадке и так далее? Как вы прекрасно понимаете, что реальная политика, она всегда, абсолютно всегда в закрытой двери. То есть договоренности, о которых мы можем только догадываться и видеть их косвенно по каким-то событиям, которые развиваются, могут сказать много. И, собственно, заявление самой Меркель, она прекрасно понимает. Северный поток договорились, США договорились. Кстати, Байден, Меркель, Вашингтонскую декларацию тоже, или этот документ вы подписали. Тоже, в данном случае это декларативный документ, потому что противостояние, к сожалению, у всех этих геополитических игроков, у всех, они преследуют или политические, или экономические интересы. Где они сталкиваются, там идут противоречия. Там, где не договариваются, идут подписания
соглашений и тому подобное. В конце августа говорят, что Зеленский поедет в Вашингтон, чтобы встретиться с Жозефом Байденом. С какой повесткой он поедет в Вашингтон после заигрывания с Китаем? Вы представляете, как это, условно, мы с вами партнеры, потому что в геополитике есть партнеры, есть конкуренты. Вот мы с вами партнеры, и тут я в какой-то момент говорю, я сегодня встречаюсь там или по телефону позвоним, мы там какие-то вопросы обсуждали, которые вас не касаются. С какой повесткой меня там будут ждать в Соединенных Штатах Америки? Это, с одной стороны, предательство называется. Поэтому, сложности будут у Зеленского. Я вам скажу больше. В Соединенных Штатах Америки очень недовольны Владимиром Александровичем. Поэтому ситуацию будут очень серьезно раскачивать ближе к осени. И даже вот убрали последний предохранитель Арсена Борисовича Авакова. То есть он был последним гарантом перед Западом, что у нас здесь плюс-минус все стабильно. Вы посмотрите, Аваков пишет заявление, на следующий день по стенам Верховной Рады прорывают оцепление пенсионера МВД. То есть, совпадение, не думаю. Так, а если... Да, вот у меня просто возник вопрос. Если заигрывание с Китаем, на ваш взгляд, это предательство, а завершение строительства Северного потока-2 и фактически угроза нашей энергетической и территориальной безопасности, это не предательство? В целом, дело в том, что я не особо разделяю тот вектор, который сейчас ведет офис президента и непосредственно глава государства Зеленский. Если раскладывать это на, скажем так, на определенную стратегию, то, что происходит последние 2,5 года с приходом его к власти, то я, по моему собственному мнению, вижу, что здесь хотят поменять, скажем так, плюс-минус устоявшуюся демократию на такой себе авторитарный режим. И, собственно, убрав последний предохранитель Арсена Борисовича и если через 2 дня говорить о дроблении министерства, это точно так же поставить на определенные должности своих людей. В авторитарном режиме, если посмотреть в целом, что было проделано, то у Зеленского монобольшинство, подконтрольный парламент первый, второй, потом что у нас, Венедиктова, следственные органы, сейчас вот МВД и если разграничат там другие ведомства, все идет по схеме, скажем так, если провести небольшую аналогию с первым годом правления, первым-вторым годом правления Владимира Путина в России, когда он пришел к власти, он точно так же начинал бороться с олигархами, то есть неугодных олигархов закрывали, угодные оставались, я имею в виду тех, которые потом исчезли вследствие. Точно так же говорил о том, что необходимо подчинить, скажем так, неугодные институции ликвидировать, а угодные подчинить себе. Вследствие чего, то есть мы сейчас прекрасно наблюдаем то, что происходит при Зеленском. Вопрос в другом, что в Украине, к сожалению, не будет такого сценария, потому что у нас немножко другие люди и по-другому мы мыслим. И вот эти вот все истории, они уже чем больше начинают, во-первых, информационное пространство выходить, потому что некоторые мои коллеги даже уже обмолвились неоднократно, кто такой Владимир Александрович Зеленский, и как этот проект вообще строился и для чего он пришел. Вот. Я в своих высказываниях стараюсь быть более дипломатичным, но мне кажется, все-таки человек — это казачок засланный, и то, что сейчас пытаются здесь отстроить, это новый виток. Мало того, вы посмотрите, господин Арестович недавно обмолвился, что нам, если мы не пойдем на Запад, то мы развернемся в сторону Востока. Как вы думаете, что это за тезис и откуда он пришел? Да, я знаю, я просто объясню, я знаю этот тезис, это был ответ, такой гипотетический ответ на гипотетический вопрос журналиста, мы же понимаем, что... Это называется информационный сброс для того, чтобы сделать замеры, как реагирует общество в Украине. Потому чем больше я наблюдаю за развитием событий именно в внутриполитической кухне, внутри страны, тем больше вот такого рода заявлений появляется. И если раньше они появлялись чаще на каналах Медведчука, после чего каналы, собственно, были прикрыты, то сейчас уже это из офиса президента, из окружения Зеленского, из советников, они все больше появляются и все больше наталкивают меня на мысли, что я, как и любой человек, могу ошибаться, но в данном случае мне покажется, что именно так и происходит. Мало того, когда я встречаюсь в этом сообществе со своими знакомыми, большинство из них разделяют мою точку зрения. И в ближайшее, скажем так,
встреча Зеленский-Путин точно отпадает, им не о чем будет разговаривать. Если же ход имплементации формулы Штайнмайера в нашей законодательной постоянной основе и там руки, тогда да, они встретятся и будут обсуждать. На данном этапе все более чем плачевно, потому как у нас в наших газовых хранилищах можно играть в футбол, тарифы растут, они не знают, где брать деньги, не повышают налоги. Ну и, собственно, на сентябрь... Буквально 30 секунд, пане Олександре. Да, на сентябрь месяц, собственно, уже готовы выводить своих людей на Майдан. Юлия Владимировна по земле, по тарифам. Петр Алексеевич против имплементации вот этих вот Минских соглашений именно с той формулировки формулы Штайнмайера на постоянной основе. Ну и начнут качать ситуацию. А Соединенные Штаты Америки, во всяком случае, по некоторым политическим проектам, о которых я знаю, готовы их уже финансировать. Поэтому очень сложный период для господина Зеленского нас ждет этой осень. И осень будет очень жаркой, даже жарче, чем это лето. Тучи сгущаются, как вот сегодня в Киеве идет дождь, так вот тучи сгущаются все больше на Зеленского. Дякую вам дуже, пане Олександре. Чохсагл нас, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Олександр Кондратенко, политтехнолог, був з нами на прямому зв'язку. А я, к сожалению, вынуждена завершать информационно-аналитический блок на сегодня. Но вы оставайтесь первым крымско-татарским, потому что буквально через несколько минут эфир продолжает информационная программа «Заман» на крымско-татарском языке. А далее в этой студии смотрите программу «Прайм». Коршкенч. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Киевдеги Кырым мусульманлары дини идаресинин жамисинде саба Аллахнын шерефленүүнен башлана. Sonra эркеклер умуз-умузга туруп бераберликте байрам намазын кылалар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Намаз кылынганынан Кырым муфти Сайдер Рустемов байрам хутбесинде Курбан байрамынын манасын аңлата. Bu kun mükafat kunudur. Müslüman ümmeti Zulhicce ayını başlanıp da yaraştılar hayır işlerde, hayır amellerde. Niyetlendiler acılıkını eda etmeye, yerine getirmeye. Niyetlendiler kurban kesmeye. Ve bu günde bu işler, bu niyetler tam zirvesidir. Kulminatsiya tamamlanır. Onun için bu gün en büyük gündür. En azim gündür Allah'ın karşısında. Кырым-татар халкынын лидери Мустафа Джемилев эркезini байрамнен хайырлап, ватанымыз ишгалчилерден азат этилмеси үчүн колундан келгенini yapmaga чагырды. Müslüman olmak yalnız Allah'a ibadet etmek değil, oruç tutmak, kurban kesmek değil. Elbette bu lazım, bu farzdır. Ama Yüce Tanrımızın bir sözü var ki, ey kulum, sen isteklerin yerine getirmesini istiyorsan, gayret et de bunun
geçirmeyi, o zaman ben size yardımcı olurum. Yani biz yalnız dua edip de hiçbir şey yapmayacak olsak, yalnız başımıza tövbeye bakıp duracak olsak hiçbir şey gerçekleşmeyecek. Biz özümüz elimizden geleni yapacağız da o zaman Allah bize yardımcı olacak. Ve umut ederim ki biz yakın zamanlarda toprağımızı o pisliklerden temizleyeceğiz ve vatanımıza dönüp Urf adetlerimize göre hayatımıza devam edeceğiz. Hepsinize daha bir kere bu yüce bayramımız hayırlı olsun. Тебессум, кучаклашув ве хайырлап сөзлерінен мұсылманлар бірі-біріні байрамнен хайырлай. Жамияз барында есе байрам қавесі. Бірчоқ Қырым татары байрамны ярмада тышында қайд етмеге мечбур. Олардан бірі сабық сияси мабус Исмаил Рамазанов. Ватанда олғанларға илкебелі дигер сияси мабуслерінің қоранталарына ишғалының соныны көрмек үшін сабыр ве күч-құвет тілей. Bütün milletimizge sağlık. Bu bayramlarının kayıt etmege Allah hepsimizge sağlık versin. Kurbanlarınızın Allah kabul etsin. Ve siyasi mabuslerimizin ana babalarına da aytmak isteyeyim. Allah sizlerge hepsinizge sabır versin ve elbette biz hepsimiz bilemiz. Göz aydın günler olacak. Allah kısmet etse hepsimiz ağalarımız, altın ağalarımız evlerine kayıtıp Kurantalarının kavuşarlar, sağırlarlar. Зулхиджа айының ilk 10 күні мұсылманлар мұқаддес олған Мекке ве Мединеге барып, ажылық ибадетлеріні кечірмекте. Ама бұл сене коронавирус пандемиясындан себеп шетелден ажыларны Сауди Арабистан қабыл етмеді, тек анда олғанлар ибадетлеріні кечірмекте. Құрбан Аллахқа яқынлашмақ демектір. Байрам күнлері имканы олған мұсылманлар Ибрахим пейғамбер чоқ бекленілген оғлы Исмаилны Аллахның емірі ile құрбан кетірмеге азыр олғаны кібі құрбанлар кетірмек кереклер. Как меня учили с детства, да, мы распределяли на 1/3 часть. То есть 1/3 часть оставляли себе, а 2/3 часть мы раздавали соседям, родственникам, нуждающим семьям. Вот. И этот великий праздник, то есть мусульмане обязаны праздновать по максимальному. То есть они должны, если есть возможность, сделать жертвоприношение, потому что в этом году, то есть это единственный день Курбан-Байрам, потому что мы можем купить себе телефоны, можем менять машины, можем, на другие бытовые вещи, да, нужды использовать. А на баран мы обязаны, да, найти. Халет Хамед, Джезаир, Алжирдан, Украинада 2 олмақ үшін тасил алмақта. Байрам намазына семедешлерінен берабер келді. Ойынды бірқач жылдан берлі байрамларыны Украинада қайд етмекте. Батанда байрам мойыты чоқча дуйлайды дей. Джезаирде құрбанлар насыл чалынғанны тариф ете. Здесь они есть, они продают и сами режут и все. Потому что нет места. Там у нас в Алжире мы убьем возле дома, прямо там. Есть атмосфера, конечно, не как в моя страна, семья, конечно. Потому что там родители и все, я там растил. Желаю, что умма мусульманский будет лучше, хорошо и все. Иншаллах, Аллах принимает наши курбаны и все. Арслан Месиратов сабық гонулі аскер. 2014 сенесі Русия Қырымны ишғал етіп женг башлатқан сон, о Украина шарқында 3 ел девамында. Ишғалжелерге қаршы женглешіп Украинаны мұдафа етті. Бүгін есе о арқадашларынан берабер құрбан чалып, етлеріні Қырым татар женгшілерінің қоранталарына дағытмаған ниетленді. Возьмем сейчас 3 баранов, иншалла, и будем праздновать, раздадим нашим ребятам-атошникам мясо. Тем, кто остался без кормильцев, сейчас будем резать и раздавать мясо. Желаю всем нашим братьям, сестрам, которые в Крыму, чтобы они держались. Иншаллах, все будет хорошо. Вернемся и уже в свободном Крыму будем радоваться, будем танцевать, будем делать свободные праздники. Иншаллах, все будет хорошо у нас. Құрбан байрам 4 күн деваманда қайд етілмекте. Мұсылманлар бұл вақыт деваманда әжеле олмаған ішлеріні қалдырып, чалынған құрбан етлеріні тарқатып, сой сопларыны зиярет етмелі, балаларға бақшышлар беріп, байрам мұйтыны яратмалы. Шевкет Аматулаев, Эльдар Исматов, Ислам Пинка, Заман, АТР.
Президент Володимир Зеленский Украина мусульманларына эйлік ве аманлық тіледі. Ойс хайырлауларында Құрбан байрам, иманлық, құрбанлық ве жүмертлікнен бағлылған байрам Украинаның медени ве дини яшайышынан айырылмас парчасы олды деп қайдетті. Юқары Шурада инсан ақлары векилетлесі Людмила Денисова Құрбан байрамна иман, мерхаметлік ве işgalcilерінің репрессияларындан себеп байрамна ақрабасынен бірабер қайдетіп, ола маған мұқтачларға ярдым көстерув байрамы деді. На жаль, не всі Курбан-байрам зустрічають в колі сім'ї і на українській землі. Тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта. 93 кримських татар Росія переслідує з політичних мотивів. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта. 36 з них вже засуджені, 42 перебувають під слідством. Тек Аллах огынде тыз чөкіп, залимлер огынде тек тік тұрып, қаршылық көстерейік. Меджлис рейсінен бірінші муавина Нариман Жилял халқына Құрбан байрамнен хайырлап, Ибрахим пейғамбер Аллахнан емірі иле евлядына Құрбан кетірмеге азыр олғаны кібі халқымызны да милли ғайымызге садық қалмаға ве ұмытлерімізні ичте ұзмемеге чағырды. Bizim de milli kuruşumuzun maksadlarına, milli gayemizge işançımız bugün büyük sınavlardan da geçi. Zalimler bizler ana toprağımızda sahip olarak baklı yaşamağa umutumuzu öldürmeye tırışalım. Buna hiçbir vakit yol vermeyik. Unutmayık. Tek Allah'ın o günde kul yaşamak mümkün. Tek Allah'ın o günde tiz çöküp dualar okumak mümkündür. Onun için zalimler o günde ana toprağımızda havi ayakta durup yüreğimizge namusluk, azatlık, iman ve cesurluk doldurup onlara her bir dakika cevap vermeye hazır olayık. Allah sizden razı olsun. Bayramımız da hayırlı olsun. Sıcaqlara тушмей, қоқы дуймайлы Рамасизо елбасшылығы Қырым татар сияси мабуслерінде коронавирус хасталығы yok деп айты. Русияның Женеве Арби махкемесі Ахмеджете тұтылып Хизбут Тахрирге алақасы бар деп терроризм ве Русияда акимиетні күчнен запт етмейін тұлуында қабатланған 5 Қырым татарының давасыны бақмақ керек еді. Мабуслерде коронавирус алеметлері олғаны Фархат Базаровнан sıcағы yüksek олғаны үшін оны махкеме салонына кетірмегенлері себебінден махкеме топлашуы башқа күнге қалдырылған. Со слов ребят, что очень многие, практически в каждой камере есть больные люди. У Бекирова Ремзи якобы на его письменное заявление взяли у него ПЦР-тест. Однако провели его или нет, он не знает. Единственное, ему устно сказали, что якобы у него отрицательный ПЦР-тест. Однако письменно ему ничего не ответили. Однако у него постоянно высокая температура, у него пропало обоняние, он не чувствует, не ощущает запахи. У остальных ребят тоже температура. 5 инсан вифат еткен 9 кіші яраланған. Ақияр Ялта yolында yol қазасы yüz берді. КамАЗ тез кетіп, қаршы yolға шығып 5 арабанен чатышты. Видеорегистратор қайдеткен кадрларда бір қач араба дарбеден қачынып олғаны көріне. Олған мәліметқа көре юк арабасы Mercedes ве Devo арабаларынан урылды. Сонысы Renault арабасынан чатышып, оны 700 метрге етеп кеткен. Уақыттесе Hyundai ве Nissan арабалары да зарар көрген. Тек бұндан сон КамАЗ yol қорасына еқіп, yol ендегі кетті. 5 кіші ила қолды. Юк арабасының айдавжысы енгіл арабада олған 2 бала оларының ана бабасы. 9 кіші қазаланған. Илк версияға көре КамАЗның чана системасы çalışмай қалған.
Рус ишгалчылар Азақ деңізі живарында олған Украина арбелері позицияларына ұжым етмекте. Бұны бірлешкен құветлер операциясы штабында білдірелер. Душман Водяное қасабасына 100 грамм калибрлы майнларынен, Авдеевка ве Павлополь тарафына граната атыжы системалары ве бұйық калибрлы құршын атыжы тіртібатларынен ұжым еткен. Украина арбелері арасында ғайыплар yok. Bundan gayrı işgalciler Lugansk yönelişinde Arlan 10 Rus pilotsuz uçucu aletini cebe sızığından geçirecek olgan. Ukraina istihbaratında Moskva işgal bölüklerinin arbi kuvvetlerini ep arttırganını haber etmekte. Проведено збори з коригувальниками артилерійського вогню, навчання з розгортанням понтонної переправи та форсуванням водної перешкоди в ході наступальних дій. Також виконано бойові стрільби артилерійських розрахунків на наступальну тематику. Водночас спостерігається активізація підготовки до проведення диверсійно-розвідувальних заходів. На передових позиціях окупантів збільшилась присутність особового складу розвідувальних підрозділів та снайперських пар, які нещодавно пройшли спеціальну підготовку в навчальних центрах на території Ростовської області Російської Федерації. Қаршы жасуслық Харьков вилаятында сөзді ЛНР депутаты тұтылды. Таққатының малыматына көре 2014 сенесі Луганск Сакина вилаятының ишгал етілген территориясында қанунсыз акимиет органларынан тешкіл етілуінде. ЛНРның сақтайын аясасының қабыл етілуінде иштирак еткен. Тентуф вақтында тұтылғаннан evінде ишгал паспорты ве весиқалары тапылған. О халық шурасы ве халық жұмхуриетлер бірлігі парламентінің ишгал депутаты олғаны белгіленген. Украина телекеслік қызметінде яқаланғанны Украинаға қаршы чалыштырғанларны білдіре. Оны Украинаның топырақ бүтілігі ве тиіл мемезлігіне қаст етуде қабатлайлар. Бірқач ай ішінде ilk сефер Украинаның Сербес территориясында коронавирус хасталарының сайысы арты башлады. Сағлық назерлігінде кечкен күн 600-ға яқын инсанда COVID-19 хасталығы белгіленгені, 540 инсан түзелгені, да 25 кіші хасталықны еңіп оламайып вефат еткені аққанда хабер еттілер. Сағлық назира Виктор Ляшко вакцинацияның сон 5-ші басамағыны илян етті. Оның сөздеріне көре ер істеген ве етішкен Украин COVID-ке қаршы ашылына білежек. Фақат біріншілер сырасында 60 yaşından büyük olgan esli başlı insanlar ve sürekli hastalıkları olgan insanlar aşılanacak. Nazir Leşko'nun kaydetkenine göre geniş vaksinasiya sayesinde daha çok insan koronavirustan, bu cümleden onun Delta ştamından korulacaktır. З 21 липня всі дорослі, старші 18 років, які хочуть вакцинуватись, можуть зробити щеплення проти коронавірусної хвороби. Ви можете вакцинуватись у найближчому пункті щеплення, в центрі масової вакцинації, або до вас може приїхати мобільна бригада, якщо ви записані в чергу як організований колектив, в якому працює більше 50 осіб. İşgal etilgen Kırım'da koronavirus test tarqalmağa devam etmekte. Hatta işgalci hakimiyetinin şubeli saplamasına göre keçken kun 536 yangi hasta kaydetilgen. Da 13 kişi COVID-19 hastalığı ağırlaşması neticesinde vefat etken. Tokiyodaki Olimpiada kasabasının COVID puskası bozulgan. Bunu sağlık sahasında yerli mütehassıs Kenzi Shibuya bildirdi. Onun sözlerine göre bu Yaponiya eyalesi arasında COVID test tarqalmasının sebebi olabilir. Відвідувачі, спортсмени, журналісти, делегати, звичайно, повинні перебувати всередині так званої бульбашки, але й вона не діє належним чином. Очевидно, система порушена, оскільки є якась взаємодія між гостями та відвідувачами, а також місцевими жителями. Bazar күні Olimpiada kasabasında Olimpiada oyunları iştirakçılarının birinde Çin virusu belgilengen. Anda ise 11.000'den ziyade sportçu yaşamakta. Вони не мають можливості відслідковувати пересування людей і немає 14-денного карантину для спортсменів та журналістів. Теоретично, якби вони могли реалізувати всі заходи, то бульбашка б працювала, але цього не зробили. І кожен день по телебаченню та в інтернеті показують відео з людьми, які просто ходять куди хочуть.
Кечкен афта Халқара Олимпиада комитетінің башы Томас Бах коронавирусны белли ете білген тестлер япылмасы век карантин сыңырланулары спортчылар Япония сакинлеріне вирусны юқтыра білмесінің ихтималы бұйық олмағанны қандырды. Ама Кензи Сибуя қайдеткенне көре ақиқатын коронавируснен бағлы вазиет башқа ве Япония ковиднын да юқыншлы ве өлдіріжі дельта штамының тест арқалуынығы телекесі алтында. Бұне бербер мутихасыз Олимпиада комитетіні кереклі тедбірлеріні алмастан азырланмағанында қабатлады. Оның фікіріне көре Олимпиада комитеті кереклі чарелеріні көрген олса ойынлар серджілерінен берабер кешірілежек еді. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время для наиболее серьезных тем, разговоров и для людей, общение с которыми для меня имеет особый смысл. Сегодня у меня в гостях человек редкий на экранах, поскольку обычно фиксирует это время и снимает его он сам, как на фото, так и на видео. Это один из легендарных и самых известных украинских фотожурналистов. Если я правильно сказал, она выговорила твою профессию. Анатолий Степанов. Привет, Толя. Да, здравствуй. Тебя очень поймать трудно в Киеве, зато очень легко следить за тем, что ты делаешь в твоей фейсбучной странице, где ты постоянно выкладываешь фильмы, ролики, ну, если можно сказать, клипы с тем, что сейчас происходит в армии. Ты постоянно обновляешь свои работы и выставки делаешь, все остальное и прочее. С чем, какими планами и успехами ты подошел к середине 2021 года? Ну, ты так громко заявил, обновляю. Это не так часто бывает, так быть полностью честным. И я всех предлагаю всем следить за YouTube, у тебя так и называется, да, Анатолий Степанов, Анатолий Степанов, да. Да, и Facebook страница Анатолия Степанова, там лучшие кадры о войне. Но вот если я хочу кому-то показать, что происходит, как это все выглядит, то я просто захожу к Степанову, беру поделиться и отправляю. Спасибо, Эльдар, за такую оценку моей деятельности. Ну, я просто украинский фотограф, который волею случая, я так считаю, оказался на войне. Ну, потому что война идет в моей стране, война идет уже 8-й год. И в обозримом будущем не видно, когда она закончится. Я бы так сказал. Ну вот, все началось в 13-14 и до сих пор продолжается. 13 это Майдан. Майдан, да. И нам казалось тогда, что это будет что-то такое страшное. На самом деле все это было только начало, прелюдия. И сейчас это уже кажется абсолютно таким каким-то далеким и не особо страшным событием. Хотя, конечно, людей убивали в центре Киева, это ужасно. Но в Украине цена жизни была всегда достаточно высока. Да, мы не привыкли к тому, что вот можно так спокойно на улице, что милиция кого-то будет бить, в кого-то будут стрелять, а стреляли в центре города прямо. Ну и очень быстро этот порог чувствительности был перейден, потом оккупация Крыма, война уже в жесткачной такой форме, и ты сразу, в общем, туда и попал. Ты знаешь, порог чувствительности преодолевается не сразу. Когда ты получаешь сводку с фронта, особенно первые годы, вот погиб 1, 2, 3 солдата, и ты начинаешь думать, как так? В твоей стране чей-то сын, чей-то муж, там отец, солдат, и его нет. Почему это происходит? Мы жили в мирной жизни, мы такие были непуганные идиоты, я бы так сказал, вообще, по большому счету. И вот так вот нас окунули в мир брутальный. С размаху, да, я бы сказал. Да.
Ты фрилансер, то есть ты нигде не работаешь. Ты такая отдельная персона, которая может для кого-то что-то делать, для каких-то агентств. Я правильно? Я работал в разных изданиях, газетах, журналах, потом работал в Reuters год, а потом я ушел как бы на собственные, скажем так, хлеба. А сейчас сотрудничаю с France Press, есть международное агентство такое французское. Не знаю, я был у них АФП, даже. да. Да, был у них в офисе в Париже. Снимаю для них то, что происходит. Да, я фрилансер. Да. А там это не постоянно, это все равно контракт фрилансера. Да, фрилансера, контракт это громко сказано, но да, ты просто снимаешь для них, и они как бы это публикуют. Это единственная, скажем, для меня возможность, не единственная, но это возможность показать людям, что в стране идет война, и людям во всем мире. Это держит. Смотри, но этот контракт же не запрещает тебе сотрудничать с другими, выставки делать, не запрещает. вести свой YouTube? Там. Выставочной деятельности это вообще не касается. В принципе, Ютуба тоже. Все, что на Ютубе, это то, что я думаю об этой ситуации. То, что я через себя пропустил, переварил, как бы, и выдал, как бы, то, что я чувствую и думаю. Это вот мой Ютуб. Ну, это твои фильмы такие небольшие. Ну, не фильмы, скажем, документальные ролики небольшие, но это их ценность в том, что это чистый документ. Ну да, то есть ты же ничего не ставишь. Там нет закадрового голоса, там нету комментариев, там просто есть небольшой подводочный текст и лайв. Все, что я увидел, все, что мне удалось снять, я это монтирую сам и выдаю. А на что ты снимаешь? На обычную камеру фотографическую, Canon. И фото, и видео? Абсолютно, да. На цифровик? Да. Ты упомянул агентство France Press и сказал, что тебе важно, чтобы люди видели за границей, что происходит. Это важно очень, особенно в том числе с французскими агентствами. Например, это крупнейшее французское агентство, это государственное агентство Франции. Ну, это мировое. Оно мировое, но оно субсидируется. Это общественное, как общественное телевидение, ну, как у них форма такая, типа BBC, France Press, но французская. Вот. И я был у них в офисе в Париже, я боюсь соврать, по-моему, в 2017 году в апреле. Перед тем, как Макрон поехал к Путину на Санкт-Петербургский форум, по-моему, 2017 год был, в мае этот форум был. Почему я тогда так запомнил? Потому что тогда Макрон еще, были очередные, какой-то жесткач очередной был, и Макрон не знал, поедет или нет, но по опущенным в пол глазам его сотрудников было понятно, что поедет. И он там ходил по набережной с Путиным, там улыбался ему, все такое прочее. А на каком информационном фоне это все происходит, я могу объяснить именно по агентству, на которое ты работаешь. Я зашел, у них есть отдел там, нас провели экскурсии по всему агентству, есть отдел, как это называется, инфографики. То есть там, где карты рисуют, где какие-то там, что происходит в мире, когда они сопровождают свои новости схемами. Я смотрю, говорю, покажите, что касается Украины. Они показали Крым, там написано «Оккупированная Российской Федерацией». Я говорю, Донбасс покажите, Ордло. Они показывают, и знаешь, что там написано? Ну, наверное, знаешь, нет? Контролируется повстанцами, симпатизирующими Российской Федерации. Вот смысл такой. Ты понимаешь? Они все слишком корректные. Ну, то есть создается впечатление, что там такие романтики. Ну, кто такой повстанец? Это светлая личность, борец с тиранией. Понимаешь, там с проклятым колониальным прошлым, что-то такое. И вот они сидят такие и симпатизируют России. Ну, они все стесняются называть вещи своими именами, на самом деле. То есть, как бы, и у многих отсутствует причинно-следственной связи. Я говорю о нашей стране тоже, по большому счету. А касательно россиян, которые там это все заварили, тут быть сомнений не может, потому что я с ними общался непосредственно, вот как с тобой говорил. С кем? С бойцами Гиркина. Да, Славянске, да. А как это было? Это было совершенно случайно. Я ездил, снимал и просто вышел из такси. В Славянске? Да. Там есть такой район, Черевковка, и мосты, которые ведут в Славянск, когда на троллейбусы ходят. Был блокпост, я вышел на блокпосту. И мне кто-то так кричит в спину: убери машину с линии огня. Оборачиваюсь. Человек залег, направил автомат в камуфляже, с георгиевскими ленточками. Все. Я говорю таксисту: отъедь. Начал с ними общаться. То есть убегать нет смысла, потому что можно еще пули получить, да. Лучше резких движений не делать. Да. Ну, общались. Я говорю, кто вы такие, ребята, что, как? То есть, ну, не то, что по дурачка косил, а просто общался как наивный, типа, фотограф. Я хотел понять, почему люди с автоматами, с чужой символикой находятся в моей стране. Что они тут делают? Да, говорит, мы россияне.
терские, волки, ну что-то такое они там лепить начали. Вот, казаки и так далее. Типа из Ставрополя? Да, нет, Кубань. Масса было разных версий. Они сначала позвонили кому-то, спросили, можно ли их снимать. Потом сказали, да, снимай. И я общался, и вот как вот тебя видел, с ними снимал. Я так думаю, что это было сделано специально. И тогда нужен был информационный удар просто, что вот люди, которые повстанцы, да, с автоматами, они здесь, они за Новороссию. Один из них говорил, что мы пришли помогать православным, спасать их от греко-католиков, это дословно. Да, такой бред. Вот. Потом они говорят, ты, типа, уйди отсюда, сейчас пойдет Нацгвардия через мост, будем их крошить. Тогда, кстати, было планировался штурм Славянска, который отменили. Штурм с нашей стороны? Да, на МВД. И с одним из них я как-то так вот подошел, а он был в Кубанке, да, шапка такая. С красным верхом? С синим верхом. Он очень был фотогеничен, я говорю, можно твой портрет сделаю? Он говорит, ну, снимай. Я снял. Через несколько месяцев я увидел некролог в интернете. И написано, что Дмитрий Пономарев, позывной Динго, погиб под Краснодоном от украинских, скажем, войск. Ну, то есть он погиб, да, это герой Новороссии сейчас. И зайдешь в интернет, спокойно в Google набираешь Динго. И твой портрет? Нет. Портрет это такое. Я о том, что кто это, что это все понятно, кто эти люди, откуда они пришли, как бы. Но сейчас как-то так вот очень сильно это все стеснительно замалчивается почему-то и в средствах российских, что кто начал эту войну, в принципе. На следующий день там были собрания в Славянске, да, там люди приходили, фотографировались с этими товарищами, встречали их как освободителей, как бы. Детей приводили. А ты там был? Да, я был. Тогда То есть еще ты был пресса... прям на оккупированной территории, и тебе давали снимать? Нет, тогда еще давали прессе там работать. А ты с коркой с какой-то иностранной? У меня не было никакой корки вообще. Да, если меня там взяли, то... Не, ну иностранная корка тебя не тронула. У меня не было иностранной корки. Ничего не было? Ничего а не как было. тебе дали снимать? Что ты... Просто я сказал, снимаю для France Press. Все. На словах поверил. Да. То есть тогда была такая суматоха, что можно было спокойно это все как бы... Ну, они увидели техники хорошие, видимо, ты профи. Там, да. Не знаю, что они видели, но тогда был у них посыл, надо больше это показывать. Это был как бы информационный удар в первую очередь по стране. То есть они тебя использовали, ты это понимал, а ты использовал момент, чтобы... Я как фотожурналист это снимал, потому что я думал, о, классно, попал, повезло. Сейчас ты уже начинаешь понимать, что ты мог оттуда просто не уйти. Больше повезло, что ты эти фотографии увез оттуда, да? Они вышли в тот же день, просто в ленте. Они в ленте вышли, они находятся сейчас в базе France Press. И всегда можно это поднять и вот показать. Вот. Они есть. Их уже нельзя, это, знаешь, их уже нельзя не вычеркнуть, не вытравить ничем. Это уже висит. Слушай, а там забиваешь, там они авторские, там твое имя есть автор? Да, конечно. То есть заходишь в France Press, да. забиваешь Степанов. Не думаю, что там так все просто, но найти можно. И за эти годы там сотни фотографий? Думаю, да. Да. Там база уже такая хорошая. Ну, это, конечно, как репортеру, тебе очень сильно, конечно, повезло. Вот. Да, тот месяц, апрель до мая, это, я не могу сказать, что это репортерская удача, но так получалось, что судьба меня направляла в такие места, где было вот самое горячее. Я побывал потом в Краматорске, когда наших десантников там прессовали. Местное население, потом вечером появились гиркинцы и пытались отжать технику. До этого они технику отжали утром. Вот если ты знаешь, нонны, которые стреляли потом по нашим войскам, это были нонны, которые отжали у десантников при помощи мирного населения. А как? Технология отработана еще по Чечне. Выгоняется толпа людей, плач, зачем вы нас тут пришли убивать, да так, да сяк. Среди военнослужащих есть люди, которые из этого региона. Потом начинаются всякие уговоры и так далее. И люди, кто ломается, кто нет. Ну вот тогда мы вывалились на дорогу и видели, на нас идет колонна под российскими флагами. А на машинах сидят вот эти товарищи гиркинцы и солдаты в дубке. Какие солдаты? В дубке, форма дубок такая. Тогда еще была украинская военная. Как такое могло быть? Такое было. Это известный факт. Было. Это первые месяцы войны. Да, это была неразбериха ужасная. Это была не просто война, это была ИПСО. Информационно-психологическая операция огромная. Это давили просто людям на мозг.
А в Крыму ты не снимал? Нет, я не был в Крыму. Крым для меня это отдельная история. Я все детство, юность провел там. Я прошел все горы. Я нырял в Сифон, в Кызылкабе есть такая пещера, если знаешь. Галерея Кровавая Мэри, туда далеко по пещере нужно идти. Я там ходил, туризм. Потом я ездил очень много в Феодосии. Феодосия — это вообще для меня жемчужина. Снимал истории про рыбаков, которая выходила на National Geographic. Да. На всемирном National Geographic? В украинском и в российском. Во всемирном нет. Но этого достаточно. Какие годы? 2006. Какие ощущения были тогда от Крыма? Ну, Крым это... Когда ты в юности попадаешь в Крым, то ты, как говорится, остаешься там навсегда уже. Крым — это жемчужина. Но тогда уже чувствовала, что с Крымом работают. И с Крымом не работают наши власти так, как должны были работать. Когда приходит время, ты начинаешь понимать, что надо больше уделять внимание людям в плане информации и работы с ними. Вот. Ну, я не хочу приводить пример России, да, это просто зубодробильная пропаганда, да, такая кондовая. Но Крым, потеря Крыма, возможно, тоже есть вина и какая-то Украина. Смотри, насчет работать с населением. Я абсолютно согласен. Но там власть вся была из коллаборантов, как это было проверено экспериментальным путем. Да? Там представителям коренного народа не давали ходу нигде, Да. но по минимуму, ты же знаешь. Да? Презирали, я бы так сказал. Даже. Я просто помню по русским, с которыми я общался в Крыму. Да. При том, что все их страхи, о том, что их будут выгонять из домов, резать, убивать, совершенно оправдались на ноль ровно. Надуманные. Да, это все была пропаганда умелая. Потом прошло 25 лет. 25 лет крымские татары жили с соседями, приглашали их домой, кормили их пловом, чебуреками, другими вкусными блюдами. Они радостно чавкали, пили водку, обнимались и говорили: ой, там типа Рустем, значит, мы с тобой соседи, все. Но потом, значит, приехал танк, и Иван тут же распрямил грудь и сказал, что старший брат пришел в школу, да, я тут теперь, значит, шишку держу. Я думаю, что таких людей, в принципе, лаской, вниманием там трудно перевоспитать, потому что они воспринимают все это как какое-то проявление слабости. Ну, хотя бы информировать людей нужно, так или иначе. Иметь какую-то государственную политику. А ее не было на тот момент вообще. Абсолютно. И не было никакой государственной политики поддержки крымских татар. Полный самотек. А последний раз в Крыму? Даже не скажу так точно. Это были... Я потом долго ездил к рыбакам просто так. Когда ты приезжаешь к людям, да, и с ними в море ходишь и снимаешь. Продолжаешь снимать, уже вроде история вышла, а ты к ним ездишь и снимаешь. Просто ты их любишь. И как бы в эту среду погрузился. И 2006-2007, по-моему, даже до 2009 точно. В 2009 ездил, потому что я помню, тогда был первый шантаж российский газовый зимой. Я зимой туда ездил, и вот эта вот вся эта информационная была шумиха. Да, в 2009 был точно. Давно не был. Да, очень давно. Посмотрю с удовольствием твои фотки крымские, потому что я их не видел никогда. Я видел твои фотки только военные. Это рыбаки в море. Я фотограф. Все говорят, Анатолий Степанов военный фотограф. Я снимаю все, абсолютно все. Футбол, моды, то есть мне нравится все снимать. Как бы. То есть, моду? Конечно. Фэшн-вики. Снимал, по крайней мере, раньше. Сейчас как-то так оно все как за пеленой. Но если нужно, мы снимем все. А ты мог быть, если бы не война, гламурным фотографом? Таким, нет, гламурным не мог. Анатолий Степанов, нет, там, ОФФ в конце. Понимаешь, когда ты окунулся уже в что-то настоящее, тебе тяжело заниматься этими вещами. Нет, я имею в виду, если войны не было. Тут, если бы не работает, я не знаю, что было бы, если бы, на самом деле. Вообще, конечно, жизнь вот прям через колено, как доска переломана. Вот этим моментом. Или дает волшебный пендель и направляет просто. Вот так. И ты потом понимаешь, что ты занимался, не то что глупостями, но оно все того не стоило. Я согласен. Ты процентов времени проводишь в Киеве и на фронте? Примерно как? Каждый год по-разному. Были годы, когда я почти
каждый месяц по 2 недели проводил на войне. Ну, это 19-й год, там это вот такое, очень интенсивно, половину времени. Сейчас чуть меньше, потому что оно затихает, оно имеет какую-то цикличность, понимаешь. И ты не то что устаешь, ты перестаешь уже это чувствовать и видеть так вот, как раньше. Нету остроты ощущений. Тебе нужно паузу взять какую-то. Любому фотографу нужна пауза. Любому. Это и журналисту тоже, конечно. Борис, ты, ну подожди, ты все-таки журналист тоже, то есть, ну ты просто рассказываешь другими способами это все. Вот. Ну, возможно, так, да. Фотография это тоже язык, да. Ну, ты журналист. Репортер, давай так по-американски, репортер. Да. Мне больше нравится документальный фотограф, но пусть будет репортер. Да, все равно репортер это шире. Репортер может быть пишущий, может быть документальный фотограф. Все с репортажа начиналось. Но то, что ты делаешь, это в принципе есть репортаж. Да. Фотографически чисто. Да. И есть кадры, ну, кроме тех, о которых ты говоришь, видео или фотокадры, которыми ты вот гордишься всю жизнь будешь гордиться? Ты знаешь, гордиться... Я знаю, что я сделал важное дело просто. Ну, это ясно, за себя беру весь пафос. Ты говори по факту. Символы какие-то снял. Вот, понимаешь, это война. Это все еще распад Советского Союза, на мою точку зрения. Смотри, мое мнение было, что мы живем в продолжении Второй Чеченской войны. Вот сейчас продолжаем. Ты дальше копнул. Мне очень интересно твое мнение. Расскажи свою точку зрения. Империя, которая в 91-м, там, вроде как говорят, развалилась, у нее конвульсии. Вот сейчас попытки собраться снова. Построить еще раз Советский Союз номер 2. Так или иначе, нас никто никуда не отпустит. Это все должны понимать. Кто-то не понимает, ну, то, значит, наивный человек. Просто в первый день, когда я приехал летом на войну, у меня была пауза. Я сначала снимал в Одессе трагедию одесскую. Май, да. Это ужасно, на самом деле. Тогда были другие ощущения. После Славянска, Краматорска ты это видишь и думаешь, ну, хорошо, вот тут мы отбились, да, все хорошо. А когда проходит время, ты начинаешь понимать, что ну, не должны так люди, как, я не знаю, какие-то муравьи, которых просто раздушили, вот так вот раздавили 42 человека, да, гибнуть в мирной стране. Тогда же мы считали, что живем в мирной стране. Мне их сейчас по-человечески жалко, честно. Серьезно? Тех, которых загнали туда на убой, в этот Дом профсоюза. Я снимал это все. Я приехал в Одессу, 2 мая это случилось, а вот 3 мая, 5 утра уже возле Дома профсоюза. Еще лужи крови стояли на улице, вот, не высохли. Там была бойня. В Дом профсоюза нас пустили 4 мая, в середину. То есть до того там убирали тела и все остальное. Это трагедия, страшная трагедия на самом деле. Но, может, циничную вещь скажу, но у каждой революции, у каждой национально-освободительной войны есть цена. Есть. Мы ее платим и будем еще платить долго. Потому что, опять же, циничную вещь скажу, не было бы тех страшных событий, в которые погибли разные люди. В Одессе сейчас бы, может, флаг Новороссии развивался. Не готов ответить на этот вопрос. Ну как нет? Там же сидел штаб ГРУ и ФСБ, они же готовились. Я знаю, что только Ходаковский, который Востоком командует, находился на крыше. Я же тебе говорю. Да, в тот они день. просто не вдалось. Провокация была организована. Конечно. Никто не знал, что не предполагал, что это будет такой ужасный результат. Я не думаю, что они планировали убить такое количество людей все равно. Ну, скажем так, невооруженных, которые пришли покричать. Масса людей просто случайных. Те, кто был боевики, они зашли на крышу, оттуда стреляли из автомата. Ну, то есть, как бы, они знали, что делают. А вот эти идиоты, такие. На заклание пошли обычные люди. Вот что самое страшное. Ну, конечно. Ну, слушай, ну так всегда бывает, опять же. Не бывает чистых войн. А потом я приехал на войну уже в августе месяце. Июль, июнь, как бы, я вот сюда доходил от этого ужаса. И приехал в августе. И в первую же ночь, когда я попал к Донбассу. Это был август, жаркий, такой паркий месяц. Мы ночевали на крыше школы Попасной. На крыше? Зачем? Да, потому что в помещении невозможно было находиться. На крыше постелили карематы, спальники, да, и просто так, и крыша гудела. Народ просто от того, что он принимает участие в освобождении своей страны, был страшный подъем. Вот. Крыша гудела под звездами. До утра практически. Все разговаривали, о чем-то рассказывали, переговаривались. И потом, значит, они собрались и пошли в Курахово, а потом был Иловайск.
Вот так вот утром я снял карточку. Это вот фактически первый мой съемочный день. Один солдат Донбасса стрижет другого, а тот, которого стригут, завернут в перевернутый флаг Коммунистической партии Украины. Вот я считаю эту карточку символом до сих пор. Как бы. Процесс развала Советского Союза еще продолжается. Это флаг такой, наверное, был типа бархатный, Белый, такой, нет, со школы. белый флаг, и просто так это обычный, как бы, Да. ну, да, и серп и молот. В школе висел. Перевернутый серп и молот. Ну вот, такие ассоциации. Были и другие фотографии, но сейчас я как бы уделяю много времени проекту, я назвал его «Незалежні», «Независимые». Это молодежь, которая родилась уже в Украине, независимой Украине, которой приходится за нее воевать. То есть молодежь фактически это как бы золотая акция каждого государства. До 30 лет. До 30. Ну вот 30 лет независимости в этом году. Да. А Они ты будешь выставку делать? Да, ну, как получится. Вот. Но эти люди, они не видели Советского Союза. Они родились в стране независимой Украине. И им уже приходится за нее отдавать жизнь, здоровье. Сейчас многие, некоторые даже и молодые люди, не знаю, сталкивался ты с такими, может, родители нас наговорили, может, советские фильмы смотрят, российские какие-то. Вот этот пломбир по 20 копеек. Я сижу, смотрю, думаю, какие же вы идиоты. Ну, недалекие люди просто, я бы так сказал. Не хочу их когда оскорбить, но... А какого ты года рождения сам? Я 69-го. А я 72-го. Ну, мы с тобой в одних очередях за сахаром стояли, только в разных городах. За сметаной, да. Сметаной, да. Мама, я помню, в школу надо идти к 8. К 6 идешь, занимаешь очередь. Ну, понимаешь, сводить все это к продуктам, как бы, ну, это нет смысла, это уже другие были, как бы, это по большому счету все равно тюрьма народов, Советский Союз. Так что тут... Ну, то, что он себя не мог прокормить, говорил о том, что говорит, система какая-то крейзи, она не работает, в принципе, никак не работает. Да, ну, что тебе еще спросить по фронту? Я, конечно, редко бываю, да. Ты можешь сравнить войну тех лет, ну, каких лет? 14-15, и войну 19-21? Ну, смотри, 14-15 это неимоверный подъем патриотический, да, и люди, часто не умея воевать, шли, кто шел в добровольческие подразделения, кто мобилизованный, да, как бы. Опять же, армия, которая была брошена на юг Донецкой области, отрезать, в принципе, анклавы эти все захвачены. Это неимоверный уровень патриотизма и подъема. Люди, не умея воевать, воевали и гибли часто из-за того, что не умели что-то делать, как бы, и отдавали просто жизнь за эту страну. Вот это не красивые слова. Все это было на твоих глазах? Я не могу сказать, что я видел, как кого-то кто-то убил. Я просто знаю последствия. Людей хоронили просто десятками солдат, особенно в добровольческих подразделениях. Сейчас война немножко другая. Она превратилась в такую окопную, вот как... Профессиональную, окопную. У нас есть граница фактически, которая перерезает Донбасс. Только граница это не КСП и вот столбы, это окопы, минные поля, минометные обстрелы ночные, СПГ, РПГ и так далее. То есть это постоянно какой-то идет контакт. Когда активнее, когда пассивнее. Опять же, снайперы. Это постоянно идет охота. Охота на людей, конечно. Охота, это, при том, что вроде бы как в боевых действий таких тотальных нет. Нет, но охота идет вот постоянно, да. Причем заезжают российские снайпера, спецы, которые как бы, ну, серьезные ребята. И убивают солдат без... То есть нельзя над бруствером долго находиться, в принципе. Нельзя находиться долго на открытых местностях, простреливаемых. То есть... У меня коллега мой был вот в мае, Витас Бруверис, корреспондент газеты «Лето Воссоюз». Может, ты знаешь? Нет. Он был в одном из наших подразделений, и в тот день, когда он туда приехал, там солдат просто высунулся из окопа на 1,5 секунды, голову поднял. Ну, как-то по неосторожности. 1,5 секунды. Все. Этот солдат просто в этом месте примелькался. Снайпер работает, он сначала долго смотрит, долго наблюдает, потом видит, что вот в этом месте появляется человек, потом он туда уделяет больше внимания этой точке, и потом просто вот на несколько секунд
Он увидел человека, он уже был наведен в эту точку и он выстрелил. То есть нельзя примелькаться на одном месте. Нельзя долго находиться. У меня был случай, я на промке жил у ребят. Весь вечер у меня сидела кошка на коленях. Я ее гладил, мурчала. Пошел отдыхать в блиндаж. Утром приходит старшая позиция, говорит, нету кошки. Нашли с пулевым в амбразуре. Она просто вылезла в амбразуру. Он подумал, что это, ну, я не знаю, либо неопытный, либо просто развлекался, да. Ну, ночью ты просто тепловое пятно. Да, Солдат, он же не видит, не это солдат. живой Он увидел что-то. просто что тепловое пятно, выстрелил, кошку убил. Опытный снайпер всегда разберется, где человек, где кошка. Или же он просто уже охотился и на малейшее движение сработал. Ну, вот так вот. Ну, если кошка, там он просто увидел, что там красное пятно. Да, это же голова человеческая или кошка, это сложно определить. И он бахнул. Если бы ты высунулся, тебя бы не было. Любой. Ты просто ночью светловое пятно. Тепловое пятно. Я видел это, да, как это выглядит. Иногда мы, я помню, путали, смотрели, кто же это такое. Оказалось потом, что там пара собак, что ли, вот ходила. Ну. Да. Ну, надо проверять, все равно же проверять надо как-то. Поэтому ночью лучше как бы... А солдатам ночью приходится смотреть тепловизор. То есть ты все равно должен подниматься над окопом. Ты закрываешься, там, например, карематом, еще чем-то, но все равно ты должен смотреть, и у тебя нет вариантов. Ты бдишь, никто не должен пройти, зайти, у тебя товарищи отдыхают. Как бы. Ты попадал лично в ситуации, когда, ну, ты, скажем так, второй раз родился? Ну, так что по большому счету дважды такое было. Рассказывай. Первый раз это было Дебальцево, 23 ноября 2014 года. Я пошел погулять по городу. Город уничтожался артиллерией. То есть это, конечно, совершенно глупейший поступок как бы, с точки зрения журналистики, да, особенно если ты работаешь на западных средствах массовой информации, да, если ты приехал, тебя не выпустит никто, никакой офицер безопасности не решит вообще находиться там. Я был сам предоставлен себе, отвечал сам за себя и просто пошел погулять по городу, по которому работала артиллерия. Да. На 14-й год ты же сам неопытный был. Да, ну абсолютно как бы. И я пришел в место, да, куда-то прилетел один снаряд. Мы прибежали, я там нашел местного, который меня водил. Собака бегала по крыше. Снаряд попал под будку собачью. Собака с ума сошла просто. Нет, ну глаза у нее были... Ну слушай, ну я собак на крыше не часто видел в своей жизни. Овчарка бегает по крыше, будка рядом лежит. Снаряд просто выкинул на гору ее, да. А, выкинул на крышу? Выкинул на крышу. Она жива. Волной? Да. Ворота скомканные, как фольга от шоколада, такие железные. И тут я слышу так далекий залп и нарастающий такой шорох. Я понимаю, что летит сюда, потому что оно все... Это был первый пристрелочный, а остальные зал прилетел примерно в те места, где мы находились. Я упал под гараж, там уже, как говорится, «Отче наш». Все, что я как бы читал в этот момент. Я клянусь абсолютно. Каждый солдат в таких ситуациях, хотя я был не солдатом, но читает «Отче наш». Ну или свою молитву. Или молитву, иудеи, потому что да, мусульмане молятся по-своему. Но просто ты понимаешь, от тебя уже ничего не зависит. И все на воле Всевышнего, и абсолютно... А сам ты атеист? Ну, я верующий. Или верующий? Умеренно верующий человек. А верующий стал с войны? Нет. Я знаю, что просто Бога нужно носить в сердце, как бы, и не вредить людям, в первую очередь. А там уже... Про Бога в сердце мы еще поговорим. Так а что гараж? Ну... Гараж прилетел 8 или 9 снарядов, грохот, звон. На самом деле ощущение такое, что ты лежишь в колоколе и по нему кувалдой бьют. То есть нету, как в кино, этих звуков. И тебя подбрасывает на земле просто. Вот так? Да. Прямо отрывает от земли? Нет, ну ты чувствуешь тебя чуть-чуть так. А, то есть ты чувствуешь себя в невесомости периодически? Не-не-не, это тоже из кино, нет. Просто ты чуть дрожишь и чуть-чуть как бы вздрагиваешь. Конечно, насколько ты пушинка в этом мире. Да. Ты понимаешь, что ты просто никто, и все зависит от... Уже не от тебя абсолютно, повезет тебе или нет, все. Я поднялся, оно отгремело, стоит облако пыли, люди мечутся по перекрестку, люди тоже вышли посмотреть. А, так это еще любопытствовали, просто любопытно. Они вышли посмотреть, прилетел снаряд к соседу, и они начали как бы смотреть. А потом пошло, он первый запустил, да. Люди вышли, ну как всегда. Да. Я не думаю, что кто-то думал о том, что есть там люди. Они выцеливали все равно украинских солдат. Там рядом был элеватор, и они постреляли по элеватору. Но попадали по домам.
Я понял. То есть, как это, меткость была такая, что туда-сюда. Это война 43-го года, грубо говоря. Когда ты артиллерией работаешь, сейчас уже дроны поднимают. Тогда дронов еще, возможно, не было. Да? И корректировщик сидел на нашей территории 100%. И просто корректировал, куда кто стреляет. Вот и все. Стреляли неизвестно откуда-то. Может, из-за Чернухина, может, еще откуда-то. Вот. И мы оттуда потом улепетывали очень быстро. И выходим за угол, стоит дом, полдома нету, полдома есть. Как вот сдуло, полдома на улицу. Люди копошатся там тоже. Я спросил, что, как. Они говорят, да вот соседи были в доме, попал снаряд тоже. И нет. 3 женщины. Нет, живы все 3 остались. Сидят у него в подвале у соседа теперь. То есть, понимаешь, Дебальцево уничтожалось брутально артиллерией, градом, чем попало. Ну, то есть их задача была, невзирая ни на какие потери среди мирного населения, захватить эту территорию. Это же узел, да, железнодорожный? Вспомни Грозный, как выглядел после. Да, я про это тебе и говорю. Они воюют таким методом. Да. Они просто поняли, на земле не очень получается, когда мотивированные люди против них воюют, да? Да. Да, поэтому нужно просто утюгом. Утюгом, да. И запомнил навсегда, вот в каждом окне в Дебальцево, когда шел по нему, икона Божьей Матери стоит, семистрельница. На улицу смотрит. Это вот такое воспоминание. То есть... И второй раз? Второй раз, это уже было, я уже, как говорю, был обстрелян. Снимал на Бутовке, 17-й год, 10 мая. До того прилетел снаряд в Авдеевку, убил семью. Один. В дом? Да, в дом, во двор. На деревьях взорвался. 2 девочки смотрела мультфильмы дома, они стали живы. А люди готовились к ужину, они приехали в Киев. Из Киева приехали в Авдеевку просто там на несколько дней. Всей семьей. Ну, типа шашлык. Нет, ну не знаю, какой шашлык, не шашлык, но девочки смотрели мультфильм, они были живы. А те, кто на улице находился, всех убило. Это было 9 мая, по-моему, 17 года. Это русские праздники. День Победы. Деды воевали. Можем повторить. С чем связано, что они там, да, Ну, у вас с чем-то связано. Да. Тут гадать-то не надо. Это, но в мирной жизни они 9 мая в Турции немцев в бассейне топят. А тут им... А 10-го я был на Бутовке, и командир, я его просился, ну ладно, иди на ближнюю позицию, там тихо, сходи там, поснимай, ладно. Я пришел, буквально про 5 минут я там пару кадров сделал, хрипит рация, всем в нору, обстрел, и прилетает первый снаряд метров 20 в бруствер. То есть, и начинается танковый обстрел. Это самое страшное, что может быть. Да. Для прямой пехотинца наводкой. танковый обстрел, это, ну, это ужас на самом деле. И ты не понимаешь, где выстрел, где взрыв, потому что... Потому что минуты слышишь, примерно понимаешь, да. что... Да. Полет снаряда меньше секунды. 940 метров в секунду, вернее, чуть больше километра в секунду танковый снаряд прилетает. И мы ушли с позиции в ход сообщения, это там в 15 метрах. И он начал ложить по этой позиции, где мы находились. То есть там, ну, земля по каске сыпется. Там. Потом перенес огонь по бетонной стене. Машинное отделение Бутовки. Такое, от него уже сейчас ничего не осталось практически. Вот. И тогда я тоже я понял, что я должен сейчас срочно снимать, иначе я сойду с ума, потому что страшно. А работа, то есть когда ты что-то делаешь, Отвлекает. только это отвлекает? Только это. Я вот начал снимать видео, да, кино снял, про то, как люди сидят, пехотинцы, по которым валит танк. Потом он еще КПВТ включил, ну, крупнокалиберные пулеметы, там, сверху над головой оно хлопало в бруствер. Но это уже не так страшно. Потом он перенес огонь чуть дальше, она полегчала, и ребята говорят, ну ладно, беги типа в укрытие. И ты начинаешь думать, может я здесь посижу, а вдруг миномет. Тогда я побегу, а вдруг я сейчас буду бежать, оно прилетит на бегу. И вот это вот ощущение неопределенности после этого стресса, это ужасно. Паралич такой. Да, да. Вот. Ну, когда все заканчивается, ты очень рад, что все закончилось, что жизнь продолжается, можно пойти поужинать, поговорить. Ты даже не ранен? Ну, слава богу. Не контужен? Ну, контузии есть, но такие мелкие. Шум постоянный в ушах. Но это РПГ, возможно, когда близко находишься, там еще где-то что-то. Ну, грех жаловаться, слава богу. Ну, счастливчик, что я тебе могу сказать. Ну, ладно, не наврочи ты. Ну, и вот после всех этих дел приезжаешь ты в Киев.
И что? Ты прямо знаешь болевые точки, куда Не, бить. я просто рисую жизнь. Киев. штрихами. Киев, ты И предлагаю понимаешь, тебе что раскрасить. как бы да, это самое тяжелое, поверь мне. Вот находиться на войне, ты находишься в окопе или там с ребятами, и уходят заботы какие-то жизненные. Ты понимаешь, что ты находишься тут среди своих, среди классных пацанов. Не вопрос, они все разные, у каждого свои тараканы, но ты знаешь, что они за одно общее дело. Там облетаешь шелуха с людей очень быстро, все знают, кто чего стоит, как бы, да, абсолютно сразу видно. Обстрел, они свои делают. На самом деле война — это очень тяжелая, грязная работа. В прямом смысле грязная. Вы постоянно в земле копаете. Но я говорю о пехоте, потому что я больше всего с пехотой провожу время. Бедные пехотинцы, мне их физически жалко, потому что они все время копают что-то, укрепляют, Они работают. таскают бревна Да, эти. они красавчики. Пехота — это уникально. Короче, они делают все абсолютно, Да. что можно делать на войне. Да. Они вгрызаются в землю и держат. И вот ты там побыл, посвистела, постреляла, ты поработал, пообщался, записал, снял, и приезжаешь в Киев. Садишься в поезд и начинаешь слушать, Что говорят. Начинается эта вот пурга. И люди совершенно, казалось бы, они живут на Донбассе, да, едут куда-то там на отдых еще, и они совершенно не понимают, что происходит. Вот это вот просто, это самое страшное начинается, это психологическое давление. Ты приезжаешь в Киев, а тут вообще все хорошо. Все в шоколаде. Пробки. Какие-то там у людей проблемы, планирование отпусков. Ну, сейчас ковид придавил, правда, а до этого все было вообще замечательно. И ты думаешь, да ё-моё, от вас 700 километров от вас прилетает, кому-то в спальню, кому-то в окоп, еще что-то. А тут как бы надо же хоть немножко, как бы... Ну, я понимаю, что у всех свои проблемы, да, все живут в своем мире. Но понимаешь, что идет в стране война, она идет, и она даже сейчас идет. И Вот сейчас какой-то частью мозга надо это все время понимать. надо об этом хоть немножечко. И она идет. И она идет сейчас. Вот мы с тобой разговариваем, да, кто-то сидит, смотрит. Снайпер на сидит. кого-то охотится снайпер. Да. Где-то, возможно, сейчас же СПГ включили, там, или там гранатомет прилетел, или еще что-то. Так что... А я могу угадать, какой твой самый нелюбимый праздник Интересно. в году. Попробуй. Новый год. Ну, Вот я когда не вот это праздную, вот честно. все. Нет. Спокойно. Ну ты же знаешь, почему я сказал. Ну когда ты даже, если все окна закроешь, у тебя начинает на них трястись. Ты знаешь, года 3-4 как-то более было спокойно. Сейчас же как бы люди Опять же разошлись. с катушек сорвались Да. совершенно. Да. Это до 4 часов утра канонада просто. Ну и ты думаешь, если человека, который здесь так зажигает, вот туда отправить, ну, чтобы просто он послушал, как оно звучит. Да. И, знаешь, по ком звонит колокол. Может тебе прилететь под ноги, может где-то в стороне. Это ж... У тебя гибли близкие знакомые? Да, конечно, люди, которых я снимал, многие, с кем ты общаешься, кого ты снимал, они как бы уже тебе не чужие. Ты как бы вторгся в их личное пространство. Ты их как бы где-то понял, где-то вошел с ними в контакт, и потом ты узнаешь, да, погиб. В 2015 году, на День Незалежности, мы жили на ВОПе под Троицким. Уже уезжали, подошел парень. Говорит, вы телевидение? Я говорю, нет. А что ж такое? Да я стих написал, говорит. Хочу прочитать. Вася Мельник, у него позывной Вассерман был. Он сел, прочитал абсолютно чистые, наивные стихи, такие вот украинские. Про родину, там, про любовь к ней, про то, что он ее защищать будет. Через год я узнаю, его убил снайпер. В 16-м я жил на Бутовке, тоже парень, общались мы. Через 10 дней он погиб тоже. Как бы. Ну и позавчера недавно мне звонит знакомый, солдат. Привет, Толик, вот подписываю новый контракт. А эти люди, которые повоевали, им тяжело тут вообще совершенно. То есть какое-то время тут находится, потом нет, лучше туда. Он мне говорит, что к происходит? ребятам, Я с ума схожу, я не могу здесь находиться, я вот сейчас опять к своим ухожу. Ты знаешь, Толик, вот уже нету Влада, нету, и Миши нету. Я говорю, как нету, что случилось? А я их снимал позапрошлом году, то есть тоже общались и снимал. Ты можешь взять компьютер, и ты видишь, человек живой тебе что-то говорит. А его нет. Влада убил снайпер, а Миша повесился. Повесился? Да. Да. Тут? Это проблема, да, да. Солдат, который ходил на ту сторону по гражданке. Бесстрашный абсолютно.
Понимаешь? Как такое? Ну, казалось, Людей вот это накрывает, и быт, и, возможно, и ситуации всякие разные случаются. И, не знаю, он был бесстрашный, он прекрасно говорил, он рассказывал мне массу вещей, которые у меня просто волосы вставали дыбом. Это человек, который ходил на ту сторону. Он сам из Донбасса, Донецка. Да. И его нет. И он не погиб не в бою. Вот так бывает. Молодой, наверное. Молодой. И ты, когда с ним общаешься, ты проникаешься уважением с первых минут к человеку. Ну, это такие личные То есть вещи. у тебя такая уже, знаешь, выставка в черных рамах, это серьезно. Ну, назвать это выставкой такое дело, но... Ну, не выставка. Да. Пантеон свой. Пантеон, о. Да. Свой пантеон. И это уже нельзя не забыть, не вычеркнуть и не простить. Самое главное. У нас даже командующие ВСУ в интервью говорят, что нам придется мириться с россиянами. Ты читал, наверное? Ну, смотри. А ты говоришь прощать. Мириться. Можно пытаться мириться с кем угодно. Захотят ли мириться с тобой? Украина — это проект австрийского генштаба, как мы все знаем, да? Уже где тот австрийский нас генштаб? не должно быть. Да, а проект живет. Да. Но у нас как бы, да, это не должно быть, как кремлевский дедушка говорит. Так что, как бы вы с кем ни мирились, а вам будут плевать в глаза все равно. И захотят ли мириться те, кто прошел и потерял боевых товарищей, а их уже 300 тысяч. Захотят ли они мириться? Я жил на промке, стоял десантники, 25-ка. И парень, который... Ему 24 года было, но выглядел он на 40. Ну, на 35 пускай, да. И он говорит, что я участвовал во взятии Бутовки в январе 15-го. И первая группа, которая пошла в лоб, с 8-го раза шахту взяли. Первая, которая пошла, она была 15 200. Все? Ну, не все, я не знаю. Это за время что. Они только смогли выбить Бутовку только потому, что это был обходной маневр. Те, кто на себя отвлекал, как Вторая мировая. Кто-то идет в лоб, кто-то принимает на себя удар. Уходит. Я говорю, я никогда не забуду, как пахнет запеченная кровь на броне. Я грузил остатки тел своих товарищей на броню. Скажи мне, кто что должен забывать? Кто к нам пришел с мечом? Да. С какой стати мы должны это забыть? Кто к нам с мечом пришел? Значит, такое может говорить только человек, который сам лично, понимаешь, общаясь с политиками, они становятся немножко политиками, эти военные, мне так кажется. Да, конечно. Но мы их судить не будем, они все равно военные. Это да. Они все равно военные. У солдат другие принципы, и солдат никогда... И потом, ты знаешь, опять же, начнись сейчас огромная война, все эти люди со всеми своими иногда странными мыслями все равно будут воевать. Вот. Многие те, кто воевал, я знаю, сейчас уже работают даже и в Польше. То есть их нет в стране. Угу. А вернуться, если что? Я не задавал этих вопросов. Но вот это вот внутреннее состояние, оно все равно, когда тебя тянет. Если ты повоевал, то ты уже... Тебя тянет? Ну, я думаю об этом постоянно в мирной жизни. Я живу больше мыслями там. Я экстраполирую некоторые вещи на войну постоянно. Или же войну на некоторые вещи. То есть с нее уже нельзя вернуться окончательно. У тебя есть какие-то, подразделения, куда ты постоянно ездишь? Или ты стараешься разные? Да, есть замечательные подразделения. В принципе, я никого как бы не выделяю, но есть люди, с кем ты уже как бы сдружился больше, сжился, как бы, и тебя тогда там всегда рады видеть вообще без вопросов. Есть разные. Хочу с тобой съездить как-нибудь. Возьмешь, я буду технику таскать. Там у меня техника вся в одной руке помещается, когда работаю. Просто. Я езжу абсолютно официально, аккредитовываюсь. Да, то есть, чтобы никого из-за меня потом не вызывали на ковер. А ты причем ездишь на поезде, я знаю. Помнишь, мы тогда просто не состыковались по времени. Да. Мы могли тебя забрать, но не получилось. На автобусах где-то перемещаюсь я сам, потому что я без транспорта. Там, так что... Расскажи-ка, дорогой друг, про свое общение с местным населением. Знаешь, Донбасс — это уникальный край, в принципе. Да? Возможно, это, конечно, стокгольмский синдром, да, но я безумно люблю Донбасс. Как бы. Я все детство провел бабушки.
Там? На Донбассе, да. Но тогда я как бы не сильно понимал, но сейчас как он очень красив. Безумно красив Донбасс. Да, правда. Вот своей такой особой какой-то красотой. Такое солнце и небо, которое там, ты нигде больше не Все одно и встретишь. то же говорят. Да? Да. Честно, я не читал никого. Ну, мне вот говорили, Клянусь, да. эти подсолнухи, которые просто, терриконы, пирамиды Хеопса. Какие степи, озера и вообще леса. Леса, на самом деле, на Донбассе, все говорят, что это как бы степной край. Леса тоже есть прекрасные. И люди там тоже особые, это правда. Потому что тот, кто любит Украину на Донбассе, это самый большой патриот. Это этой страны. точно. Это Потому люди, что- которые выгрызут кадык зубами, понимаешь? Да. И этих людей, хотя бы ради них, Донбасс нужно лелеять, халить и забирать. Конечно. Донбасс — это Украина. Я всегда, знаешь, говорю, когда вот, но там в Крыму много ваты, там туда-сюда. Я говорю, вы знаете, пока там на своей земле, в эту землю вгрызся хотя бы один крымский татарин, а он не один. Забыть про них, даже если их там меньшинство. Это историческая родина. О чем говорить? Нет, это такое предательство. Если мы его совершим, забудем как-то про Донбасс и про Крым, Украина построена не будет, потому что на предательстве не строится Нет. ничего. Теперь касательно людей. Давай. Люди на Донбассе, то, что я сказал, да, они тоже особо имеют характер. Это правда. То, что там на партии регионов, который рассказывал, что донбасский характер, это правда. Я говорю, люди с Донбасса, которые воюют за Украину, это золотой фонд. Ну, рассказывай, интересно же. А люди, которые живут на Донбассе, да, масса людей, это такое сублимированное серое вещество, которому лишь бы не стреляли есть. Придет Россия, придет Украина, лишь бы им не стреляли. То есть не сказать бы, что не любят Россию, но... Не сказать, да. Вот с таким тоже приходится сталкиваться. И, в принципе, они подвержены пропаганде очень сильно российской. С той стороны. Да. Которая Потому льется что она всё. льется даже на нашей территории. Ты включаешь телевизор или радио, ты слушаешь все это. Как Даже без потоком. тарелок? Без тарелок. Зачем тарелки? Ну, антенна обычная. Прекрасно. Вот так вот. Поэтому ощущения очень как бы диаметрально противоположные, но как бы нам с ними жить, и они там страдают тоже на этой серой зоне и так далее. Как бы. Но понимание причин конфликта, да, и все, не у многих, даже за эти 7 лет войны, 8-й год пошел, возникло, к сожалению. Есть масса людей, которые ждут Кого? прихода русского мира. То есть ни Крым не научил, ни оккупированные Ничего. территории. Телевизор, он все, Телевизор все выел мозг. То есть даже человеку говорят, что вот там плохо. Нет, тут же сказали вот по телевизору. Да. Но я все-таки хотел бы, чтобы ты про патриотов донбасских рассказал, потому что у нас остается буквально 3 минуты, и вот ты говоришь особый донбасский характер, донбасские люди, которые воюют за Украину. Все-таки для меня они дороже, чем, извините, все остальные. Их на самом деле масса. Я с массой знаком. Я тоже считаю, патриотов Донбасса, вот донбасских, много. И это не шуточка. И много людей ожидало жизни просто вот за свой край. И сейчас, кстати, когда я езжу, да, я встречаю очень много ребят именно местных. Луганск, Донецк, вот и эти регионы. Украинец это что? Это этнос, это... Я думаю, это политическая нация в первую очередь должна быть. А что такое политическая нация? Отношение к жизни, к свободе. К что Это любовь к своей стране в первую очередь. И понимание истории и сути. То есть ты можешь быть евреем, татарином, русским, кем угодно, но ты будешь украинцем. А, кстати, ты кто? Ну, этнически. Этнически? У меня намешано. Да у всех, наверное. Да. Если украинцы, русские, армяне. Ну, поди, у тебя и родственники есть там в России. Нет, в России нет родственников. Ну, или ты их не знаешь? Нет, ни с кем не. Ты киянин коренной? Сложно. Да, я родился в Киеве. По тебе видно. Ты такой какой-то... Ну, мои родители совершенно не из Киева. Отец Донбасса, а мать вообще из Баку, так что... Серьезно? Да. Все, я же очень сильно все смешалось. Особенно вообще, после знаешь, войны. Советский Союз это умел делать. Да. По себе знаю. Переселение народов, это...
себе знаю. Потому что я родился в городе, где обе половины моей семьи, папа и мама, попали в результате сталинских репрессий. Разных лет, разным путем, но это было абсолютно искусственное явление. Ну, или же в одну ночь в эшелонами. Да. Спасибо тебе огромное, что пришел. У нас было... Все будет Украина. Кто бы сомневался. Да. У нас был Анатолий Степанов. Вот я давно мечтал вас с ним познакомить. Он невероятно скромный. Вот, и даже перед нашим эфиром он скромничал и говорил, что я там могу рассказать. Я не разговорный жанр, не мой и так далее. Но теперь видите, что, в принципе, как бы еще не каждый пишущий и говорящий какая-нибудь телезирка так расскажет, как Толя. Спасибо всем, кто помогает телеканалу АТР с разными путями, в том числе через Patreon. Огромное спасибо от всего сердца. Подписывайтесь. Любая постоянная помощь, она правильная, потому что это значит, что вы где-то вот рядом, тут с нами. Все будет Украина, Крым – Украина, Крым – Сербия, Саладжах и так далее. Потому что мы вместе боремся за правду, а в итоге правда всегда побеждает, но мы в состоянии ускорить ее победу. Смотрите АТР. До новых встреч в эфире. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога.